Дорогие братья и сестры, время начала конференции подошло. Вот, к сожалению, у нас так часто бывает. По правильности мы все это, но, к сожалению, не потянется. Мы тогда по-английски начнем работу и постепенно дальше нам присоединиться. Помогите. Царю небесный, утешитель души истины, и жизнь царь благодать, сокровища и жизни подать веру, и веселись мы, милостивый всякий раскрепленный, и спаси наши души нашу. Дорогие братья, приветствую вас на конференции в составе 32-х международных образовательных рождественских серий, конференции «Православие и культура других народов». Прежде чем предоставить слово приветственным другим участникам, я хочу сделать сообщение. Многие из вас в курсе, кто-то может быть нет, что сегодня в час дня у нас здесь вечер перерыв. И вот в этот перерыв должно состояться совещание. Совещание, которое будет проводить митрополит Куртийский и Коломенский Павел, в котором могут участвовать несколько архиереев, будет патриарх архидиаконов Константин Бурган, и представители от разных епархий, в которых традиционно есть тюркоязычное население. Это совещание пройдет по благословению святейшего патриарха Кирилла. По инициативе патриаршего архидиакона отца Константина Бургана, он сегодня здесь будет и перед вами выступит, сам сделает сообщение. По его инициативе, отец Константин, надо сказать, что сам он также по национальности принадлежит к тюрку. И святейший патриарх по его просьбе благословил создать некое объединение, какую-то организацию, общество, которое бы объединяло всех православных тюрков. И вот первое организационное совещание состоится сегодня. Возглавить это объединение святейший патриарх поручил митрополиту Куртийскому и Коломенскому Павлу, владыке Павел. Прибудет сюда сегодня. Я думаю, что он и здесь скажет несколько слов участникам нашей конференции, преподаст свое архиерейское благословение. Но подробнее об этом вам сообщит отец Константин Бурган. У нас сейчас должны быть приветственные слова, но пока не все участники у нас здесь, я хотел бы уточнить, Динара Бурган, вы готовы приветственное слово? Или дать вам немножко времени? Хорошо. Тогда, поскольку я тоже не вижу еще пока нашу вашу пряжку, я хочу вам представить тоже одного пряжка, кто сейчас занимается организацией общества православных пряжек в Москве. И это Аркадий Васильевич Иванов. Аркадий Васильевич, идите к нам сюда, пожалуйста. Вот, подходите, возьмите микрофон, и я думаю, Аркадий Васильевич в качестве приветствия скажет несколько слов и расскажет о том, что они делают и что организуют сейчас в Москве. Дорогие братья и сестры, я вас приветствую и на этой рождественской встрече мы
я как граждан Москвы и организации граждан Москвы мы впервые участвуем на этом мероприятии. Мы хотим коротко сказать, кто мы, как мы и что мы. Граждане – это естественный народ, который соблюдал православную веру веками и при всех ситуациях, сложностях соблюдал православную веру веками. И наш народ живет во многих регионах Российской Федерации, России и Советского Союза, будем говорить лучше. Что же нас спасло или как мы сохранились как граждане при всех сложностях жизни? Нас спасло или даже укрепило то, что мы соблюдали и придерживались всех канонов, правил Русской Православной Церкви, и это соблюдали мы веками и продолжаем соблюдать и отстаивать вместе в составе как прихожане, как верующие Русской Православной Церкви. Что касается по велению или по велению судьбы, я оказался в Москве, и первые же нашей встречи с москвичами, гражданами было пожелание, чтобы мы собрались, организовались и в форме организации православной общины граждан Москвы. И по благословению владыки Ефимия, также отца Дорофея архимандрита и присутствующих, прибывших на эти мероприятия наших священников из Казани, руководителя гражданской духовной миссии Павла Шарашов, мы сумели организоваться и создать организацию Русской Православной Церкви, православной общины города Москвы. И к нашей радости, опять-таки по благословению и данному разрешению, мы в Никольской церкви провели несколько богослужений на церковно-гражданском языке. Церковно-гражданском языке и богослужение, и хор. В этом нам большую помощь и поддержку оказали отец Павел Шурашов, который вел эти службы и летние, и октябрьские, ноябрьские, и декабрьские последние. А в январьские мы уж думаем, что завтра граждане со всеми нашими родными тюркоязычными народами мы будем вместе, и наши прихожане будут, граждане присутствовать, граждане Москвы, завтра на богослужении, рождественском богослужении, завтра мы вместе с вами. Вот такая у нас работа проводится. Я поздравляю вас с этими рождественскими сведениями. Я думаю, что наше общение, наши разговоры здесь, беседы помогут нам и дальше пойти в правильном направлении по укреплению
нашей православной веры. Крашены, как были всегда, сосаря веру и отечество, мы также будем продолжать своей православной службе. Спасибо. Благодарю вас, Аркадий Васильевич. Надо сказать, что вот сегодняшняя конференция является уже 9-й, и изначально это были не объединяющие различных представителей тюркских национальностей конференция, а была конференция, инициированная обществом православных татар города Москвы, обществом, которое было основано по благословению отца Даниила Сысоева и возглавляет Кашада Булкарова и Нада Булкарова, которые все вы прекрасно знаете. Поэтому сейчас я прошу с приветственным словом и Нада Булкарова. Кадерлер туганларым, хандусларым, хананлер кунахларыбыз арумсыз. Я рада приветствовать вас на 9-й православно-татарской конференции «Православие и культура тюркских народов» в рамках 32-х международных рождественских чтений. Я надеюсь, сегодня, как мы и обычно, славно потрудиться. Мы рады вас всех видеть. Мой доклад я зачитаю чуть позже. Добро. Спасибо, Динара Булкаровна. Мы рады вас видеть, Евгения видеть, и многих тех, кого также мы ежегодно здесь видим и приветствуем. Я вижу, что подошел у нас отец Павел Чарашов. Вот, вы готовили доклад, я знаю, но, может быть, вы тоже скажете короткое приветственное слово. Ваше Высокопреосвященство, Куланар, всех вас приветствую с сегодняшним событием. Действительно, мы уже много лет собираемся и, слава Богу, трудимся. С пользой, я думаю, собираемся люди разных национальностей, но объединенные православной верой Русской Православной Церкви. Вот. Кряшины Республики Татарстан, которую я представляю, уже 150 лет, более 150 лет в орбите Церкви именно как совершители богослужения, божественной литургии и полного суточного круга богослужения на кряжском языке. Уже более 150 лет. И эта традиция продолжается, глава ШК. И даст Бог потихоньку эту традицию продолжать. И в Республике Татарстан, и в других регионах. По милости Божией у нас уже 2 раза мы собирались в Кряжне Москвы, тоже совершали литургию на кряжском языке, здесь в городе Москве по благословению Преосвященнейшего епископа Ефимия. Поэтому всем плодотворной работы, помощи Божией, подай Бог сын вам возблагодарен. Верим в это. Так, дорогие друзья, теперь, я думаю, мы перейдем к докладу. У нас еще будут приветственные слова по мере того, как высокие гости будут у нас появляться. Я думаю, что, как уже говорил Павел, политический экономический скажет нам несколько слов. Может быть, попросим и владыку Викентия, митрополита Ташкентского, Среднеазиатского, постоянного члена Священного Синода, сказать нам тоже приветственное слово, когда он будет. Но это по мере этих прибытия. А сейчас давайте мы перейдем к основной части, к докладу. И пока прибывшие готовят свои доклады, я хочу предоставить слово людям, кто приехал пораньше и уже подготовились. У нас по одной теме 2 докладчика.
Это Иерей Георгий Илёшкин, настоятель храма Священномученика Серафима Дмитровского в селе Царев Калачевской епархии, и Назиров Тимур, священник Тимофей Германович, художественный руководитель молодежного театра духовно-нравственного сюжета «Мир» при храме в объявлении Господня города Волгограда. Тему они заявили Александр Немский, степень церковления и принципы служения в современном мире. Пожалуйста, братья. Вашему священству, дорогие отечественные отцы, дорогие сестры, я Иерей Дмитрий Илёшкин, по благословению епископа Калачевского и Павловского Иоанна Коваленко, представляю Калачевскую епархию, которая находится в состав Волгоградской митрополии. Являюсь настоятелем храма священномученика Серафима Дмитровского в селе Царев, максимально прав. Наш храм находится в историческом месте, где в XIII веке в храмовом Верде была основана столица Золотой Орды, город Саратов. Из истории Древней Руси известно, что святой благоверный князь Александр Невский не раз ездил именно туда для налаживания дипломатических связей. Святой князь прикладывал огромные усилия для распространения и укрепления православной веры, строительства храма. На территории Сарай-Верде была образована Сарайская епархия, единственным покровителем которого можно считать по праву благоверного князя. До 40-х годов XX века в селе Царев до революции это был уездный город Царев, Астраханской губернии. Стояли два храма и одна часовня на кладбище. Один храм был посвящен Николаю Чудотворцу, второй храм был кафедральным, храм Рождества Христова. Он имел еще два предела, помимо основного. В 40-е годы оба храма и часовни были полностью разрушены по распоряжению властей. Современное возрождение церковной жизни в селе Царев началось с открытием молитвенного дома весной 2002 года в здании бывшей столовой. На данный момент мы служим в этом же здании, в котором на пожертвованные селян была осуществлена реконструкция. В 2004 году по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа молитвенный дом был преобразован в храм во имя священномученика Серафима Звездинского и епископа Дмитровского. Решением Синода, Священного Синода от 15 марта 2012 года путем выделения из состава Волгоградской епархии была образована Калачевская епархия. В ноябре 2013 года правящим архиереем назначен владыка Иоанн Коваленко. В 2017 году владыкой было избрано место под строительство будущего храма Александра Невского. И мне, как настоятелю, выпала честь владыка благословил строить храм во имя Великого Святого. Но приступить к строительству пришлось только в 2020 году. Время заняло выделение земли, документы, проекты и так далее. К тому же у меня на тот момент была еще одна стройка. Я также являюсь настоятелем храма Покрова Престой Богородицы, село Покровка. И в это время строили там храм во имя нашей заступницы. В мае 2020 года владыка осветил храм Покрова Престой Богородицы, а в августе того же года приступили к строительству храма Александра Невского в селе Царев. 13 сентября 2020 года, в неделю 14 по Пятидесятнице, праздничное богослужение прошло на месте будущего храма. Божественной литургии возглавил епископ Калачевский и Павловский Иоанн. После службы владыка совершил чин освящения закладного камня, помещенного в основании будущего храма, в честь святого благоверного князя. Сейчас строительство храма временно приостановлено, так как при разработке котлована обнаружено кладбище XIX века. Сделали археологические исследования, эксперты сделали заключение, что нужно проводить археологические раскопки. Сумма за раскопки для нас очень огромная, около 1 000 000 рублей.
Надеемся, что весной 2024 года с Божьей помощью начнутся раскопки, продолжится строительство. Владыка, наш приход, прилагаем все усилия, чтобы Александр Невский храм Царев построился, стал еще одним духовным центром паломничества для гостей не только нашего региона, но и страны. В связи с этим село Царев и строящийся цареве храм благоверному князю Александру приобретает особое именное миссионерское значение. Это место исключительно важно. В масштабе произошедшего здесь судьбоносных для нашей страны событий имеет в себе мощный потенциал для проповеди православной веры в наши дни. Уже традиционно в день памяти святого благоверного князя Александра Невского в нашем селе Царев по благословению владыки Ивана с 2019 года проводится Александр Невский фестиваль. По проекту Вячеслава Куватина построена крепость. В этом году уже будет проводиться 6-й фестиваль. У истоков проекта стояли Дмитрий Дмитриевич Сазонов, руководитель регионального отделения молодежной казачьей организации «Донцы», ныне воюющий на СВО в офицерском звании. Вячеслав Куватин, церковнослужитель храма святых равноапостольных Константина и Елены, Тимофей Германович Назиров, руководитель православного театра «Миргород», и я, Илья Георгий. С каждым годом фестиваль приобретает новые масштабы, наполняется новыми красками и событиями. На благословенной князем земле проходят исторические реконструкции, работают творческие площадки, организуются самобытные конкурсы, стрельба из лука, катание на лошадях. Гости фестиваля могут попробовать сваренные на костре по древнему рецепту ясно. Я искренне благодарен молодежному и православному церкву Миргород и его организатору Тимофею Германовичу Назирову за колоссальный вклад в организацию и осуществление мероприятий. Далее Тимофей Германович будет представлено слово, он расскажет о театре и затронет еще раз важность проводимого фестиваля. Каждый гость фестиваля максимально вовлекается в сюжетную линию и получает уникальную возможность поучаствовать вовлекает в сюжетную линию, получает уникальную возможность поучаствовать в дух былых времен, силу нашей великой истории, глубину и многоценность нашей веры. Александр Невский фестиваль, благодаря своему особому формату и атмосфере, привлекает большое количество молодежи, которая получает возможность яркого, незабываемого знакомства с русскими традициями, исконными ценностями. Мы надеемся, что наш фестиваль оставляет у молодежи глубокое впечатление, память о котором в будущем оградит их от влияния навязанных, искаженных, трактовок историй, нравственных и духовных подвиг. Александр Невский фестиваль, проводимый на территории бескрайних душистых степей, радушно встречает паломников со всей метрополии, количество которых с каждым годом увеличится. Семейное посещение мероприятия приобретает особую актуальность на настоящем году, объявленном Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. Фестиваль носит миссионерский, просветительский, воспитательный характер, играет важную роль в обеспечении межэтнического единства нашей области и страны. Привлечение внимания к личностям святых российских воинов, одним из которых является князь Александр, особенно необходимо нашему обществу в переживаемый нами исторический период. Сердечно благодарю всех за внимание. Позвольте продемонстрировать небольшой ролик о нашем селе Царев и фестивале. Надеюсь, видео поможет хоть немного передать атмосферу и дух нашего мероприятия. Хотим пригласить всех участников данной конференции
к нам в гости на фестиваль в этом году. Он состоится 15 сентября. Дополнительно мы сообщим. Также хочется пригласить всех желающих принять участие в строительстве храма и благоустройстве территории для проведения фестиваля, чтобы мы имели возможность принимать как можно больше гостей фестиваля, паломников в наших краях. Хочется напомнить, какую роль несет это место не только для христиан, но и в целом для нашей Родины. Это историческое место. И прошу вас помощи и в строительстве храма, паломничества, миссионерства, центра в нашем селе. И еще раз благодарю за внимание. Отдельная благодарность Быкову Олегу Приклюсовичу, помощнику миссионерского отдела Бузулукской епархии. Благодаря его приезду к нам мы узнали о данной конференции. Благодарю еще раз всех за внимание. Сейчас посмотрим небольшой фильм, и доклад продолжит руководитель театра Миргород Тимофей Германович Назиров. Спасибо. Александра Невского сказал старинной храмовой кухни, за самой храмовой года. В честь прославленного князя в единой молитве десятки людей, представители духовенства, завершают крестный ход молитвенного поклонного креста. Раньше здесь возвышался кафедральный собор. На этом месте, в столице Золотой Орды, была основана епархия в 2001 году. Так и называлась Сарайская. И здесь был построен храм. Здесь люди русские не были, как здесь русские люди не были в плену, тем не менее нуждались тоже и в утешении, и в церковном таком
присутствии. Страдали мы, христианские души, во множестве собой верных надеюсь. И ты себе принесу спросить. Не надо судить за его право, но так писать поедет. А право, и ты душе привести. И свой великан старается вести для нас старается наверху домова. Как вы это называли для него, по нашему духовному девизу. Я думаю, ты можешь, чтобы твоя столица, величием раздевшись до небес, совокупивший вместе все лес, и песня под верховным не могла похвалиться. После когда эти христиан забудут за построение храма, Ты забываешь голос дня головой. Я правда не мусульман. послушай до конца. Ведь твой взгляд брат, не русский христианин, но западный, который за надзор выходил князь Городский Латынский Даниил, Черниговский князь Михаил и брат мой. Да, брат. Восстание собраны корды. Епископ Лазарь, ты навсегда избегнешь сей беды. Не силой наш церковь, но лишь единой веры. Слово статы, рвутся не гулять, заключенные влады, лапкая пора. Православный братья, прекратили груз, крепко встали ради, за святую Русь. Победи, нас наша груз поет, пораженная сзади будет, не забудем. Победи, нас наша груз поет, пораженная сзади будет. Славянский дух веками сохраня, век любви войны, христиане живут все и любят. Святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера, православна, вера просто вера знатна, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Душа встретится с верой, лучше этой веры нет. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Народ русский просвети нас,
Высокопресвященнейший владыка, дорогие батюшки, братья и сестры. Я продолжу немножко тему, но совсем с другой стороны. И буквально 2 минуты. Для меня, на самом деле, приглашение и вообще проведение здесь, оно было в какой-то степени неожиданным. Нас нашел отец, раб Божий Олег, раб Божий Олег. Вот. И, конечно же, обусловлено это было именно местом. Тем местом, которым мы тут как раз с батюшкой занимаемся и озадачены. То есть само по себе село Царев. Вот, наверное, для вас, для многих уже знакомо, тем более вот сейчас про него много говорили. Это, кстати, Царев тюркское название, оно одновременно и с городом Царица, вот, и с городом Саратов. То есть они все, когда получили именно от тюркского, так сказать, корня своей. Там была еще река не Царица, ее называли, а Царев в то время, то есть поэтому все это вместе. Вот. Но видите как, фестиваль Александра Невского, мне кажется, это такое, и вообще село Царев, какая-то точка, которая как раз вот точка вот такого вот напряжения, вот, которая в себя все как бы объединяет. В принципе же именно там, наверное, так можно сказать, вот именно в масштабах, в крупных масштабах, не так вот каких-то сиюминутных. То есть произошло крещение, но если можно так сказать, ну, на тот момент для Руси все это было дикая степь, вот, от которой, то есть, были одни проблемы вот, для русского государства в то время православного. Вот. И именно Александр Невский, как раз кусочек такого спектакля был, театр, который я возглавляю, и Александр Невский, он добился, причем, как мы знаем, не силой меча, даже не какими-то, ну, не дипломатическими хитростями, а вот своим именно таким вот смирением он добился того, что в тот момент хан Герке дал согласие, казалось бы, невероятное на то, чтобы в него остановиться. Была организована епархия. Вот этот спектакль, который кусочек его называется «Последний луч солнца», вот по нашему, так сказать, исследованию, это как раз одно из последних деяний Александра Невского было по пути после этого на Русь, в городце, он почил, о Господе, ну и разные версии есть. Может быть, его отравили, а может быть, он просто надорвал свои силы. Вот. Мне вот интересно то, что Олег, когда, наверное, обращался, ну, в частности, вот у нас состоялся телефонный разговор, вот он, наверное, знал, что я тоже имею отношение, в этом есть какой-то промысел, именно вот, к тюркоязычному православному, так сказать, сообществу, потому что я действительно по происхождению, по моему деду, вот, деда у меня звали Шаукет, вот, а прадед это Шараф, Шаукет Шарафович. Вот, я ношу в себе такое семечко именно татарского корня. Вот, мой дед, этот самый Шараф, он был расстрелян в 1937 году, потому что он в своем ауле умел читать на арабском языке Коран. Ну, это была вера, еще не православная, тем не менее, власти она была настолько же опасна, наверное. Вот. И, в принципе, я всегда, меня назвали Тимур, вот, и фамилия моя Назерова. Но Олег это, я думаю, не знал. Вот поэтому здесь есть какой-то промысел, что все-таки я оказался вот среди вас, дорогие братья и сестры. Вот. Я хочу сказать, ну, получается, что, тем не менее, вот, у нас, может быть, тема такая нашего доклада, она меньше всего какая-то, вот, скажем, как слово, тюркская. Вот. То есть я, например, руковожу театром. Более того, театр носит название, которое, ну, там вообще даже не русское. Вот. Мы его когда-то назвали Миргород. Вот. Но мы не имели в виду, например, украинский город. Вот. Миргород для нас был город мира, в какой-то степени, наверное, город Иерусалим. Вот. Я хочу сказать, что театр возник спонтанно. Вот. И для нас, наверное, это было бы для всех в том смысле полезно, вот, что он явился, как вот как раз это место сейчас Царев, о котором мы говорим,
оказался таким достаточно мощным миссионерским проектом, в котором пользу от этого проекта получают прежде всего те, кто в нем находится. И поскольку все-таки Миргороду удалось создать достаточно большое количество хороших, качественных спектаклей, к сожалению, это пока только на словах, но и может быть отчасти согласно видео, вы можете об этом судить. Пользу от этого получают и те, кто его, конечно же, смотрит. На мой взгляд, вообще, это такой пример, поскольку, мне кажется, сейчас мы с вами православные, на нашей большой, так сказать, православной стране, на самом деле мы, простите, но мы с вами жалкое меньшинство. И поэтому и русским, и татарам, всем нам, у нас есть одна, наверное, самая главная задача. Мы теперь должны стать миссионерами, никуда не уезжая, то есть не попадая в какие-то враждебные нам окружения народов, которые еще совсем не знают Христа. А миссионерство, оно прямо кричит, оно требует от нас активности, и поле это миссионерство, оно огромное, оно вокруг нас. Дело в том, что сам театр Миргород, он возник тоже не сразу. Я когда-то, когда я осознал себя православным, я крестился в сознательном возрасте, до 29 лет я был Тимур, а потом я стал Тимофей. А дети сейчас, они так с юмором называют меня Тимофей Тимур. Так вот, я как-то сразу понял, что я хочу то, что я узнал, Христа, которого я не сразу хочу про него рассказывать. Может быть, многие так будут такой парень, но он у меня остался на долгое время. И я стал преподавать основу православной культуры, когда это еще не был школьный предмет, а это были кружки. И, кстати, очень продуктивная была работа, потому что у нас тогда было достаточно много, в нашем небольшом городе Волжске было 30 учителей, которые, в принципе, охватывали все школы города буквально. Благодаря одному человеку, который, без личности тут никогда такие дела не делаются. И надо сказать, что это было тем хорошо, например, даже я сейчас проведу такое короткое сравнение с тем, что сейчас все-таки делает церковь, то есть добившись в 4 классе преподавания 1 год тоже основ православной культуры, мне кажется, что даже, может быть, это надо осмыслить и в каком смысле даже сейчас опять возобновить, кружковая работа была гораздо эффективнее, потому что создавались общины, маленькие общины детей, куда потом присоединяются учителя, родители, которых совершенно никто не принуждал. И как раз с ними потом, начиная говорить о церкви, по верхушечкам, так сказать, говоря о культуре православной, потом удавалось зачастую дойти до глубин нашей веры, и именно привести их в храм. Мне кажется, что все-таки нынешняя система преподавания 4 классов, она такого эффекта дать не может. И поскольку сейчас в нашем государстве создался такой прецедент, что если до некоторых пор нас с вами никто не слушал, то сейчас слушать готовы. На самых высоких уровнях, начиная с нашего президента Владимира Владимировича, звучат слова о вере, многие предъявляют какими-то и обрядовыми действиями, и даже участие в таинствах. И вроде бы основываясь на этом, сейчас надо взять слово и говорить его, то есть убедительно, громко. Но мы, к сожалению, мне кажется, этого не делаем. И так как мы работали когда-то с детьми в школах, на самом деле так можно работать, мне кажется, даже должна церковь какую-то такую вести работу на предприятиях, где угодно, везде должны создаваться маленькие общинки, иначе нас никто не услышит. Конечно, это во многом зависит от личности, но значит, надо таких личностей воспитывать. То есть люди должны уметь прийти, интересно говорить, убедительно говорить, таких людей надо поддерживать. И наш православный театр, театр Миргород, это, пожалуй, один из примеров, который я могу презентовать вам как очень хорошее средство, потому что детям нравится быть в театре. И за уже
12 лет нашего существования, я могу сделать вывод, что все-таки, несмотря на то, что наши дети, это даже не всегда церковные дети, потому что если начало первого, это все-таки положила воскресная школа, то потом к нам стали приходить самые разные подростки, юноши, сейчас у нас уже есть работающие ребята. Вот. Но они все-таки, спустя некоторое время, глядя на них, можно было сказать, а наши дети все-таки чуть-чуть другие. Они также любят играть в телефоны, то есть у них те же примеры, кто-то из них начинает курить, вот кто-то там, например, наверное, те же пробует алкоголь, вот, но даже, это просто надо быть честным, что это же никто такой, это не застраховано, всех когда-то туда потянет. Вот, но они это как-то все равно, видно, что как минимум у них нет, то есть они понимают, что кто может быть этому подвержен, что они делают что-то не так. Что этого не надо выставлять, этого не надо стыдиться. А зачастую, вот бывали у нас случаи, конечно, редкие, а, наверное, часто таких и не могло быть, бывали случаи выцерковления детей. Вот. Значит, насчет театра. И я хочу вам сказать, театр очень нуждается в зрителе, и я думаю, что зритель тоже нуждается, но просто не знает. Вот, потому что, на самом деле, после просмотра спектакля, конечно, когда люди приходят, они не ожидают увидеть хорошую игру, а их встречает хорошая игра актеров. Вот, достаточно глубокий замысел. Вот у нас есть, наряду вот с этим маленьким спектаклем про Александра Невского, есть полнометражный, скажем так. Он, если здесь, например, он посвящен именно созданию Сарайской епархии и вот именно началу проповеди миссионерства среди тюркских народов, по сути, именно в тот момент, кстати, татар, то есть у нас спектакль про Александра Невского, который немножко другую проблематику поднимает. Этот спектакль называется «Невский 13-21», имеется в виду, что 13-21 век, в принципе, имеют те же самые проблемы. И опять люди спорят, а что же нам выбрать, Восток или Запад, вопреки, однажды историческому выбору святого князя, который выбрал Восток. То есть, и мы сейчас видим, что до сих пор наше политическое, скажем, направление, это все-таки мы вот чувствуем себя ближе к Востоку, то есть, опять же, Восток — это мысль. Вот. И одним из важнейших вот тем этого спектакля — это природа власти. Вот. Потому что ведь Александра Невского, его при жизни очень многие не понимали. Его не понимал даже собственный брат. То есть, когда он даже есть таких, поскольку когда мы создавали спектакль, мы, конечно же, обращались к исследованиям, наверняка ссора Александра Невского с Андреем хорошо всем известна. Так вот, одним из мотивов этой ссоры было то, что есть сведения, что отца Александра Невского и князя Андрея отравили по приказу Бату. Вот. Но вопреки, зная это, Невский оправдывает даже такой поступок, то есть, как сказать, оправдывает, он видит в нем некоторую такую политическую необходимость, и тем не менее, естественная по человеческой природе месть, по его мнению, она должна уступить место этому другому чувству, именно жертвенному чувству, любви к своей земле. Вот, и он же, в общем-то, может быть и правда, он умер от величайшего напряжения, потому что можно сказать, что всю жизнь он гомкал себя в кулак, не давая именно... Он мог вынуть меч, был прекрасным воином, но он выбрал путь смирения. Вот. И я сейчас буквально, поскольку мне очень хотелось, такая аудитория, мы ездим, выступаем. Если бы кто-то из вас когда-то пригласил театр Миргород, я думаю, это было бы очень интересная встреча для вас и для нас. Вот. Про Древнюю Русь, и опять же отношения с Ордой. Есть у нас спектакль, называется «Пасха Михаила Тверского». Еще раз, князь русский, потомок Александра Невского, который принял мученическую смерть в Орде. Есть спектакль, посвященный крещению Руси, называется «Крестители». Есть пасхальная тема, так называется «Пасхальные хроники. Дочка Пилата». Это взгляд на Пасху через призму личности Понтия Пилата. Вот, и мы говорим о том, там Понтий Пилат говорит в конце такие слова: «Неужели же для этого я был рожден?» Вот у нас такая сквозит тема о том, что, возможно,
Понтий Пилат, ведь он же мог не распять Христа, и, соответственно, это личный его выбор. Вот. И может быть тогда Христос нашел бы другой способ пострадать. Вот. А Понтий Пилат стал бы, может быть, мучеником за Христа, если бы он все-таки послушался жены, вы не хотите больше говорить. Вот. Ну, тогда про театр закончу, скажу, что мне так не включили презентацию, ну ладно, не важно. Может, я вот быстрее, там, 2 минуты я вкратце. Если надо что-то включить, потом... Хорошо. У нас в репертуаре, как вы имеете в виду, все 18 спектаклей. Вот. Можно выйти к нам на сайт, чтобы поподробнее познакомиться. Сайт изучать как театр Миргород, Волгоград.рф, если кто-то захочет. И я только последнее скажу, возвращаясь к тому месту, к Цареву и к Царевскому фестивалю. Задумано, в нашей епархии, значит, вместе с владыкой Иоанном у нас есть такое мнение, что это место, оно могло бы стать таким достаточно мощным миссионерским центром. Вот эта крепость, она будет обустроена, там будет возможность поселений, там селений, и может быть можно будет приезжать туда с детьми. Потому что если будет стоять собор, вот будет возможность насладиться и даже как-то так спортом провести время на природе, например, в Туминской, которая там примыкает к Цареву, Царев находится на берегу. Вот, соответственно, это будет и миссионерским центром таким вот, и паломническим центром, и, может быть, военно-патриотическая работа. Вот, ваше участие, оно могло бы сейчас состоять, прежде всего, в том, чтобы вы поехали к нам в гости. Вот, это будет, батюшка, 15 сентября, по-моему, да? 15 сентября будет 6-й фестиваль Александра Невского. Спасибо. Если вопрос такой и Тимофей Германович. Вопросов нет. Присаживайтесь. Следующий доклад мы попросим сделать Бухарова Пинара Мухарову, руководителя общества православных татар города Москвы. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, прошу Бога смотреть на наши последние встречи, в стенах высокого университета. Считаю нашу конференцию уникальной. Ведь они привлекают людей, у которых есть расположение внести свой вклад и служить в деле просвещения света исходных истин восточных народов. Мы все прекрасно помним, что не прошло и 100 лет всех трагических событий, когда вера уничтожалась на нашей земле, когда убивали за веру Бога не только православных христиан, но и мусульман. Тогда для сложившегося общества не было христиан и мусульман, был советский гражданин. Но время гонений за веру закончилось. На постсоветском пространстве восточные народы с радостью и надеждой и по сей день выбирают православную веру. Хочу в этот момент подчеркнуть, так был советский гражданин татарин, казах или киргиз, а стал православным татарином, православным казахом, православным кыргызом. Приняв веру православную, кыргыз кыргызом быть не перестал. За годы работы нашей общины мы увидели, что приобретая Христа, мы часто теряем наших близких по Троице. С одной стороны, как сказал наш Господь Иисус Христос, это происходит потому, что христиане не от мира сего, как и Он сам не от мира сего. Но с другой стороны, потеря близких случается из-за непонимания, в котором нередко виноваты мы сами, и которое мы можем минимизировать. Родные считают, что приняв веру православную, мы теряем Бога на данную национальность, что татарин, славящий Христа, автоматически становится якобы не татарином, потому что приняли веру русскую. Итак, я вижу одну из главных наших задач – максимально реализовать единый принцип просвещения всех народов, принцип церковной концепции культуры, который отражен в словах апостола Павла: для людей я был как людей, чтобы приобрести людей, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. На практике оказалось, что мы ушли от этого принципа, но сам Господь нас к нему возвращает. В 2009 году мы потеряли основателя, руководителя и вдохновителя московской татарской православной христианской общины Асада Нимова Суэва, который был убит построенным им в храме апостола Павла на Катибировской православной веры у Иисуса Аль-Масиха. В ходе своей деятельности отец Ленин татарин по происхождению убил значительное количество прихожан из числа татар. Как было положено начало регулярного совершения молитвы на славянском освободителе этих прихожан, община начала расти и развиваться. Члены общины занялись поиском уже переведенных ранее молитв, стали делать новые переводы, собирать их в первые посылки на татарском языке. Сейчас даже сложно представить, что еще в 2003 году
не было доступных текстов на татарском языке, не было практически ничего. Едва ли не каждый православный татарин считал себя единственным в своем роде. Был показательный случай, который очень хорошо отражает эту проблему. Две сестры, чистокровные татарки, встретились в храме, уже будучи православными христианами. Каждый из них скрывал друг от друга и от родни, что они стали Христовы. Дело было в Москве. В те годы мы узнали друг друга, узнали, что есть этнические кряжные православные христиане, говорящие на татарском языке, и владеющие им даже лучше, чем многие так называемые этнические мусульмане. В их языке также присутствуют арабизмы и персизмы, но заимствование значительно меньше, чем в современном литературном татарском, зато встречается больше русизма. Дело в том, что некоторые члены общины православных татар, стоявшие в Левицком вместе с отцом Даниилом, являются этническими кряжными. Поэтому не правы те, кто утверждает о том, что община православных татар якобы не может выступать от лица кряжными. Кряжные официально имеют статус ВЭТОСа в составе татар. В 2000-е годы часть кряжных добилась статуса отдельного ВЭТОСа, в основном это было следствием сильнейшего давления на них со стороны радикальной части мусульман региона. Но в этом вопросе руководство Татарстана был наведен порядок. И последнюю роль в этом сыграли члены нашей общины. И в 2016 году на третьей отчетно-выборной конференции региональной общественной организации Кряжин Республики Татарстан сами Кряжины приняли решение скрепить за собой статус ВЭТОСа с особым названием в составе своего большого татарского народа. Община во главе с отцом Даниилом ездила в Татарстан, знакомиться с кряжными, и один из нас его принимали. Тогда этот мир прямо говорил кряжным, что они должны стать мостиком, по которому все татары должны выходить в церковь, как говорил Николай Ильинский, крещенные татары должны стать закваской всего татарского народа. Мученическая кончина отца Даниила дала эффект поведения татар в православии, ведь против мучеников всеми церкви. Православные татары не бросили святое дело, которое начал наш основатель, и добились официального признания того, что часть татар исторически исповедует православие. 29 августа 2020 года в Казани на расширенном национальном собрании Всемирного конгресса татар православие признано исторической традиционной религией татар наряду с исламом, а татарский народ по факту был профессиональным. Мы продолжаем нести потери членов нашей общины. В прошлом году отошел к Господу наш друг и соратник Протерей Максим Колоков. Еще на прошлой конференции он выступил здесь вместе с нами и отстаивал главный принцип посещения народов, принцип уважения любви, принцип церковной и церковной культуры. Отец Максим, как и друг нашей общины, отец Дмитрий Смирнов, считал, что в тайне церковного крещения, крещаемый при его желании, может сохранить имя, данное его родителями при рождении, не противопоставляя эту благочестивую традицию другой благочестивой традиции крещения по святству. Эти традиции должны взаимодополнять друг друга. Крещение с родными именами особенно актуально при тайном крещении или крещении неясным чином страха смерти равенного. В нашей общине был такой случай, когда чеченец умирал, чеченцев так принято, что с дочкой даже такое общение очень неотдаленное, что ли. Дочка позвонила нам и сказала: ну папа умирает, он мусульманин, что делать? Мы сказали, что предложили ему креститься. И не предлагая менять имя, потому что перед смертью, уже на смертном одре, она подошла к нему и сказала: папа, тебе надо креститься. Он сказал: неси имя. Она принесла книгу, как ее просили, и оставила ее. Потом он вернул ее и сказал: делай, что должна. И она крестила его христианским чином, с тем именем, которое у него было. И она подошла к дому, там, через 2 дня. То есть это опыт нашей общины, да, такое было. Отец Максим положил начало паникиду по православным болгарским, тюркским и татарским канонам и всячески ратовал за сохранение национальных традиций. 27 апреля 2023 года мы провели отца Максима, провожая его молитвы на татарском языке. Об этом он просил нас перед смертью. Некоторые другие члены общины православных татар также покинули нас. Теперь, как мы верим, молятся о нас на небесах вместе с отцами Даниилом, Дмитрием Максимом. Это Владимир Геннадьевич, Владимир Кудаш, Дмитрий Семенов, Рамзара Исафа, Жанна Евгения и другие. Прошу всех их молитвенно помянуть. В моем докладе я хочу сделать небольшой обзор некоторых важных событий за прошлый год. Весной 2023 года мы рады были впервые принять участие в 7-х межрегиональных свято-буревских образовательных чтениях «Православие и тюркский мир. Страницы общей истории», которые ежегодно проходят на Чувашской земле в Чебоксарах. Чуваши – это прямые потомки булгар, сохранившие до наших дней не только память о своем булгарском прошлом, но и булгарский язык. Чуваши – один из
из двух наиболее крупных тюркских этносов России, исповедующих православие. На пленарном заседании мы даже рассуждали о том, какой православный тюркский этнос можно считать наиболее крупным в России. Тогда мы еще плотнее подошли к идее создания такого крутая, который отражал бы голос и чаяние восточных народов, исповедующих православие. В моем выступлении я сказала, что мы, татары, считаем себя также одним из двух наиболее крупных тюркских народов России по количеству православных, сопоставимым с чувашами. Здесь я сразу хочу пояснить наши подсчеты и на что мы опираемся. Мне часто задают вопрос, сколько православных татар. Действительно, этот вопрос непростой и требует разъяснений. При переписи не указывается вероисповедание, поэтому считать пытаются по так называемым этническим мусульманам. Очень многих татар в реальности исповедующих православие могут причислить к мусульманам просто автоматически по восточной фамилии, имени и отчеству. Даже где-то, скажем, в Чечне действительно 99% населения это мусульмане, то тогда не так. Как уже отмечалось выше, в Татарстане и других регионах России проживает целый субэтнос православных татар кряжных. В последних всероссийских переписях населения в 2002 году, в 2010 и 2020 годах людям дали возможность показать себя кряжными. Этой возможностью воспользовалось около 30 тысяч человек. В реальности их значительно больше. 30 тысяч – это только те, кто не хотел себя называть татарами. Например, в Апатовском и Каменском районах по переписи 2002 года кряжными указано 5 человек, а по переписи 2010 года 15 человек. В действительности же в этих двух районах насчитывается не менее 3000 мальтийских кряжных. Они себя указывают просто татарами или русскими, и все. То есть огромное количество кряжных просто не учтено, поэтому православные татары ведут собственную статистику. Если брать данные, которые рассчитывали сами кряжные, например, Максим Круг на Гайбек, то их число может составлять около 800 тысяч человек. Наиболее этнические кряжные многие татары исповедуют православие. Так, например, в Казахстане, в отличие от Российской Федерации, при переписи 2009 года указывалось вероисповедание. Из числа тех, кто указал свою национальность как татаре, около 10% записались христианами. Эти данные есть, можно посмотреть даже в интернете. И это при том, что в республике активно продвигается ислам. В России процент татар, исповедующих христианство, конечно же, выше, чем в Казахстане, потому что здесь большинство населения православные. Если даже в Казахстане татар-христиан насчитывается порядка 10%, то в России православных татар, без учета этнических кряжных, должно насчитываться не менее 20% и около 1,6 миллиона человек. Теперь прибавим других православных этнических кряжных, мы увидим, что православие исповедует около 50% российских татар. Сегодня у нас присутствует отец Алексей и батюшка Агар. Да, расскажет нам, он приехал, таким терминским сложным путем, много лет не мог дать на интересы. Агар о православии в Казахстане мы очень интересно послушали. Осенью 2023 года члены нашей общины провели успешные переговоры с руководством Республики Татарстан о передаче мощей святого мученика Феодора Булгарского Русской Православной Церкви. В 2010 году в Татарстане, в городе Булгар, на Булгарском городище, во время раскопок были обнаружены предположительные мощи уже прославленного среди святых мученика Феодора Булгарского и Иерусалима. Мощи обнаружены в сидящем положении, голова лежала в ногах, а в руках крест. От кожи показалась экспертиза, голова была оторвана живьем. Мощи мученика до сих пор лежат в археологическом музее города Казани. Глава Раисы Татарстана Никан Мустафа Гударевич, государственный советник, первый президент Татарстана Шаримов Владимир Шарипович дали принципиальное согласие передать мощи святого мученика Русской Православной Церкви, и мы искренне надеемся, что начатый процесс увенчается радостным событием, торжественным обретением и перенесением мощей святого Феодора. Большое возмущение вызвал кряжных, вышедших в прошлом году в широкий прокат этно-триллер Ильшата Рахимбая «Микулай». В фильме снимается известный актер, и сюжет в деревне живет один кряжник, который обращается к истуканам, которых он сам вырезал, общается с истуканами, которых он сам вырезал из дерева. Эти истуканы, когда-то жившие жители деревни, но для Николая они реальность. Сумасшествие ему приводит разрадную образ жизни и отсутствие живой жизни в Христе. В фильме показаны язык кряжных Христа, но с языческими народами. Многие христианских вышел узоров, но нет христианского наполнения. Когда Николай понимает, что он общается с истуканами, он сжигает их напорной башни, которая на время превращается в его сознание в церковь. После зрителю показывали Николай как бы раю вместе с теми, кто покончил жизнь самоубийством. Что если хотели показать те, кто стоит за фильмом? Напротив, в Чебоксарах на 7-й межрегиональный совет публичных образовательных учений православия и русский мир страницы общей истории прошла презентация фильма Валерия Николаевича
Татарова, возвращение слова Авраама Богуслова. За труды по созданию фильма Полит Саватий награжден медалью святого Авраама Богуслова, второй степени режиссера фильма Валерия Николаевича Татарова, медалью святого Авраама Богуслова третьей степени учредителя благотворительного фонда имени святого Авраама Богуслова, чудотворца Бараника Владимира Витальевича и Кокарева Николая Валерьевича. Валерий Николаевич сегодня здесь присутствует и вот впервые покажет нам участие этого фильма в двух частях. Да. Наконец-то в Татарстанской метрополии создан отдел по работе с гражданами. Его возглавил уже на любимый отец Павел. Хорошо идут наши общения. Мы надеемся на платформенное сотрудничество в данной структуре. Весь прошлый год регулярно проводились молебны татарского и славянского языка. Отец Надир Андрей Якубов, благословил Бог, к сожалению, продолжает служить молебен сахарскому мученику Аврааму Богуслову в храме Семеновского Спаса. Также мы проводим водосвятный молебен на татарском и славянском языках в храме Апостола на Пятимировской. В Татарстане наряду с кряжескими переходами существуют церковные общины и переходы, через сказал, которых православные татары не являются этническими кряжами. Они идут на Карла, Таныши, Курсу и других восточных районах Республики Татарстан. Пока не у всех у них есть храмы. Мы дружили с общиной храмов святых мучеников Вера, Надежда, Любовь и Матери Софии Нагаева, который в простонародье называется Новой Тюбетейкой. Несколько раз в прошлом году провели там молебен на татарском языке. Особое попечение о здравии своего храма оказал глава Татарстана Константин Владимирович. Надо сказать, что есть некие крещенные татары из числа этнических мусульман, которые деятельно помогают в строительстве и восстановлении православных храмов. Иногда даже полностью берут эти глубокие дела на себя. Таким является наш дорогой друг и брат, успешный бизнесмен Наиль, который также живет в Нагаевском районе и восстанавливает православный храм в Русском селе. Перед тем, как провести молитву на татарском языке в храме святых мучениц Вера, Надежда, Любовь и Матери Софии Нагаева, его настоятель отец Антоний Суворов организовал для нас встречу с местной православной татарской общиной. Почти все присутствующие были татарами, из которых одна этническая пряжа. Когда мы рассказали о нашей московской общине, многие были сильно удивлены. Кто-то из них называл себя потомком Буга, кто-то татарин, кто-то татароязычным русским, кто-то кряжным. Они как будто бы не знали, кто они теперь, после того, как они крестились, приняли святое крещение. Мы сказали, что обречая лицо каждого сильно, по национальности они остались теми, кем были. Татары остались все теми же татарами, просто преображенными, рожденными для жизни вечной, стали православными татарами, православными христианами, а молиться на родном языке – это угодно Богу. Когда говорят, что язык в служении должен быть сакральным, это правильно. Но ведь язык не может являться сакральным сам по себе. Сакральность обретается именно за счет того, что язык становится языком самого высокого общения, общения человека с Богом. Важнейшая часть посвящения всех народов следовательской веры – это богослужение в родных языках, которые мы развиваем. Теперь правильно новых людей, как Нагаева, регулярно совершается молебны об умножении любви на татарском языке. В 2003 году Московской татарской православно-христианской общине, как и общине храма Прохода Нивы, исполнилось 20 лет. Изначально это была одна единая община. 20 лет существует новая православная татарская традиция. Это серьезный срок, серьезный путь, который мы прошли все вместе. И мы, православные татары, верим, что этот путь Христов, по которому пойдут тюркские, не только тюркские народы, трехпостасный, когда Аллах ведет нас к нему. Уже несколько раз в своих докладах я обращаю особое внимание на основной миссионерский документ, концепцию миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, которая была утверждена 27 марта 2007 года. Но на практике почти не применяется. В этот раз я не буду цитировать выдержки этого труда, но он есть в открытом доступе. Но хочу еще раз обратить внимание на суть этого документа. Для успешной миссии концепция призывает к составлению традиционных форм и культур, посвящаемых народу. Устранение языков народного служения, традиционные одежды, родные имена. В этом есть исполнение заповедей любви ближнего своего по самому себе. Мы живем в новых реалиях нового времени, где в общественном транспорте можно запросто увидеть молящихся на морских мигрантов из Средней Азии. Надо научиться рассказать ему об Исе Аль-Масихе на понятном ему языке, даже слово не будем. Это лишь часть важных событий, которые я решила осветить, а в остальном рассказывают другие выступающие члены нашей общины. Спасибо. Я позволю себе коротко вашим докладом. Но прежде всего, вы знаете, что у нас кряжные здесь присутствуют, и они сами вполне могут на себя говорить. Это нас призывает всякий раз, когда вы позиционируете свое общество, как включающее в себя, в том числе и кряжных, делать немножко деликатнее, потому что как бы ваше благое намерение
не послужило к разделению, потому что можно задеть чувства. Кто-то скажет, почему от нашего лица мы говорим, мы такого не делегировали, и может возникнуть напряженность. Вот я вас предостерегаю от такой напряженности. А всех тех братьев, сестер, кряшек, кто здесь присутствует, прошу отнестись с пониманием, терпением к словам Динара Булгаровны и спокойно реагировать на все то, что она сегодня сказала. Уверен, вместе двигаясь в жизни и молясь Господу Иисусу Христу, все эти вопросы у нас заговариваются. Пожалуйста, прошу вас не обострять. Это первое. Второе. Вы упомянули о том, что крестили чеченцев, не называя его православного имени. Хорошо, это такой у вас опыт. Но уверяю вас, что в такой момент, когда человек перед смертью решился принять крещение, принять православную веру, он не будет отказываться и от принятия нового имени, и всех тех правил и обычаев, и традиций, которые несет, много лет хранит принимаемая им церковная традиция. Опыт показывает, что если человек решился, он уже полностью принимает все. Вот и в заметках алтайских миссионеров много алтайцев были против. Там есть случаи, когда один батюшка описывает, Романас Марат крестил девицу по ее просьбе. Он говорит, когда отца не будет. А отцу сообщили, вокруг храма бегали, значит, там камнями окна били, нашу девицу крестят насильно. Вышла она на крыльцо храма, говорит, я сама, я добровольно, ну, в общем, покрестили ее под этот шум, и в конце концов на батюшку кинулся отец. Значит, с ножом удалось как-то его, значит, смертоубийства избежать, и в конце концов этот отец, порыв вот ему прошел, он выдохнул, и говорит, ну ладно, тогда уж крестили нас бабкой. И вот, когда батюшка покрестил их, никто не возражал против тех имен, других имен, потому что есть вот такая черта, что если люди решились, как предполагают, что, как, может быть, ошибаются, но предполагают, как упоминали вами вот этот чечен. Если уж люди решились принять, они принимают полностью, как им предлагает пришедший священнослужитель или кто там был представитель православной церкви, уже не требует, а вот давайте так, передавайте так, да? И в этом как раз для нас очень большой урок, что если ты приходишь, принимаешь веру, да, то ты приходишь, как говорят, в чужой монастырь и не ходишь со своим уставом. Вот, поэтому ваше желание понятно, и ваш опыт понятен, дай Бог, чтобы Михаил принял Господь этого новокрещенного. Но, на мой взгляд, это совершенно не значит, что если бы вы сказали, а наречем мы тебя там Александр, через Александра Невского, или как угодно еще, совершенно, на мой взгляд, не значит, что он отказался. Я об этом и отцу Максиму говорил, он очень тоже эмоционально горячо выступал, когда он вспомнил отцу Максиму. Ломать через коленку, и надо, никто бы там не ломал через коленку. Вы рассмотрите эту ситуацию, когда человек, осознанно решившийся, ожидающий смерти, он не будет вот этих всех вот требовать, я хочу так, я хочу так, я хочу так. Убеждаю вас в том, прошу услышать меня, что человек, который готов шагнуть на порог смерти, не будет думать, по какому чину его должны отпевать, или еще что-то. Это все момент, когда ты заглядываешь за границу жизни, отходит в сторону. Остаются очень важные, главные вопросы. И я убежден, что в этот момент перемена имени не остановила бы его получить решение. Вот. Больше таких замечаний не имею. Кто имеет вопросы к Динаре Булгаровне, прошу обращаться. Пожалуйста, Олег Алексеевич. Насчет имен. Вот случай один есть. Я разговаривал с одним батюшкой, тоже из Турка. Он говорит, мы проще делаем, чтобы не было вопросов, двойным именем крестим. Или там бабушку свою тоже крестил. То есть, например, там вещается там раб Божий Александр Тимурович. Вот так вот делает. Я не знаю, как настолько канонично. Он будет кричаться, он будет какой? Ну вот это или вызывает вопрос. Вы знаете все, вот Динар, конечно, знает, что несколько лет назад я подавал прошение святейшим, мы обсуждали здесь на нашей конференции, в какой форме мы можем подойти к вопросу крещения с национальными именами. И один из вариантов был
это взять те имена, да, которые являются переводом имен общепринятых церквей. За образец мы взяли вера, надежда, любовь. Да, ведь никто не крестит. Там, Агапи, Пистис, Эльвита, все называют, верно? То же самое стало общепринятым, причащают, называют не Фатина или Фатиния, а Светлана. Но когда мы подобрали около 60, по-моему, если не путаю, имен алтайских, которые являются точным переводом имен общепринятых, и попросили дать благословение нам, чтобы мы крестили этими именами, в честь святого, кто носит имя, но только под перевод получается, буквальный. И комиссия, значит, синодальная, которая рассматривала этот вопрос, разделилась. Некоторые говорили, конечно, надо и давно пора, и это назревшее решение, но некоторые твердо отстаивали сложившиеся традиции. Может быть, такого опыта миссионерского не было, или еще что-то. Но я не буду сейчас называть имена участников комиссии, кто был против. Но комиссия разделилась. И Святейший Патриарх, видя, что нет единодушия и единогласия в этой комиссии, он отклонил наше решение. Вот я всех призываю, и вас, Олег Владимирович, и вас, и всех. Да, тема нужная, и каким-то образом хорошо бы ее продвинуть, это бы сделало большой шаг. Я вот даже дал бы нам шансы очень хорошие, и возрадовало бы многих и многих. В том числе, вот говоря о Горно-Алтайской, своей партии, многих алтайцев, которых пугают некоторые негодные люди, говорят: не ходите в русскую церковь, вы забудете свои обычаи, вы забудете свою культуру, вы забудете свой язык, и вас заставят называться русским именем. И это кого-то, может быть, и отпугивает. Вот, но прежде всего, конечно, мы должны быть послушальной церкви. И вот это, на мой взгляд, главное. Я не навязываю вам своего мнения, я просто советую, что если потерпим и будем послушать церкви, Господь рано или поздно сделает так, что все будет созидаться и идти к спасению. Пожалуйста, еще вопрос. У меня маленький комментарий. Пожалуйста. Разговор по поводу имен. Здесь, на мой взгляд, имеет место просто недопонимание или там непонимание. Особый акцент сделаю, что здесь нет противопоставления этих традиций. Они уже есть исходно, церковные обе традиции. Поэтому действительно я с вами согласен. Придет это понимание, придет этот некий опыт, который вот некоторые члены были лишены этого опыта общения с тем же чеченцем. Там была история, просто я знаю ее, такая, что там нельзя было по-другому. То есть это был именно такой вариант. Поэтому просто маленький комментарий. Я думаю, что вы как раз очень правильно заметили, что не было миссионерского опыта. Не было миссионерского опыта, поэтому были мнения, что я отклонил отношения, потому что не было миссионерского опыта, а у нас есть. И я надеюсь, что действительно как-то созревание произойдет со временем. Мы просто рассказываемся о том, что я знаю, в нашей среде, в татарском народе, это невероятно болезненный вопрос, он видит людей, понимает все причины, а потом уже детей, которые рождаются в браке, они просто называют русскими именами. Вот. И идет, и осуждают родственники, и это проблема. Я думаю, проблемы могут не иметь. Знаете, я просто такой. Надеюсь, что с коллегами это решится. Пожалуйста. Нет, он прокомментирует. Действительно, наша русская православная церковь, вообще православная церковь, она богата именно традицией, она сильна традицией. Вот мы все-таки придерживаемся тех традиций, которые были у нас тысячелетия. И два ярких примера – это князь Владимир, который принял крещение с именем Василия, и княгиня Ольга, которая приняла крещение с именем Елена. И как, естественно, что она крещение была Елена, да, а языческое имя было Ольга. Но когда она стала святой, ее языческое имя стало тоже, соответственно, осветилось. Поэтому вот, я думаю, вот надо придерживаться именно этих традиций. Потому что все эти вот это нововведения, они не имеют никаких оснований в истории. Вот. И мы знаем много примеров, и в средние века
может привести, о том, что именно придерживание вот этих традиций, оно приносило свой добрый плод. Спасибо, отец Павел. Сейчас минутку дам вам. Отец Павел, хочу вас немножко поправиться. У нас в России, да, сложились такие традиции, а другие православные церкви имеют другие. Вот когда-то я еще, когда учился в Московской духовной академии, со мной учились два серба. Горан Левич и Зоран Плеханович. Я спрашиваю Зорана, а кто у тебя небесный покровитель? А у них нет таких. Я говорю, ну Зоран, в честь кого ты назван? В честь царей. А город в честь горы. У нас есть покровитель рода, покровитель деревни, а отдельно каждого не крестит. И это тоже традиция, да? Но мы соблюдаем, конечно, свои русские традиции. Пожалуйста, Давид. Мой опыт тоже больше того, что говорил Динара. Было несколько случаев, скажем, когда я крестил свою бабушку и пытался ей предложить христианское имя, ее имя Фаделя, она категорически отказывалась, хотя это было на смертном одре. Вот. И мы уж так, мы с дочерью были в этот момент, мы решили, как бы по традиции церкви наименовать ее Раисой, но в некотором смысле без ее согласия. То есть на крещение она дала согласие, вот, а на смену имени и на одевание крестика, крестик она одела буквально перед самой смертью. В момент крещения не согласилась одеть, потом я ей говорил, сказал, что вот сам Насим, который здесь изображен, он тебя встретит там. Вот. Но с именем была большая сложность. И вот мы с покойным отцом Максимом Богом, мы тоже ездили крестить одну женщину, вот, по той же самой традиции, хотя отец Максим, например, был сторонником иной традиции, но тогда был разговор на том, чтобы она приняла христианское имя, а не татарское. И, к сожалению, крещение не состоялось, поскольку женщина категорически отказалась креститься с новым именем, пониманием нового имени. Я понял вас. Я понял, что есть вопрос. Подойди, пожалуйста. Итак, следующий доклад я хочу предоставить говорить отцу Павлу Чурашову, протоиерею, руководителю отдела по организации Кряшинской миссии в Татарстанской метрополии. Пожалуйста. Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, Адале, тема моего доклада «Жизненный путь, труды протоиерея Михаила Чурашова, подвиги иеромонаха Варламова, кряшинского переводчика». Традиции переводов на кряшинский язык были установлены в XIX веке под руководством Николая Ивановича Минского. Братство Святи Григория, была даже переводческая комиссия целая, кто занимался переводами на крещенный татарский язык. И много было сделано, об этом в предыдущих докладах говорилось, много сделано было переводов, было переведено 4 Евангелия из Священного Писания, книга «Бытие» и книга «Псалтирь», и много других книг, в том числе богослужебные тексты, о которых мы сказали еще божественные другие святителя Иоанна Златоуста.
которая впервые была отслужена на кряжском языке в 1869 году в городе Казани. После революционных лихолетий и гонений за веру, естественно, традиции прервались, и в 20 веке пользовались переводами, которые сохранились, остались у верующих граждан. Одним из ярких представителей, тех, кто занимался переводами уже в 20 веке, во время гонений, во время, когда церкви были закрыты, был протоиерей Михаил Чурашов. Вот немножко расскажу о нем и о его трудах. Он родился в селе Волчеглы, Нижегородского района, Татарская ССР, в 1934 году. Его отец, Тихон Васильевич, трудами кузнец, был глубоко верующим человеком. Ежедневно читал дома Евангелие, привил веру своим детям. Вместе с супругой они воспитали 4 детей. 2 из них впоследствии стали священнослужителями, старший сын погиб на войне. В 1941 году отец был арестован, обвинялся в том, что читал Евангелие, вел беседы с сельчанами на религиозные темы. Тихона Васильевича после допроса в сельсовете увезли в Елабужскую тюрьму, больше никаких вестей от него не было. Позже узнали о том, что он там погиб. Мать Анастасия Алексеевна воспитывала детей одна. Село Волчеглы, старинная церковь и вот новая церковь сейчас. Женщина строгой жизни, она сумела вырастить детей в глубокой религиозности. Светлым пятном военной поры было ожидание праздника Пасхи. Лет 12 Михаилов перед большими праздниками Пасхой, Рождеством стали приглашать на богослужения, которые обычно совершались у кого-то в избе. Храмы были закрыты. Ходили даже в соседней деревне. До последних дней отцу Михаилу слышался звучный голос слепого деда Никифорова из соседнего села Майданкина, исполнявшего роль певчего. Когда-то он в царской армии руководил полковым хором. Часто бывало так, в деревенской избе звучали песнопения деда и чтение молитв юного Миши. Пасхальное богослужение без крестного хода не бывает, и чтобы его провести, хотя бы развалин бывшей церкви, спрашивали разрешение у председателя колхоза, старосты. Бывало, верующие получали отказ. Такое было время. В 1948 году вышел указ о выселении всех неработающих тунеядцев, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни. Для верующих людей, не вступавших в колхозы, это было обычным делом, обычным ярлыком. Вот семью выселили в 1949 году в Иркутскую область, были в ссылке, станция Неверь, потом 400 километров в тайгу, поселение, где было 3 дома. Там работали, вывели землю в машины, работали в гараже на валке леса. Михаил был тогда 15 лет. Вот эта фотография 50-го года. Михаил был призван в армию, где выучился на шофера, автоэлектрика, и потом вернулся в Татарию на родину, куда вернулась семья. Поскольку в колхоз не вступали, считались тунеядцами. Опять был, 2-й раз был арестован. После некоторых нотаций был отправлен на каменный карьер, где проработал год. Потом в леспромхоз и Чуй валит лес. Все это время Михаил не прерывал общение с верующими округи. Они молились в разных селах, на праздники, собираясь по домам. Для молитв использовали книги дореволюционных изданий. И часто переписаны вручную. Храмов поблизости не было, все были закрыты еще до войны. В эти годы Михаил познакомился со своей будущей супругой Зинаидой, тоже участвовавшей вместе с ними на молитве. Следующий. Потом они поженились,
после возвращения ссылки. И после окончания этих трудов ссылки переехали в город Елабугу, где познакомились с отцом, таким батюшкой, очень удивительным, с отцом Иоанном Бибульдиным. Он служил в селе Костенеево, вот это вот, назад немножко. Церковь старинная села Костенеево, совсем недавно деревянная церковь уникальная, которая действовала в советское время. И этой церкви больше 200 лет. В 22 году 200 лет было этого храма. И, конечно, со всей округи сюда приезжали, за сотни километров приезжали сюда помолиться. Хотя было очень трудно и сложно туда добираться, и препятствия были, дорог не было. Вот. Но, тем не менее, это была большая отдушина для верующих, в том числе и для кряжн, которые компактно проживали в Елабужском районе, в Заинском районе, в Менделеевском районе. То есть это... И там, вот, конечно, Михаил получил такое становление под руководством отца Иоанна. Они были очень яркими личностями, всячески поддерживали Михаила Тихоновича. Они сыграли важную роль в его становлении будущего пастыря. В январе 1977 года епископом Казанским Марийским Пантелеймоном Михаил Тихонович был рукоположен в диакона, а в августе 1977 года в иерея. И затем был переведен, назначен в город Чистополь, 150 километров, оттуда центр Татарстана, практически географически, где он прослужил 13 лет штатным священником. В этой церкви Чистополе. Здесь он стал зрелым пастырем. Многие прихожане к нему обращаются с советом, идут на исповедь, в надежде услышать слово на родном кряжском языке. Потому что многие, особенно жители сел, плохо знали русский язык. Здесь отец Михаил проводит большую работу по переводу богослужебных и церковных книг на кряжский язык. В молодости, активно посещая богослужения, участвуя в молениях, он практически наизусть выучил псалтырь на родном языке, любил петь псалмы на распев, хорошо знал священное писание, церковную историю, богослужебный устав. Книги в то время тиражировались, переписывались вручную. Вот рукопись как раз вот перед нами. «Земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа», которая переписывалась, передавалась друг в руки. Перевод дореволюционной этой книги. Для размножения тиражения церковных книг молитвословов, акафистов в 80-е годы приобретают печатную машинку. Так что вот эти книги, издания того периода. Вот такую машинку приобрел. И вот на ней там ночами, вечерами набирал тексты и потом раздавал верующим. И вот переводом книг он начал заниматься еще в молодости, вернувшись с армии в 1957 году. В качестве соработников его выступили его родной брат Иван Чурашов, тоже стал священником впоследствии, и Антон Романович Кузеев, священник, тоже потом стал священником села Большие Артели. Кряжское село, одно из сел, в котором полностью служба совершается на кряжском языке. В эти годы отец Михаил перевел акафист Воскресения Христову, канон Ангелу-Хранителю, канон Архангелу Михаилу со службой, канон святителю Николаю Чудотворцу с акафистом, акафист Иоанна Предтечи, акафист Россиям Христову. Вот эти самые переводы и издания своими силами. В 1990 году отца Михаила переводит настоятелем Крестовоздвижской церкви города Заинска
в котором он прослужит 23 года. Регион компактного проживания Кряшин. Он берется за возрождение церковной жизни. Церковь Воздвижения Креста Господня, в котором он до конца дней своих будет служить. В 1997 году под руководством протоиерея Павла Павлова Болгачинова, это вот Заинский период, отец Павел Павлов, настоятель благочинной Кряжских церквей Казанской епархии, под его руководством начинается работа по переводу Священного Писания Нового Завета на кряжский язык. Как я уже сказал, до революции только 4 Евангелия было переведено, и псалмы, и Деяния святых апостолов. В соответствии с указом архиепископа Казанского-Татарстанского Анастасия в 1997 году при Кряжинском приходе города Казани была образована переводческая комиссия. Конгресс библеистов, который проходил в Афинах, поддержал кряжинский проект перевода Библии. Началась переводческая работа. Вот, группа переводчиков во главе с отцом Павлом. И переводы всех посланий апостола Павла и Апокалипсис выполнил Екатерина Михаил Чурашов. Вот это вот уже презентация Нового Завета. В 2005 году, впервые через 8 лет, значит, появился Новый Завет на кряжском языке. Вот это вот издание первое, по благословению архиепископа Анастасия. Вот, вступительное слово. Отец Михаил был награжден за этот труд архиепископом Анастасией благодарственной грамотой. В Центральном Кряжском приходе города Казани и в некоторых других храмах служба суточного годового друга неизменно проводится на кряжском языке. Поэтому по просьбе отца Павла Павлова отец Михаил переводит богослужебные тексты, которых не были переведены до этого. Службы на великие и на 20-е праздники. Целый большой сборник двухтомный, он в нескольких экземплярах буквально есть. Предстоит большая работа по изданию этого большого сборника богослужений на все 20-е великие праздники. Вот перевел 3 песни на кряжском языке, службу первой недели Великого Поста, Страстной седмицы Великого Поста, всеночное бдение, воскресную службу 1 класса, субботняя служба 6 класса, всеночное бдение, воскресная служба 6 класса, то есть избранные службы для удобства. Германология на кряжском языке, канонник, требник, тоже до революции был требник на кряжском языке, но он был такой основной. Многие дополнительные требы были переведены уже отцом Михаилом и отцом Иоанном. Отцом Михаилом было переведено слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова. Это вот рукописный текст, слово о смерти, это уже машинописный текст. Тоже полное такое издание, но самое издательское такое. Это уже на компьютере надо. Полный молитвослов тоже был им составлен, можно сказать, как каноник. Вот акафистник, там 23 акафиста сейчас в этом акафистнике. Часть переведена была до революции, а большая часть тоже отцу Михаилу. Акафист Слав, кряженчатель, да. Большой пласт неизданных трудов, переводов, которые требуют кропотливой работы по изданию этого наследия, чтобы оно стало поистине достоянием народа. В последние годы своей жизни он полностью посвятил этим трудам. В 2013 году, незадолго до смерти, отец Михаил принял монашеский подвиг.
который совершил епископ Адмитовский и Бугульминский Мефодий. При постриге он наречен Варламом в честь преподобного Варлама Кутынского. Тут уже 10 лет, как нет с нами отца Варлама. Вот. Очень много трудов, которые он успел набрать тексты на компьютере, освоил компьютер 66 лет, когда ему было. И вот за это время, за эти годы он очень много сделал, и вот это все у нас сейчас есть. Предстоит большая работа по изданию этих трудов. Спасибо за внимание. Благодарим вас, дорогой батюшка. У кого есть вопрос? Есть вопрос, пожалуйста. Я знаю и вашу работу по переводу на церковно-крашенский язык. Вы же продолжаете эту работу. Конечно, большая работа вашим отцом была проделана. Расскажите, пожалуйста, сегодняшнее состояние перевода. Как вы занимаетесь, чтобы мы все знали перевод на церковно-крашенский. Ну, сейчас, конечно, я не переводчик, и такого уровня сейчас переводчика вообще нет, можно сказать. Мы по силам стараемся какие-то отдельные тексты переводить. Это у нас отец Дмитрий Сизов в основном переводит. Вот. Отец Владимир Иванов помогает. Вот. И мы сейчас задачу ставим прежде всего по изданию этих переводов, чтобы они стали достоянием народа, чтобы можно было полноценно совершать богослужение, полный труд богослужений и нравоучительные книги для народа. Вот на данном этапе мы сейчас занимаемся разработкой, вернее, изданием 4 Евангелий богослужебного на кряжском языке. У нас есть Евангелие и Новый Завет, да, с зачалами, которые отмечены зачалом, но нет вот тех, той структуры, которая вот присуща богослужебным книгам. Вот это вот самая первая страница нового издания 4 Евангелия на богослужебного, которое, даст Бог, в этом году у нас выйдет. Слава Богу, мы вышли на финишную прямую, поддержали нас предприятие Собрина, поддержал нас издательский совет тоже, и общими усилиями вот это издание выйдет в свет. Сейчас работаем над созданием нового сайта обновленного, и всю информацию историческую, и там, чтобы была электронная библиотека, чтобы была аудиотека, видеотека в этом сайте. Этим вопросом тоже занимаемся. Ну и, конечно, богослужебными книгами. Вот сейчас на очереди у нас вот издание вот этого полного сборника служб на лунно-десятые великие праздники. Там могу привести праздников. Спасибо, Вася. У меня, дорогой отец Павел, не вопрос, а просьба вам помочь Московской татарской православной христианской общине, Союзу православных татар, вот этими служебными книгами. То есть нам нужны служебники в основном сейчас. То есть, раз мы начинали, как раз о чем говорил Динара, собирать молитвы буквально вот по библиотекам в свое время. В 2000-х годах, это в Синодальной библиотеке Русской Православной Церкви, да, в Андреевском монастыре. И мы буквально вот прям вот от руки выписывали, там, делали ксерокопии, после этого мы вставляли это в посол. То есть там у нас есть потребность в той литературе богослужебной, кряжинской, которая есть у вас. С удовольствием. Мы готовы вам помочь. Если вы еще найдете копеечку в некую часть издательства, я думаю, что они все больше рады будут. Я думаю, что найдем и копеечку, и совместно, если мы объединим усилия, то будем издавать. Ну, это вы поговорите не рано в конференции. Так, еще, пожалуйста, Олег. Я хочу сказать про отца Михаила, то, что рассказывал.
Вот я хотел спросить, вот вы не подавали на канонизацию, вы же, получается, за веру сетью? Нет, ну на самом деле, вот. И я еще что хочу сказать. Вот я когда начал заниматься, да, вот, ну, миссионерством, вот, ну, татарами я имею в виду, вот его молитвами Господь мне послал жену. То есть моя жена вот с его приходом, так что я считаю, что он святой, и надо вот заниматься канонизацией. Ну, не за этот момент, не за жену, за его жизнь. Хорошо, мы поняли, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Иван Александр, я просто хотел небольшой комментарий. Благодарность отцу Павлу. Он уже в своей речи сказал, что две службы в Москве провели на кашинском языке. Я хотел поблагодарить, потому что это большой труд. Не просто из Казани, а сначала с Алексеевским из Казани, потом с Казани из Москвы. Для нас это отдушина, для нас это радость большая. Он не просто сам с песнями приезжает, большой группой. И я хотел еще дополнительно сказать, что вот, когда будут службы проводиться, мы стараемся нам сделать. Милости просим, будем рады видеть. На гражданском языке это очень красиво, это очень приятно. Вот. Спасибо большое, отец Павел, что радуете нас такими вот редкими возможностями. Спасибо. Я очень рад. И если будет благословение священноначалия и милость Божия, то мы продолжим. Спасибо. Спасибо большое. Очень содержательно свидетельство исповедников веры. Скажите, пожалуйста, а вот в рядовых православных храмах, где служится славянство, как-то востребовано то, что вы делаете иконы в том или ином виде? Ну, в тех местах, где есть крещеные, это востребовано. То есть они просят какие-то части богослужения именно совершать на родном языке. Вот. Ну, конечно, в первую очередь это основной молитва, символ веры, отче наш, да, ну и какие-то стихиры. Шестопсалмий, например, половина читается на греческом, половина на славянском языке. То есть это по потребности. То есть мы тут не навязываемся никак, но вот когда есть потребность, мы это делаем. Я имел в виду те храмы, где не крашены, те сугетно-татарские, а обычные православные храмы, куда тоже заходят татары, у которых тоже может быть те православная вера. Вот в таких случаях. Там, где нет кряшен или татар, то там смысла нет просто эти молитвы на кряшенном языке совершать. Поэтому это не практикуется. Спасибо. Отец Павел, присаживайтесь. Я хочу сказать, что отец Павел и отец Алексей приезжали в Горно-Алтайскую епархию и участвовали на богослужении в день памяти святителя Макария Невского. Вот. И я застал живых отца Павла Павлова, но беседовал с ним однажды по телефону. И когда я был в Казани, мы служили панихидку на могиле отца Павла, и служили мы в храме Тихвинской иконы, да, и еще мы служили в том храме, где когда-то будущий святитель Макарий Невский, еще будучи иеромонахом, отслужил впервые в истории первую литургию на кряшенском языке, составленной Николаем Ивановичем Ильинским. И по образцу этой службы затем была составлена служба уже на алтайском языке, в редакции которой также принимал участие Николай Иванович Ильинский. И эта служба на алтайском языке сохраняется в Горно-Алтайской епархии. И в некоторых районах практически все служится на алтайском языке, там, где русских практически нет, 99% населения это этнические алтайцы. Но во всех храмах мы сделали каким образом? Символ веры и отче наш во всех храмах на двух языках, на каждом богослужении. В кафедральном храме, у нас не собор, пока храме, хоть кафедральный собор можно назвать, в кафедральном храме хотели сделать отдельно, скажем, в субботу на алтайском языке полностью, в воскресенье полностью на славянском. Отказались от этой идеи из-за чего?
скажет, это служба для алтайца, а это служба для русских. Вот чтобы этого не было, мы каждый день служим с элементами и на алтайском языке. Символ веры, молитва Господня в каждом храме. А по воскресным дням в федеральном храме еще и писание на двух языках. Вот это к маленькой связи и преемственности между ильминским, кряшинами и айронскими племенами, которые народностями айронскими, которые сейчас принято называть алтайцы. Благодарю вас. Следующий у нас будет докладчик, который я уже сегодня части представил вам. Многие его знают, хотя бы те, кто хотя бы по телевизору видели патриаршее богослужение. Это патриарший архидиакон, отец Константин Барган. Он сделает несколько объявлений, услышите от него, и сделает небольшой нам доклад. Отец Константин сам по национальности гагауз, это тюркская национальность, вот, поэтому его место здесь запомнено среди всех нас. И он окормляет многих гагаузов, которые живут здесь в Москве и вообще исповедуют православную веру не только в Москве, но и за ее пределами. Вам слово, отец. Благодарю. Дорогие друзья, братья и сестры, дорогие отцы, всех приветствую и сердечно благодарю за приглашение в такое важное мероприятие, где мы, все православные тюркоязычные народы, можем ощутить и осязать то единство, к которому мы долгое время шли и идем до сих пор. Я хотел бы выступить небольшим докладом на тему религиозно-этнической идентификации современных и будущих поколений народов России. Современная антропология, изучающая человеческое сознание в контексте религии, философии и психологии, все чаще уделяет внимание этническому религиозному сознанию. Можно сказать, что религиозное сознание определяет прерогативу психики человека как некий инструмент, управляющий человеческим мозгом. Но стоит обратить внимание на то, что природа человеческого сознания до конца не решена. И каждый раз, анализируя те или иные актуальные вопросы, связанные с феноменом религиозного сознания, мы невольно можем столкнуться с множеством других вопросов. Рассматривая этическое самосознание, мы должны признать, что это отдельный вид сознания, который присущи конкретно тому или иному этносу. Таким образом, изучая этническое сознание, мы видим, что сознание этноса зиждется на ментальном представлении того общества и того мира, в котором формируются их социально-психологические установки или стереотипы, и одновременно стремится как бы к выходу за рамки своего этнического формирования. Что же такое менталитет? Менталитет – это, с моей точки зрения, это личность нации. Каждый человек, формируя свою субъективную личность внутри этноса, отражает свой ген, выработанный поколениями. Мы должны осознавать, что, оставляя свой след в обществе, личность нации передается через ментальную память из поколения в поколение, возрастая как духовно, так и нравственно. Если человечество не будет ценить и воспитывать свою этническую личность, мы столкнемся с катастрофой исчезновения души народа. В моменте возрастания личности как духовно, так и социально, этносы должны отражать свою этническую идентификацию как личность себе подобную, тем самым получая возможность укреплять свою ментальную личность как сущность. Проще говоря, существует необходимость видеть свое продолжение в себе подобным. Это основной залог сохранения этнокультурных и социальных традиций. Нужно сказать, что принадлежность этноса к определенной культуре в основе своей имеет важный фактор, а в некоторых случаях и приобретает первостепенное значение. Так, например, мы видим, что традиции национального уклада семьи играют важную роль в формировании будущих поколений этноса, который, укоренившись, приобретает динамический характер, став голосом народа.
Мы видим также, что этническое самосознание является долгим процессом, внутри которого потомки переживают или проживают одновременно свой личный опыт, впитывая весь прошлый опыт своих працев. Тем самым каждое молодое поколение обновляет старый опыт, прокладывая дорогу этническому самосознанию будущего поколения. Любое этническое самосознание держится на соблюдении тех или иных нравственных норм, которые были выработаны этносом в процессе своего становления. Собственно, и благодаря чему этнос имеет свою индивидуальность. Исторические реалии народов России таковы, что религия и диалог внутри народов становятся фундаментом мироощущения. Можно сказать, что религиозное самосознание этноса в России исторически это своего рода способ или возможность коммуникации и интеграции этносов в русскую культуру, через которую все этносы царской России и современной России становятся частью большой русской цивилизации. Нужно отметить, что религиозное самосознание способствует устойчивому воспитанию индивида внутри этноса и приводит человека к моральным нормам и принципам. В связи с этим мы видим, что задача каждого поколения, объединившись и проявив этническую силу воли, должны способствовать сохранению ценностных ориентиров, заложенных каждым из нас. Также необходимо обратить внимание и на то, что благодаря религиозному самосознанию наше государство идет по пути возрождения традиционных ценностей. Нам необходимо помнить, что религиозное самосознание помогает нам актуализировать насущные вопросы поколений, особенно в молодой ее части. Изучая этническое и религиозное самосознание, мы видим, что функции имеют очень большую схожесть. И религиозное, и этническое самосознание дает сильный внутренний стимул, как бы подталкивая человека на ощущение себя единым целым внутри своего этноса. Поэтому так важна связь с поколениями, где кроется код решения проблем любого предыдущего поколения. Это вот официальное мое выступление касательно этнического и религиозного самосознания. Как вы понимаете, что я делаю большой акцент на связь поколений. Наша страна большая, многонациональная, и этносы, конечно же, исповедуют разные религии, но как раз, если говорим в контексте религиозного самосознания как православных народов, а югоязычные народы имеют такой серьезный вес в нашей многонациональной стране. Поэтому связь этнического и религиозного самосознания не нужно упустить. Как раз наоборот, вот эти встречи научные, может такие неофициальные, где-то официальные, они наоборот помогают нам всем объединиться и ощущать себя единым целым внутри матери церкви, внутри русской православной церкви. Конечно же, наша страна, как я много раз говорил, многонациональная страна, и Русская Православная Церковь, как никто другой, способна объединить православный верующий народ. И в течение 2024 года мы, тюркоязычные народы, с благословением Его Святейшества, с Божьей помощью, будем проводить конференции и круглые столы для православных тюркоязычных народов, проживающих в Российской Федерации. Где-то, может, там, с ближнего зарубежья, да, зарубежья. И, значит, рабочее название будет таким: историко-культурологическая и теологическая конференция «Русский мир и православный тюркский народ». В конце 2024 года инициативная группа, среди которых в основном этнические православные тюркоязычные народы, это как чуваши, башкиры, азербайджанцы, татары, гагаузы, турки, кабардино-балкарцы, якуты, карачаевцы, кайшеры, алтайцы и многие другие тюркоязычные православные народы должны проделать усиленную работу и, возможно, даже выпустить какой-то свой журнал по предпроделанным научным трудам внутри этих круглых столов и конференций. Тем самым мы, православные тюркоязычные народы, покажем православному миру свое единство. Этими конференциями и круглыми столами мы подтвердим, что Русской Православной Церкви
национализма нет, ибо по слову апостола Павла, все вы имеете один облик, один образ Христа. Галатам, 3 глава, 28-29 стих. Исторический путь русского народа – это объединение многочисленных этносов и племен, где русский человек проявлял и проявляет до сего дня свое благородство и жертвенность. Многочисленные тюркские православные народы, проживающие в Российской Федерации и находящиеся под покровом амофором его святейшества, своим единством подтверждают молитву Иисуса Христа, когда он молился: Господи, да будут все едины, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что Ты послал меня. Иоанн, 17 глава, 21 стих. Ибо единство верующих во Христа должно быть подобно единению Бога Отца с Богом Сыном. Проведение тематических научных конференций и круглых столов по объединению православных и русскоязычных народов внутри Русской Православной Церкви станет сильной коммуникативной площадкой, где православные верующие смогут делиться своей этно-религиозной идентификацией, а также религиозными традициями и опытом выстраивания межэтнического и межконфессионального диалога в нашей многонациональной стране. С благословением Его Святейшества конференции «Круглые столы» дадут возможность объединить православных и русскоязычных народов и даст стимул к единству многих многонациональных православных народов вокруг русского мира, душой которой является Русская Православная Церковь. Вопрос я вижу, Давид, пожалуйста. Преемстве, вот чуть ли народно-генетическом преемстве внутри каждого народа, который включает в себя и этническое сознание, и профессиональное сознание. Но что происходит при сломе профессионального сознания? Скажем, я человек, который на себе ощутил такой слом. Я себя ощущаю глубоко внутри татарином. Татарский язык для меня один из родных, родной язык. Вот. Но я принял православие, и в этом смысле как бы прервал вот это преемство в конфессиональном смысле. Я не прячу, то есть, судьба гагаузов, да, в вашем же народе тоже был такой момент, когда вы были изгнаны практически из Османской империи, да? И вот этот слом, что происходит на этом сломе? Ведь это же крушение судеб, очень сложные изменения в судьбах, трагедии. Прежде чем вот ваш этнос гагаузский сформировался в том виде, в каком он сейчас имеется. Вот, может быть, об этом несколько слов. Что происходит на сломе, как этот слом пережить? Как вы Спасибо. что делать? Вот смотрите, больше коснулись гагаузов, но отличие гагаузов от татар, таких русскоязычных народов, гагаузы никогда не были, не принадлежали к числу исламского мира. Они были изначально сначала язычниками, и потом приняли православие от Константинопольской церкви, когда-то давно, в XI веке, создали потом свое государство в XIII веке. Об этом я пишу в своем научной диссертации, которая в скором времени будет с Божьей помощью защищена. Значит, это звучит так, что влияние православной веры на самосознание гагаузского народа, как исторически, на формирование самосознания гагаузского этноса, как исторический богословский анализ. Вот. Но в отличие от татар, гагаузов, татары все-таки, они же имели тоже как бы примерно такое же сначала языческое сознание, потом они приняли, какая-то часть приняла ислам, большая часть в основном даже, да. Но касательно того, что вы говорите, что вы вот, приняли православие сознательно, и как это связано с религиозно-этнической коммуникацией, где это слово, да. Но смотрите, мы с вами знаем, Святой Отцы тоже нас учат о том, что
человек, если больше мы коснулись генетического кода, да, человек живет ровно столько, сколько о нем помнит, сколько о нем помнит в целом. И мы, если мы говорим о сохранении культурного кода и национального самосознания, то мы же с вами понимаем, что еще татары, например, да, они стали принимать православие еще в царской России. Правильно? И у нас как раз этот ход и этот образ жизни был выбран самостоятельно, свободно народом. Народ так принял и принял этот ход. И укоренил свой, изменил в какой-то степени свой ход. И как раз я говорю о том, что с того момента, когда татарский народ приняли вот такой образ своей религиозной этической идентификации, как православного христианства, и как раз мы берем отчет от того момента, и сколько народа и поколений помнит и сохраняет этот этнический код, наша задача сегодня здесь присутствующих и будущих наших народов, и будущих наших круглых столов и конференций, мы не должны заниматься, так скажем, распространением православной религии. Да? Мы должны сохранить то, что у нас есть, то, что нам оставили наши предки. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и надо учитывать интересы других конфессий тоже. Наша задача – это не выступать с транспарантами, да, и кричать о том, что мы самые уникальные, мы самые правильные. Потому что вот надо соблюдать дипломатию. И как раз эти круглые столы и помогут сохранить и укоренить вот эту этническую идентификацию. И могут сохранить тот код. И, конечно же, ведя диалог с многоконфессиональными нашими братьями, да, уважаемыми, и там же есть среди чувашей, татар и башкир много разных этнических групп, которые исповедуют и православие, и ислам в данном случае. Поэтому наша задача принять максимальную дипломатию и иметь максимальное уважение друг к другу, чтобы был диалог. Ни в коем случае это не раздор, это не выпячивание себя, это не показывание то, что наш генетический код самый уникальный, самый лучший. И как раз этническое, я там в докладе говорю о том, что этническое самосознание и религиозное самосознание это практически равно. И каждое поколение с того момента, допустим, 300 лет, пример, грубо говоря, 300 лет назад татары приняли, какая-то часть татар этническая, приняли православие. Вот с этого момента каждое поколение внутри этого этноса сохраняет и лелеет, и оберегает тот генетический код свой, и религиозный этнический. Можно я тоже ремарку? Да. Вот я как татарин просто, я вот как татарин отвечу. Я когда начал изучать, присутствие я давно уже, конечно, так много. Я хочу что сказать, татары должны вернуться к своему коду, который был у нас до принятия ислама. Понимаете? Если брать ислам, да, полная, получается, исламизация татар началась только в XIV веке. А вы копаете дальше историю. Если мы копаем дальше историю, мы как минимум 700-800 лет были христианами. Понимаете? У нас был сломан наш правильный код. Понимаете? У меня вот моего рода там как крест. Я думаю, крест как у всех. А стали копать, у меня христиане были. И они писали этот крест, пока полная исламизация не началась в 19 веке, там стали одну палку убирать, от креста писать Т, стыдно стало. А до этого был крест, а там какая-то керпс, росточки, понимаете? Мы должны вернуться к нашему генетическому коду, который нам дали, там еще первых тюрков, да, крестил еще и святой Юстиниан, понимаете? Еще занимались нашими предками, там, и Иоанн Златоуст, и Василий Великий, понимаете? Поэтому мы должны вернуться к этому коду. А вот это, как вы говорите, вот у меня там мусульманский код, чтобы никого не обидеть, я хочу просто уже немного, уже другого. Мы должны вернуться к истине, к своим корням должны. Олег Юрьевич, смотрите, такой нюанс. Я бы рекомендовал, чисто с моей точки зрения, громкие заявления не делать, потому что надо все-таки в общении с братьями-мусульманами и
внутри христианского мира, мы должны все-таки ценить и уважать и тот ход, и тех же самих же татар, если мы говорим о татарах, уважать тот выбор, который когда-то каждый из предков принял. И делать громкие заявления о том, что ну, сейчас другой исламский ход, это нам туда не надо влезать. Наша задача сохранить то, что есть. Потому что если мы будем делать заявления громкие, это триггер, который каждый раз мы будем спотыкаться об этом. И у нас вперед не будет возможности идти. А как раз наша задача самосохраниться и одновременно объединяться и быть едиными, и решать внутри тюркских тюркоязычных православных народов, решать внутри канонической этой перспективе, внутри проблем наших. У нас же много проблем в целом. Это и проблема канонизации. У каждого народа есть свои представители святых, которые ждут своей канонизации. Один пример. Проблема иконописи, например. Да? У каждого народа тоже есть святые тюрки, которые православный тюркоязычный народ, которые стали святыми, и у них еще нет икон даже. Ну, неужели у нас не хватит нам проблем решать свои вопросы, что мы сейчас будем выходить транспарантами? Нет, здесь надо очень аккуратно. Вот если брат говорит о том, что Давид, уважаемый Давид говорит о том, что да, он ведь делает заявление о том, что у него есть и те корни, он говорит о том, что он почитает те корни тоже. И есть, да, посмотрите, есть как бы разлом такой. Ведь отменяя тот ход, мы не сможем укрепиться в этом ходе. Нам нужно договориться с этими кодами, как называют. 150 человек своих предков. Конечно. Но нужно аккуратно. Я всех призывал, все прекрасно. Всех тюркоязычных народов есть свое понимание своей правильной истории. Поэтому наша задача создать такую площадку, где мы можем профессионально, на научном языке заявлять о наших корнях, например. Да? И задача показать не то, что мы как бы своей уникальностью выпячиваемся, но показываем, наоборот, что во Христе мы все едины, и Русская Православная Церковь под домофором Русского Патриарха мы способны объединяться и быть тем самым помощником Святейшего Патриарха. Я считаю, что татары, были такие мнения, что татары и тюркские мир. Я считаю, что татар ни в коем случае нельзя выделять. Мы должны быть все народы, все едины, потому что заслуги есть у каждого народа. Гагаузы сохранили свою веру, там все. Добрый день всем. Меня зовут Акмалина Рима, я татарка, родилась в Башкирии, в Уфе. Муж у меня казанский, работал почти 30 лет в Западной Сибири, в Нижневартовске, новые города. И мы везде строили храмы, допустим, православный в одном конце парка и в другом конце парка мечеть. То есть бывалось такое равновесие, когда вообще ни православные не мешали, никаких стычек, ничего. В последние годы я живу в Москве, где учились мои дети, где работают. Но меня удивляет одно. Я не собираюсь менять веру, имя. У меня имя красивое, Рима, фамилия соответствует, отчество Рима. Но когда есть потребность пойти в мечеть, извините меня, в Москве всего 4 мечети. Одна из них сейчас будет закрыта на несколько лет на реконструкцию. И когда случился юбилейный год, столетие ислама в России, указ президента, праздник, я попросила обратить внимание. В Москве принята программа строительства 200 православных храмов во всех новых районах, чтобы была шаговая доступность, чтобы каждый православный мог дойти пешком до храма. Я даже на транспорте не могу. Соответственно, у меня появилась идея. Я разработала проект 100 плюс 100. Как бы навешивающий эту программу 200, которая, в принципе, уже перешагнула на 184 участников, по-моему, выделили для новых храмов.
Так мне везде отказывают. То есть меня вызвали в правительство Москвы, Московской области, федеральное правительство. Зачем вы эту программу создаете? Я говорю, так извините меня, проблема стоит. Если у православных в Москве почти 2000 храмов, в Московской области 3500, мне некуда пойти. Но в московском правительстве собралось большое совещание, меня уговаривали и так далее. Я говорю, ну, например, если в Башкирии в каждом селе каждая бабушка может поставить мечеть в честь своих предков, я, например, знаю, что с детства бабушка за занавеской читала намаз. И это у меня, не знаю, кто бы ни просил меня поменять год, я не готова. Я бы хотела мечеть, но как только московское правительство объявило о том, что собирается два земельных участка выделить для строительства мечети, по телевидению «Спас» и другие программы, значит, сторонники РПЦ устроили, там, не знаю, на озерах, значит, это осквернит нашу землю. Мне кажется, что вы совершенно значит, правильно затронули этот вопрос, что нельзя мешать, нельзя обострять какую-то конфликтность. Мусульмане никогда не противоставали, значит, против выделения 385 участков для строительства церкви. А когда один участок выделяет мусульманам для строительства мечети, это они собрали, не знаю, 15 тысяч подписей, они привозили туда полевые кухни, раздавали какие-то там, не знаю, плюшки, еще что-то, для того, чтобы люди ставили подпись. Я думаю, что конференция справедливая, значит, говорит о том, что нужно сохранять то, что имеем, значит, какие-то вещи, то навязывать, например, другим народам, другим конфессиям, причем в такой агрессивной форме. Я бы хотела, чтобы это довели до, не знаю, каких-то вышестоящих структур. Такое непозволительно. Собирать многотысячные петиции против строительства мечети, но это подрывает основы вообще общественного равновесия. Поэтому вот даже в пределах этой конференции я хотела обратить внимание, что мусульмане очень мирно относятся к православию, не агрессивные, не желают там распространять, не ведут какую-то, не знаю, не идут в школу, еще куда-то. Но вот сохранить память, значит, историческую принадлежность, ну, не знаю, в таких условиях очень трудно. Сейчас идет президентский грант, и я снова подала свой проект 100+100, прошу равновесить программу действий, потому что нельзя говорить о том, что Москва православная столица. Здесь мусульмане живут, это, как сказать, второй по численности народ, вторая конфессия. Вот такой вот у меня вопрос. Спасибо большое. Ваш месседж мы услышали, но я думаю, что, надеюсь, Влад тоже согласится, но это не совсем, мы некомпетентны этим вопросом заниматься, как вы понимаете. Мы как раз и собрались сохранить православную идентичность тюркоязычных народов. Мы говорим... Нет, мы услышали прекрасно, спасибо, что вы поделились с вашей болью, да. Мы услышали, но будем иметь в виду. Хочу вам добавить, что бывает так, что и люди выступают сами. Да? Вот, я нигде не видел, чтобы публично судейший патриарх или какие-то другие епископы, известные служащие, призывали людей пойти и что-то бойкотировать строительство. Наоборот, я знаю, что с святейшими согласовывали, в частности, когда строили соборную мечеть, да, которая тоже вызывала много вопросов, до сих пор вызывает много вопросов. И, увы, это так, вот, я многих встречаю людей, которые говорят, как вы допустили, что вот тот-то, и вот такой вот, мы вот живем недалеко, там, да, где это аспект мира, да, стоит.
И вот это начинается, когда там голос или что-то, это мы будем там подавать и в суд, или там еще куда-то. Эти люди выступают, мы стараемся это вкладывать, чтобы было видно. Иногда люди выступают сами. Ну, извините меня, люди некуда пойти. Если один праздник, Курбан Байрам, люди собираются, и куда идти-то вообще? Если бы было 400 мечетей, не 1500 как православие, а, ну не знаю, хотя бы 100. То есть людям надо в праздник куда-то выйти. Почему у нас нет такого... Мечети в Москве все отлично. Кто это сказал? Приезжайте, посмотрите, как ровно мечети. Хорошо, мы примем ваше слова внимание. Для того, чтобы вот последний случай, когда организовали большой протест, там 6500 собрали петиции прямо одному. Православная церковь собрала против строительства мечети. Это люди православные снизу шли, да? Это не Нет, Бог. понимаете, для того, чтобы собрать такую массу, одномоментно невозможно. Правильно, но это общественная организация действует. Это не Они должны подать, как правило, уведомление о проведении публичного мероприятия. Если там написано, что мы будем собирать подписи против, это вообще... Так, Кирилл Александрович, пожалуйста, давайте не будем переводить воздух. Мы вас услышали, давайте пока в сегодняшних рамках этим ограничимся. Кто-то еще хотел, пожалуйста, Александр Александрович. Иванов Аркадий Васильевич, Крашин. Во-первых, я очень благодарен, которые содержательными поступления владычи Константин о корнях преемственности, о соблюдении православной веры. Мы так Крашины, так же, как и белорусы, с язычества приняли православие. И при всем том, что служение, особенно монастырь и остальное, наш народ сумел соблюдать и традиции, и православную веру. И она их продолжает. Даже в 2 года Галины, это уже на моих глазах, я достаточно тоже возраст, каждый дом, можно сказать, превратился в церковь или иконостасы, где соблюдали и моя бабушка, и мама, они нам давали как бы те правила православной веры. Но эти корни могут и преемственность быть, и мы должны следить за тем, чтобы это соблюдалось. Вот мы в Москве сейчас создаем московскую православную общину. Я надеюсь, что с Божьей помощью и помощью отца Павла, отца Дорофея, это мы будем продолжать эту работу и будем развивать. Но что я хотел сказать, некоторые деятели искусства, можно ли их назвать деятелями искусства, вот выступление уважаемой Динары Бухаровны прозвучало о фильме «Кулак», которая должна быть осуждена, где мой народ показан совсем не таким, где там корень, где там преемственность, тогда, где там примеры к воспитанию, когда там суицидами, как уже было сказано в выступлении Динары, уважаемой Бухаровны, где там образ Богоматери показан или в сравнении с социально низкой ответственностью женщины. Не буду говорить более, но этот фильм создан, и в прошлом году презентация состоялась 22 июня. 22 июня, это день начала войны Великой Отечественной. Я даже говорил в выступлении своем, что Крашин Петр Гаврилов в этот день принял бой, а в этот день делают презентацию фильма про Крашин Николая, где мой народ ошибнен, и вообще это можно сказать. Вот здесь вот это ваше выступление, оно должно быть, конечно, издано, и
мы должны ее даже иметь, и, наверное, мы получим журнал, это поскольку будет каким-то тоже настольным таким нашим текстом для соблюдения. Я благодарю вас. Спасибо. Дорогие братья, к нам присоединился владыка Антоний, который представится и преподаст нам свое архиерейское благословение. Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, Константин, дорогие отцы, братья и сестры, я епископ Антоний Волгодонский и Сальский, в миру Азизов Игорь Шамсулаевич, и так случилось в моей жизни, что я себе сочетаю два народа, хотя как недавно сдавал генетический тест, оказалось даже побольше, но дело не в этом. Я хочу сказать о том, что я в человек сознательного возраста уже для себя избравший православное христианство, глубоко никогда не стеснялся своих корней, никогда не стеснялся того, что мой отец азербайджанец, что у меня множество родственников, продолжаю с ними общаться, и глубоко убежден, что это только обогащает мою жизнь. Я искренне хочу пожелать, мне кажется, в основе того, о чем мы здесь сегодня говорим, должна лежать именно радость того многообразия жизни, которое нам дал Господь, и в то же время радость единства, которую мы исповедуем в Церкви Православной. Поэтому вот это единство во многообразии мы сегодня прославляем, и я верю, что все эти доклады, которые сегодня звучали в выступлении, обмен мнениями, послужат именно тому, что мы как раз для большей радости во Христе получим, несмотря на то, что мы все очень разные. Имеем разные корни, имеем разные, может быть, традиции своих семей и так далее, но вера наша объединяет нас и делает нас, прежде всего, народом Божьим. Поэтому помощью Божьей благословим нам всем, чтобы это сделать обязательно. Спасибо. Так, следующий мы хотим пригласить руководителя миссионерского отдела Кызыльской партии Антония Дулевича. Мы все помним, с каким интересом все слушали прошлогодние доклады, какие прямо как у древних христиан события он рассказывал. Поэтому с интересом ждем вашего слова. Высокопреосвященство, дорогие отцы и братья. Мой доклад называется «Опыт миссионерских поездок в Монголию». Поскольку мы живем в Туве, Тува находится на границе с Монголией, и мы, как православные христиане, желающие исполнить заповедь «Христа видеть, научите все народы», чувствуем свою ответственность за близлежащий к нам народ монгольский. Может быть, он не совсем тюркский, по разным там спорам, да, но неважно. Кто не знает, да, в Монголии живет 3 миллиона людей, которые являются довольно индифферентными. Вот мы общались и с православными монголами, и с самими монголами. Вот если взять нашу Туву, да, в Туве прям там все, мы буддисты. В Монголии такого нет. Я расскажу про наш опыт, про поездки и про какие-то перспективы. Как я сказал, в Монголии 3 миллиона людей живет, столица Монголии Улан-Батор, и от нашей столицы, Республики Тыва, от Кызыла, находится 1800 километров. И вот мы на машине прошлым летом отправились, но мы тогда не знали языка, у нас не было никаких пособий, просто несколько переводов, и вот как мы знакомились и пытались вот так вот с людьми пообщаться. И в Улан-Баторе, когда мы приехали, сразу скажу, там есть общение православное, храм Улан-Батора, там где-то, ну вот по моим подсчетам, где-то монголов есть. Всего около 50 монголов крещенных на данный момент есть, и они как-то вот разбросаны по стране. Приход где-то человек 100-150, да, большинство из них это русские, которые живут в Улан-Баторе. Сама миссия в Улан-Баторе, она никогда не была успешной. В середине 19 века в Угре, рядом с Бурятией, был храм, и туда приезжали, я смотрю, священники из Иркутска, Забайкалья. Монголы, которые были тогда крещены, большинство из них оставило веру православную и вернулись к своим каким-то языческим заблуждениям. Вот. И когда мы первый раз приехали, мы отправились с русскоязычными монголами на публичную миссию в Улан-Баторе, то есть пошли общаться с людьми.
И что интересно, вот как бы Господь показал, что в этом тоже был промысел, мы встретили монгола, парня, который давно задумался, как бы мне попасть в храм православный. То есть совершенно как бы вот было это удивительно, и вот мы с ним встретились. Потом мы в следующий раз поехали и придумали вот такую идею проповеди. Мы крестное слово сделали на таком полотне, на монгольском языке. Да, то, что есть Бог единый, что Бог стал человеком, его имя Иисус Христос, он был распят на кресте, умер за нас, воскрес. Вы можете получить прощение грехов, если будете верить в него, принять крещение, Христос вас слышит, вы можете в него обратиться. И мы пошли вот по городам, вот этим летом поехали с этим полотном. Сейчас будет небольшой видеоролик, он совсем короткий, но где вы можете увидеть. И что интересно, мы с этим полотном просто ходили по городу, люди останавливались и читали. Читали и благодарили, и те люди, которые, по нашему мнению, как бы, оказались расположены, заинтересовались, им мы давали листовку «Вечный Бог», которая была переведена на монгольский язык. И еще книжечку Серафима Саровского о христианской жизни. Это тоже такое было интересно, когда мы приехали с этим полотном, мы ходили по Улан-Батору, оказались в таком дворике, где вообще нет людей. Но Улан-Батор, он настолько густо населенный, что вот такие маленькие тротуары и огромные толпы людей ходят. Вот когда светофор красный свет горит, собирается по 200 человек с одной и с другой стороны. И вот эти вот толпы вот так ходят постоянно, даже не знаешь, как протиснуться. И вот мы оказались в таком закоулочке и начали показывать наше крестное слово человеку, а он оказался русскоязычным монголом. И оказалось, что совсем недавно он задал себе вопрос: Господи, какая же вера истинная, и как мне понять? Он подумал, что надо как-то в этом разобраться. И вот, получается, 1900 километров, и приехали люди, вот оказали его вот храм. А потом, в сентябре этого года я стал заниматься преподавателем. У нас есть преподаватель по монгольскому языку, который сама монголка. И вот, как бы на разговорном языке, чтобы можно было речь поддержать, и саму проповедь о Христе мы с ней разобрали, я выучил. И вот что из этого получилось, мы сейчас покажем такой видеоролик с погружением, да, где мы ходим по улицам, мы общаемся с монголами, не только по улицам, еще по магазинчикам, потому что очень удобно. Вот мы зимой ездили недавно, на улице холодно, магазинчики маленькие, там они пустые, никого нет. То есть продавщица, она готова слушать. И вот самое главное, что хотелось бы сказать, мы и в Москве, и в Воронеже, когда я жил в Ичтове, вот 10 лет, мы занимаемся миссией открытой, когда мы ходим проповедуем, везде, где живые люди. На рынке, в квартире, на улице, везде. И вот Монголия в этом контексте является такая вот, есть особенность, что люди там, они с уважением слушают. Да, то есть в Туве посложнее с этим. В разных городах России тоже как-то по-разному. А вот в Монголии там с уважением тебя выслушивают. Выслушивают, благодарят. И это очень отрадно, потому что, представляете, 3 миллиона человек, которые не знают про Христа. И ты приезжаешь, рассказываешь, и они узнают про Христа, некоторые вообще с нуля. И сейчас я вам покажу видеоролик о том, как это у нас происходило, с некоторыми комментариями. Можно свет выключить. Это вот сам наш путь из Кызыма до Улан-Батора. Это первая проповедь, она была немая, потому что ничего совершенно не знали. Это храм в Улан-Баторе. Это община Улан-Баторского прихода. Вот уличная миссия с переводчиком русскоязычным. А вот это вот крестное слово, которое мы сделали на полотне. Вы сейчас посмотрите, вот мы ходили по городочку, по-моему, Цистерлех называется. Вот с каким интересом люди слушают. Я говорю, что у нас есть для вас новости, пожалуйста, прочитайте. Когда они собираются и с интересом слушают, потом нас приглашают в юрту, дальше мы с ними продолжаем общаться, как можем. Мы в Туве привыкли, что такого нет, что говорит для вот, там мы буддисты, все спасибо, а здесь вот так вот. Вот человек занимается чисто монгольским делом, внизу видите справа, а другой при этом начинает о Христе. Мы
А это суровые монгольские мужчины, читают текст о Христе. И таким образом мы несколько городов обошли, чтобы засвидетельствовать о Боге. Рекс работает. Это вьюки, это наши друзья, с которыми мы знакомились в первой поездке. А вот это способ, как завоевать внимание молодежи, чтобы они послушали о Христе. Я начал дальше выбирать на голове. И сразу же стал для них супергероем. И они, конечно, очень сильно были расположены. Вот, и дальше посмотрите, с каким вниманием они узнают о Христе. У нас есть новости для вас очень важные. Читайте. Вот глаза людей, которые первый раз узнают об Иисусе Христе. Считаю, что он воскрес в третий день, вознесся на небо, оставил после себя церковь, и те, кто будет верить и креститься, попросить реки. Вот, и сейчас уже будет дальше видео, когда мы уже подготовились основательно, на монгольском языке проповедовали. И как потом монголы говорили, которые слушали, что все было понятно, и по лицу монголов было понятно, что вот. Тут перевод. Сейчас я расскажу о Боге. Не было ни разу, чтобы кто сказал, что идите отсюда. Все до конца выслушивали в основном. Потом даже пытался попробовать первой жизни перекреститься. Эта дедушка сидел на прием к стоматологу, поэтому у него было 5 минут, чтобы послушать, и я очень был благодарен. Вот, пустой магазин, продавщица, она слушает, у нее клиент, ей больше нечем заняться. А вот это вообще первый человек, который мы проповедовали, вот я сейчас рассказываю про крестную смерть Иисуса Христа. Посмотрите, вот с каким вниманием человек слушает. То есть сама проповедь крестного слова, она занимала максимум 5 минут. Один только поймет, что ты не понял, а так в основном все. Даже от мужчины, вот если просить подойти, начать общаться, редко когда получится сдержать внимание. А монгольские мужчины, таксисты все, они открыты, внимание, с благодарением, все это принимают, даже пробуют. Если расскажут, что Господь о каждом человеке заботится, что к нему обратиться можно в личных молитвах.
Ну, вот эту миссию мы совершали по благословению отца Антония, настоятеля храма в Ламбаторе. И для нас это такое перспективное дело, потому что очень радостно видеть людей, которые благодарят за проповедь, когда слышат об Иисусе Христе, и не понимают, что это только такое сеяние, которое может быть там через десятилетия или там еще через какие-то более длительные промежутки времени даст свои плоды. Вот. Если есть вопросы, могу ответить. Опять, Олег Алексеевич, ну давайте. Я хотел поблагодарить, во-первых, Антоний. У нас вот у татар, казахов, на самом деле, мы связаны с ним, есть монгольские корни, кстати, ДНК даже подтвердил недавно. Батюшка вот был на той сердце, у него с монголами, с Радириковыми, то есть там общий предок, вот уровень золотой. То есть это исторические факты даже подтверждают ДНК. И вот я хотел спросить, чтобы попросить, вернее, Антония, чтобы, я знаю, вот у вас вот для миссии в Тугу вам требуются помощники. То есть вы постоянно набираете, не набираете, а зовете людей, чтобы приезжали к вам, помогали. Также, наверное, и в Монголию тоже нужны вам помощники. Вот вы, пожалуйста, расскажите, как можно к вам приехать, вот как А вот сначала через Туву приедем, или посмотрим, тогда может быть с собой возьмем подробно. Расскажите просто. Мы в Монголии захочет, например, принять участие. Мы в Монголии ездим поездками, вот, допустим, вот эта поездка была последняя, у нас просто выходной день, там, 7 дней мы трудимся при церкви, да, а вот там, в понедельник у нас выходной мы поехали. То есть сюда ехать, вот этот городок Лавном, это получается от Кызыла 500 километров. Вот, обратно. Поэтому человеку с нами на один день ехать невыгодно. Летом мы ездим там на неделю и больше. Вот. Поэтому, но если кто-то захочет поехать, вот контакт вы можете мои взять, но Олега, если дальше уже будем смотреть. Дело в том, что там нет визы. Там просто нужен загранпаспорт, и довольно легко попасть в Монголию. Вот промысел в том, что 3 года мы не могли попасть, после ковида граница была долго закрыта. И сейчас прямо явно Господь вот все показывает, что все возможно, и только действуйте. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Антоний, я вот смотрел видео, там вы разговариваете на монгольском, да, научились языка. Да. Я думаю, это очень такой несемецкий, так сказать, действие, то, что разговаривать на родном языке с монголами, это для них интересно. Ну, например, в Казахстане, если там русские, там, любой нации разговаривают на казахском, они это очень ценят и уважают там. И то, что, например, вы разговариваете с ним на монгольском, наверное, это для них ценно, они вот вас слушают. Одно дело, когда если просто какой-то монгол начал рассказывать, они не так относятся. Я думаю, язык, это тоже очень, сказать, говорит о многом. Я думаю, то, что вы так на языке там, да, объясняете им Христа, и они видят, что вы, с одной стороны, монгол, там, да, вот, русский, да. Для них это как бы, как сказать, ну, они видят, что человек на их языке, да, разговаривает, относится положительно. И как с медицинской точки зрения это очень актуально, эффективно, можно сказать. И еще такой вопрос. Монгольский язык вы как научились? Я еще не научился, я в процессе. Мне вообще языки тяжело даются. Вот туринский язык, я так не смог освоить, почему? Потому что не хватило мотивации. То есть у меня было 17 неудачных попыток. Но в Туве проповедуешь, когда даже тувинцы просят, чтобы мы материал давали не на тувинском языке, а на русском. Только в таких совсем глубинках отдаленных там бывает, что человек русского языка не понимает. Поэтому вот мне вечером или спевать святых отцов почитать, или язык выучить, и у меня мотивации не получается. А в Монголии по-другому никак. То есть там или ты учишь, да, я с преподавателем занимаюсь, да, вот. Но это вот за 3 месяца как-то это только начало, вот, поэтому как-то пытаюсь. Спасибо. Представляете. Сейчас я хочу пригласить художественного руководителя Международного союза поэтов, руководителя художественного
Совета поэтов Москвы, члена Союза писателей, автора проекта нового учебника по миссиологии, теолога Александра Каткова. Пожалуйста, возьмите микрофон, Александр. Ваше Высокопревосходительство, достопочтимые отцы и братья и сестры, я кратко, в 2-3 минутах скажу приветственное слово. Мой доклад, так же как и отца Константина, был посвящен антропологии. Полный текст вы сможете найти в группе в Телеграме в нашей конференции. А я скажу только кратко, что миссия мусульман, она, наверное, не должна заходить в тупик догматических противоречий, когда есть здравый смысл, единый для всех народов и всех религий. И на основании здравого смысла мы уже можем указать, насколько православие выше других религий. Вот как критерий добра и зла в центре таблицы, это я сделал, попытался сделать самый краткий курс антропологии на одном листе 4. Когда мы Ева присвоили себе право Бога определять, что такое добро и зло, то же самое сегодня делает коллективный Запад, а Россия отстаивает верность этих критериев. Поэтому весь мир западный против России. И в новом учебнике по миссиологии я как раз буду приводить примеры. Этот весь учебник будет состоять из кейсов. Вот как вот женщина сказала, что почему в Москве там много православных храмов, а мечетей мало. Так в Башкирии наоборот, во много раз больше мечетей, чем православных храмов. И национальный миссионерский отдел, недавно был такой пример, выступил известный краевед из Башкирии, мусульманин, с претензиями, почему в Уфе строится православный храм. И как админ синодального миссионерского отдела я ему ответил, не исходя из догматических противоречий, а исходя из здравого смысла, исходя из самого ислама. Привел пример одного исламского миссионера знаменитого, который путешествовал по Волге и разграблял язычество, устанавливая веру в единого Бога. А этот краевед был, его профессия входила в противоречие с его верой. Не входя ни в какие догматические противоречия, я показал, что когда он возражает против строительства православного храма на месте языческих капищ, он возражает тем самым против здравого смысла, против и своей веры ислама, и против православия. И вот на этой основе хорошо строить миссию православия всему миру. Все, что я хотел сказать, быстро. До конца до перерыва осталось 10 минут. Я думаю, мы сейчас доклад. Дорогие братья, доклад мы вряд ли какой успеем, но у нас есть почетный гость. Владыка Григорий, попросил вас пройти сюда, предлагать о своем благословении. С нами находится постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский Среднеазийский, Владыка Евгений. Дорогие владыки, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас приветствую на этой нашей встрече.
И, конечно, очень важно, чтобы мы сохранили то, что даровал нам Христос Спаситель, потому что Он пришел на землю всех спасать, всех народов мира, не делать никакие ограничения или там различения между нациями, народностями, которые есть на этой земле. Мы знаем о том, что Господь пришел на землю, воплотился Духа Святой Марии Девы для того, чтобы нас возвести на небо. Потому что все мы принадлежим к небесному обителю, которого готов для всех нас, чтобы мы могли бы жить в радости, в блаженстве с нашим Создателем. А мы Его создали. И высшее создание, венец всего творения. И Он пришел на землю с миром, со смирением, с кротостью и с терпением, и с исхождением всем нашим немощам. И вот если вы посмотрите на то событие, которое произошло несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, пришествие Христа Спасителя, то Он пришел, когда Иерусалим спал, Иудея спала, и вот Он пришел в ясли для скота, и там нашел место своего рождения. Царь неба и земли, Господь Бог наш, родился в таких условиях. И тем самым Он показал о том, что Он, Царь мира, пришел воссоздать нас и искупить нас именно смирением, кротостью, терпением, миром и любовью к нам. И вот эти добродетели, которые Он принес на землю, конечно, должны охватывать все наши сердца, которые так случилось, что есть разные национальности, есть разные народности, но душа одна. Душа должна прославлять своего Творца и стремиться к тому, чтобы быть своим Творцом все вечно. Поэтому те добродетели, которые Он нам принес на землю, они должны нас воодушевлять на того, чтобы мы жили в мире, согласии, любви, уважении друг к другу. Потому что мы дети одного Создателя мира, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому очень важно, что вот здесь с таким энтузиазмом отца архидиакона Константина здесь такая большая работа, потому что вот, тюркские народы, которые населяют многие города и веси земного шара, они были тоже освящены и просвещены светом евангельского учения и могли бы составлять одно целое, что принес нам в Христос Спаситель. Мира и благополучия, и благо, и милосердие, и любовь, которые Он нас всех освящает вот этими добродетелями. Дай Бог, чтобы мы именно этими добродетелями и воодушевлялись, укреплялись и жили этими добродетелями. Это есть как раз залог нашего успеха на этой земле и надежда на вечную жизнь. Если мы все вопросы, которые у нас бывают в этой жизни, будем строить и решать и с точки зрения вечности, то у нас все получится. Если мы будем
строить свою жизнь с точки зрения временной жизни, то у нас конфликт будет. Одни трудности, безвыходные положения. Это очень важно такое для нас дело, чтобы мы, верующие люди, понимали, что для чего Христос пришел на землю. Он пришел на землю для того, чтобы возвести нас на небо, а жизнь земная у нас должна быть жизнью Царства Небесного, жизнь для достижения Царства Небесного. Если это мы поставим во главу угла, тогда у нас все будет хорошо. Потому вот, скажем, есть такие слова высказывания святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Франциского. Он говорит, что если Россия будет жить жизнью евангельского учения, который говорит, что ищите прежде Царства Небесного и правды его, и все остальное придется вам, то Россия воскресит и станет великой державой мира. Потому что главная цель жизни человека на земле – это жить для Царства Небесного. А если мы живем не для Царства, то смысл это теряется. И поэтому бывает больно, бывает катаклизмы, бывают всякие раздоры, всякие неприятности в жизни и так далее. Поэтому дай Бог, чтобы мы объединились вот этой мыслью, этой призванием Христа Спасителя жить на земле для Царства Небесного. Тогда мы будем братьями и сестрами, дружными, любвеобильными, друг друга, уважать друг друга и созидать мира и согласия. Спасибо, Господи. Сейчас владыка Ефим, наместник монастыря, преподаватель свое благословение и обеденный перерыв. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех братьев приветствуем в стенах Высокопетровского монастыря, который уже не первый год предоставляет возможность всем, кто имеет попечение о развитии миссии среди тюркоязычных народов, собраться для того, чтобы обсудить актуальные вопросы этого важного направления миссионерского служения нашей церкви. Опять же, по традиции, завтра в нашей святой обители будет совершена литургия с использованием тюркских языков, которые возглавит владыка Калистрат по благословению святейшего патриарха. И я очень надеюсь, что вот эти усилия и священнослужителей, ученых, богословов и общественных деятелей принесут добрый плод. Мы уже обсуждали, по-моему, несколько лет назад возможность предоставления одного из храмов обители для совершения регулярных богослужений с использованием тюркских языков. Это предложение остается в силе. Я думаю, что нам нужно вернуться к обсуждению этого вопроса. И дай Бог, чтобы действительно здесь возносилась бы молитва Богу на языках тех народов, которые действительно образуют вот этот тюркский мир, с которым мы всегда исторически очень тесно взаимодействовали и который определяет, скажем так, евразийский характер нашей российской государственности. Еще раз всех приветствую, сердечно желаю успехов в конференции. Перерыв 1 час.
презентацию Чеснокова. Чесноков. Вы сами написали. Благословите Владыка, честное лицо. Меня зовут Сергей Чесноков, я представляю движение «За жизнь» и проект «Демографическая платформа .рф». Очень рад выступать на этой секции. У меня у самого тоже есть тюркская кровь. Бабушку казаки взяли в жены еще в начале 20 века из Турции. Мой доклад, он посвящен теме беременных. Мы сейчас развиваем проект «Все беременным.рф» и активно работаем в Республике Татарстан. И хотели рассказать о некоторых результатах работы. Два слова о самом проекте. Пожалуйста, следующий слайд. Так, у нас демографическая платформа была создана для обеспечения взаимодействия органов власти по темам, требующим межведомственного взаимодействия. На первом мероприятии у нас принимало участие 30 федеральных министерств и ведомств в 2021 году. И, пожалуйста, следующий слайд. И мы вот занимаемся термином проблемы абортов. Вы помнили, что эту проблему можно решить только системно. И была создана такая методология круг жизни народных потоков. То есть круг жизни от зачатия, вынашивания, рождения ребенка, затем воспитания ребенка, вступление в половозрелость и вступление в брак. Потому что если дети не стали родителями, то значит они недостаточно еще созрели, то есть они так остались детьми. То есть задача родителей воспитать родителей. И вот период беременности от зачатия до рождения ребенка — это самый непростой период в современном обществе, когда жизнь ребенка не защищена у нас законом. И вот в этот период как раз женщина нуждается в особой защите, заботе, должна быть окружена всевозможной помощью. И для этого мы создали проект «Все беременным.рф», чтобы именно вот позаботиться о главном, о женщине, кто, собственно, обеспечивает демографию в стране. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Ну, вот на схеме там у нас были показаны все негативные воздействия, которые мешают кругу воспроизводства населения. Но беременные — это золотой запас нации. У нас сейчас их очень немного. У нас вообще женщин репродуктивного возраста меньше стало. Пожалуйста, следующий слайд. И мы для этого вот подняли такую инициативу «День беременных». Он проводится 2 раза в год. 7 апреля, это День Благовещения Пресвятой Богородицы, и через полгода, 7 октября. Ну, так совпало, попадает на день рождения президента нашего. Но это не специально. 2 раза, чтобы за период беременности каждую женщину можно было поздравить. Уже у нас в последнем дне беременных, 3-й раз он проходил, 81 регион содержал, причем по 3-4 министерства в регионах, Министерство здравоохранения, соцзащиты, культуры, просвещения. Очень многие проводят мероприятия. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и следующий слайд. И сейчас мы форум будем проводить с 11 по 13 марта. Тоже приглашаем всех, кому интересна эта тема. В Москве будет форум. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Дальше у нас есть кризисная линия. И большая работа, можно на сайте все посмотреть. Я бы хотел сказать 2 слова о проекте в Татарстане. Пожалуйста, следующий слайд. Мы проводили сессию при поддержке правительства, уполномоченного по правам ребенка на базе Казанского государственного медицинского университета. Много врачей было и очень много инициатив. Пожалуйста, следующий слайд. То есть, цель стратсессии была в том, чтобы нарисовать вообще образ будущего, который мы хотим, как мы хотим, чтобы было в обществе, где беременность окружена заботой. Ну, а все, что мы знаем о будущем, оно у нас все формируется из прошлого. То есть мы ничего не можем сказать о будущем, кроме того, что мы когда-то не слышали
из прошлого. И поэтому как раз обращение к прошлому – это главный инструмент для того, чтобы понять, как нам выстроить работу в будущем. Ну и дальше мы выстраиваем образ будущего, когда беременная окружена заботой, и дальше мы смотрим, какие барьеры возникают на этом пути, и по каждому барьеру мы отрабатываем, какие могут быть решения и проекты. Ну и вот, пожалуйста, дальше следующий слайд. Ну и вот больше 50 проектов было отобрано, самые разные инициативы. Это и мама-студентка, сейчас вот дискуссия, то ли рожать, то ли учиться. На самом деле в советское время совмещали рождение детей и учебу, и нужно возрождать этот опыт на новом уровне. Есть инициативы, там, посвященные папам, да, чтобы папы больше проводили времени с ребенком. Огромное количество клубов, то есть клубы для беременных. Очень интересное сообщество в Татарстане, как мы выяснили, это ДОУ, которые помогают в родах и несут во многом в себе и традиционную культуру, но, к сожалению, и современные, и языческие какие-то вещи к этому примешиваются. Очень важно вот с этим направлением тоже, как мы понимаем, работать, и в том числе церкви, потому что установка на рождение детей у тех, кто вот рожает дома, очень часто высокая, да, но к этому примешивается много разных других параллельных каких-то традиций. Да, и вот мы проекты все распределили по шкале. С одной стороны, что эффективно и неэффективно, с другой стороны, что экономно и неэкономно. То есть, ну, идеальные проекты, это, конечно, для власти, те, которые не затратные, но очень эффективные. Это в основном проекты просветительского культурного характера. Таких у нас вот большинство оказалось, 50 инициатив, потому что, чтобы изменить ситуацию, нужно изменить культуру. То есть современная культура антисемейная, и она вот западная культура, да, а нужно возродить традиционную культуру именно семейную. И нужно это делать на современных условиях, с современными методами. И вот, соответственно, все, кто желает ознакомиться более подробно с результатами экстрасессии, можем выслать материалы, они будут опубликованы на сайте Умиления, Центр защиты материнства Умиления ведет этот центр Ирина Галиулина, в Татарстане мы с ней плотно сотрудничаем. И всех приглашаем присоединяться к этой работе. Очень много направлений, очень много интересных направлений. И ну, можно с любой стороны найти сотрудничество и предпринимателям, и преподавателям, и миссионерам, потому что это одновременно точка для миссионерства, поскольку женщина именно в период беременности наиболее открыта к любому духовному опыту и наиболее открыта к Богу. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Есть вопрос? Есть вопрос? Сравнивать какие-то татарские сегменты. Есть также рождаемость среди, допустим, православных татар и татар, исповедующих ислам. Какое-то вот различие есть? Ну, как мы поняли, среди православных, конечно, рождаемость выше, среди русских ниже. Среди татар, ну, по-разному. То есть больше рождаемость на селе, но переезжают в город. Поэтому в городе рождаемость очень низкая, и в Татарстане в том числе, во всех городах. Для них так. Спасибо. Так, Сергей Александрович, давайте. Вы готовы? Регламент 13 минут. Пожалуйста. Фролов Кирилл Александрович, вы даже представьте себя сами, может быть, среди нас есть те, кто вас не знает. Фролов Кирилл, заведующий отделом деятельности православной церкви Института Страны. Дорогие друзья, коллеги, то, что сегодня тюркская секция прошла, можно сказать, на уровне Малого Архиерейского собора, не является случайностью. Такой интерес к нашей деятельности глубоко завернодели, потому что теперь все наши усилия легли в русло государственной политики. Почему? Святейший патриарх Кирилл в последних, наверное, 3 своих публичных проповедях обозначил ту проблематику, которой мы, собственно, занимаемся. Напомню, что в своей проповеди в ГПУ он жестко выступил
против миграционных проблем, против того, что в стране может появиться целое сообщество, не вписывающее в русскую культуру, в наши традиционные ценности, и это может создать серьезную угрозу национальному идентичности других народов России. Но при этом святейший до поры до времени не мог сказать, как эту проблему решать, просто ее поставил. И, соответственно, это выступление святейшего обострило дискуссию, появились предложения первый лагерь либеральный, который стал говорить, что он трогает, куда он залез, вот, нам нужны мигранты, пусть себе живут, будем еще приглашать. Другой лагерь, словно подъеретический, заявил, что вот правильно святейший будет заблудить всех, пора закрыть Россию от Азии, вот. Но истина, казалось, лежит где-то не там, не там. И, открывая рождественное чтение, святейший показал третий путь решения проблем миграции, угрозы смены традиционных национальных идентичностей России, в первую очередь русских. Он сказал, что мигрантам нужно преподавать основы православной культуры. То есть он написал третий путь инкультурации. Ну, святейший человек дипломатичный, но мы-то с вами понимаем, что по сути он призывал использовать весь тот миссионерский опыт по приведению тюркских народов, которые частично приехали в Россию, в православие. Конечно, мы всех крестить не сможем, и те, кого мы не сможем крестить, все равно должны быть приобщены к православной культуре, чем он позавчера призывал. И если присоединяются к России, то бежать дружным нам организациям, например, разгоняем Талгатом Туджудин, лагерь из России, и есть делегация от нелагеря из России, типа Дамирова Кристинова и прочих славянских лидеров. Но все же предпочтительнее не просто ознакомление с основой православной культуры, а крещение, потому что просто изучение русского языка можно ни к чему не привести. Мы с вами прекрасно знаем, сколько целых русофобов говорят по-русски. А вот погружение в православную традицию, православную веру, оно, собственно, и пишет человека традиционной, культурной, цивилизационной фундамент России. И в этом контексте опыт отца Даниила Сысоева по миссии среди самого большого из народов, которые стали мигрантами в Россию, киргизского, огромного задействовал, очень многих крестил. И таким образом наши дела, наши программы проповеди тюркских народов крайне важны, должны быть реанимированы. Может быть, православно-татарская община сделала такой своеобразный учебник основ православной культуры для мигрантов, который для многих будет первый шаг уже к принятию православной веры. Так что, собственно, теперь нам поставлена серьезная стоящая государственная задача, а именно снятие важной угрозы безопасности и идентичности России. Потому что, конечно, мы не можем, как организация НИАТИ, у нас там есть интересы, как я понимаю, наша логика – это совместно с Китайской Народной Республикой не претить американцев в нашей Южной Подплюшье, и таким образом все люди, которые работают в России, миллионы людей, должны быть, они и всеми, как бы проводниками и как носила Россия в своем государстве, тоже в Казахстане, Кыргызстане, ну, Таджикистан, это не идет, но это из этого правильно голосовать и тому подобное, то, что заводили государства от нашей сферы влияния никуда не ушли. Таким образом, значение православных общин тюркских народов и организаторов православной татарской общины крайне возрастает. И вот, к сожалению, ушел батюшка из Казахстана,
в Казахстане, то это очень серьезная проблема. Как известно, под руководством США Чернобыльский патриархат продолжает агрессию Русской Православной Церкви. Вслед за Малороссией, где он создал секту ПЦУ, раскол, он же литовский церковь на Белоруссию, это уже там учить раскол. И следующий пункт предложения его усилий – это Казахстан. Там появился раскольник, перебежчик нашей церкви Яков Воронцов. Грубо говоря, мы его называем Дурачев, самый русский человек. Когда-то ездил на рождественское чтение, я его помню. Вот, он вдруг загорелся в русофобии, обратился к Христу, чтобы он принял его, и это не просто так, я знаю, как происходил процесс, и недавно святейший патриарх Кирилл совершенно правомерно запретил служение священника Алексея Уминского, и вот потому что Алексей Уминский был координатор проекта Ходорковского и Константинопольского патриархата по разрушению Русской Православной Церкви. И этого Якова Воронцова, он был чуть болячий, душевно больной, и его соблазнили на путь противостояния раскола, русофобии, небезызвестный нам московский романавт Дмитрий Першин из компании Алексея Уминского. Он был отправлен в служение на исправление в Казахстан, но вместо исправления он довольно изуитски чужими руками убедил, пропагандировал душевно больного Якова Воронцова, кстати, на путь раскола. Воронцов все это озвучивает, а Першин там сидит в тени и координирует процесс. Вот. В принципе, для Соединенных Штатов и для Варфоломея и все равно больной, не больной ли это главное начать. То же самое глава раскола Сергей Туменко, тоже больной человек, тоже очень довольно анекдотичный, что он написал в своей жизни. Это превентивная работа РПЦ клиентела ФСБ. Вот весь интеллект этого человека заключается в этом, но этого человека Варфоломей сделал целым представителем так называемой православной церкви Украины. Поэтому он Воронцова все что угодно сделать, митрополитова заведет или кого угодно. Главное начать, главное, чтобы получилось количество последователей. Вот. И сейчас эта работа ведется, и поэтому активизация, миссионерская активизация точно среди казахов, чувственного народа, силами казахстанской митрополитчего округа Русской Православной Церкви очень важна. Есть, более того, казахстанский митрополитчий округ призван не допустить превращения Казахстана в Украину, не допустить развития казахского народа пути русофобии. Тем более есть такие выдающиеся фигуры, как великий казахский бразильский Чуман Дыханов. Он был учеником Федора Михайловича Достоевского, который в Семилеченском крае проходил ссылку, деятельно каялся, превращался из революционера православного русского патриота, и он нашел Чухана Великанова, убедил его, и Чухан стал писать очень важные актуальные тексты, то, что казахский народ должен быть вместе с русским народом, ни в коем случае не поддаваться османским западным влиянием. И вот имя этого великого российского просветителя актуально для тех темных народов Азии, южного побережья России. И это ответ на провокацию Константинопольского патриархата, который пытается использовать любые зацепки, чтобы ударить по русской православной церкви еще и сильнее. Спасибо, дорогие, за внимание. Есть вопрос, через 15 минут на спасе, я доберусь через 15 дней. Давайте, да. Кирилл Александрович, вопрос есть? Пожалуйста, пожалуйста. Просто прямой эфир, я понимаю.
Добрый день, профессор Черный Александр Александрович. Меня сегодня маленькое сообщение, это именно по чингизитам, которые у нас жили непосредственно в Мещерском ханстве или Касимовском ханстве, как мы его все знаем. И хотел сказать о том, что именно чингизиты, которые у нас представляли различные династии, это и сибирские, и астраханские, вот они в большом количестве вступали в православие. И об этом, конечно, надо знать, потому что каждая, значит, семья потомков чингизидов, начиная еще с Верхиакула или, допустим, хана, принимали в таком большом количестве непосредственно христианства. Но как раз первым, кто у нас принял христианство, это был у нас правитель города Звенигорода, Муртаза Али, который как раз у нас был сыном Абдуллы Акбека, а Акбек у нас был астраханский хан. Вот, и как раз также он происходил из династии хана Большой Орды Муртазы и был потомком хана Золотой Орды, непосредственно Тичи Мухаммеда, который у нас был именно братьев Мухаммеда, который основал у нас Казанское ханство. И вот в 1570 году непосредственно в городе Звенигороде у нас Муртаза Али принял православие и получил имя Михаил. Вот это как раз у нас первый из потомков Чингисхана, кто непосредственно стал именно носить крест на груди, и он как раз у нас и похоронен в городе Звенигороде на территории Савино-Старожевского монастыря. Ну и, конечно, самое знаковое лицо, это, конечно, у нас непосредственно правитель Касимовского ханства. В последующем у нас он будет главой Думы Московской, ну а потом 11 месяцев будет главой Московского или Русского государства. Это у нас Семен Бейбулатович. И вот именно Семен Бейбулатович, который у нас выиграл в 1569 году непосредственно как раз у Муртазы Али соревнования на Курултае, и как раз он уже в первый же год правления Касимова, когда был назывался хан Керман, стал понимать, что без именно христианской религии практически нельзя создать мощное государство на Оке. Потому что именно благодаря опоре на русскую православную церковь он смог удержать это государство, и вот эти как раз его заслуги привели к тому, что именно по приглашению Ивана IV Васильевича Семена Бейбулатовича пригласили возглавить Московскую Думу, который как раз он очень успешно проводил внутреннюю и внешнюю политику, и потом, когда надо было легитимность включить Ивану IV Васильевичу, потому что он себя назвал царем, но его царем не признали. А когда именно Чингисид передал ему человеческое управление, Чингисид его пригласил на Московский престол, тогда все признали Ивана IV Васильевича именно непосредственно царем. И хотел бы сказать, что у нас сам Иван IV Васильевич был православный, но он у нас был потомком непосредственно именно татарской династии, и мы знаем, как его одного из предков, именно Бека Мамая, который у нас участвовал еще в Куликовской битве. Ну и еще один хотел бы назвать такой очень интересный персонаж, правитель, который очень долго как раз правил этим государством, это Саид Бурхан. Вот он уже в 2 года стал правителем, потому что его отец сибирский царевич Айбарслан Алиевич из рода сибирских именно ханов училища ушел из жизни. И вот мама у него была Тимофеева. Она у нас как раз была потомком Путина. Но вот сын решил как раз стать православным, и как раз Саид Бурхан, он у нас принял 12 лет именно христианство. И вот здесь интересная деталь. У него было 9 детей, 7 мальчиков и 2 девочки.
И все они приняли христианство при рождении. Вот это как раз главный показатель, как уже сама христианская религия была осенена непосредственно в Кассине. Это при том, что бабушка Фатима Сидоровна тогда осталась непосредственно мусульманкой. Но все 9 сыновей детей приняли православие, и вот один как раз из них, сын его, который получил имя Якова при рождении, вот он считается святым в городе Кассине. И он похоронен как раз в Казанском девичьем монастыре в городе Кассинове, и его как раз могила является местом поклонения всех христиан, которые приезжают непосредственно в город Кассинове. Вот коротко так о том, как у нас черкизины принимали православие. Спасибо. Вопросы к Спасибо. Спасибо. Так, кто у нас следующий? У нас просил пораньше Серафим Григорян. Вы. Тема доклада «Возвращение мощей клиента или Сысоева». Экран интегрировался. Да, смотрите, как. Возьмите микрофон. Здесь должен был стоять Антон Лопатин, но далеко, половину тысяч километров отсюда, и попросил меня прочитать. Вот. Он коротенький, совсем. Вот. Настоятель прихода пророка Даниила. Просим вас на очередном первом приходском собрании в 2024 году принять на рассмотрение и принятие решения 2-3 вопросов, как написано, как мы считаем. Организация переноса мощей отца нашего Даниила Сысоева за алтарь храма пророка Даниила или апостола Павла. На собрании рассмотреть все необходимые организационные и юридические вопросы, возможные нюансы, связанные с разрешением родственников на перенос мощей и так далее. Назначить ответственность за организацию процесса подготовки возможного сбора необходимой информации, делание запросов благочинным округам, патриархию и так далее. Составить предварительный план действий и мероприятий с упованием. Да, нет, ну, мне сказали, здесь настоятельный. Ну, я знаю, что здесь это для того, чтобы выучить. Надо не почитывать это, а сделать сообщение о том, что есть такая инициатива, обратиться к настоятелю, обратиться к архиереям или еще куда-то, с тем, чтобы вот и так далее, и так далее. Может быть, если есть такая инициатива, начать собирать подписи за это. Может быть, для начала проговорить с тем настоятелем, да? А потом уже... Заявление зарегистрировано при входе Хорошо. Но, насколько я понимаю, идея в том, что просят перезахоронить, значит, сад Даниила, чтобы он культивировался. И много поддерживает людей. Ну, я думаю, что... Но конкретно. Ну, я статистику не веду, я не могу сказать. Вот лично кого вы знаете, кто поддерживает? Евгений Бухаров. Да, я Бухаров. В общем, в начальной стадии. И насколько я понимаю, вы хотите обратиться ко всем нам, чтобы мы тоже поддержали. Правильно? Ну, вы сами решаете вопрос. Хорошо, спасибо. Да, поэтому мне сказали, я понятно, спасибо. И от себя тоже хочу сказать, что это было бы правильно. Вот. Все-таки часто считаю, что вы священным. Никто не против. Хорошо, спасибо. Так, следующий у нас доклад. Кому дальше? Следующий доклад. Юлия Александровна здесь? Да, Юлия Александровна, всегда очень интересно говорите. Я вот, к сожалению, наша часть собрания осталась вместе с владыками на
православной рабочей группе, и они не услышат вот этот доклад, и, к сожалению, Юлия Александровна, тема заявлена духовный кризис в Иране и Афганистане, текущее положение вещей. Я помню, что предыдущие доклады, это очень интересно. Больше того, что можно даже целый раздел делать, чтобы подобные доклады собирать. Жаль, что докладчиков таких мало. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Потом можно скажут о себе, тема спрашивает. И подскажут, потом можете задать вопрос. Хорошо? Ваше Высокопреосвященство, отцы, братья и сестры, мы с вами уже не первый год отслеживаем ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Иране, в Афганистане, так как разные события мира тесно связаны между собой. И без анализа текущих процессов миссия в исламском пространстве практически невозможна. Иран бесспорно является региональным духовным лидером шиитского мира. Иран оказывает колоссальное влияние на все страны региона. К тому же система управления в Иране, хоть и называется Исламской республикой, но на деле скорее является собой сложное сочетание теократии, то есть правление года, с элементами демократии, что тоже весьма для нас интересно. Алексей Ильич Осипов в 2018 году посещал Иран. И уже тогда пророчески отметил, что соблюдение исламских норм в полном объеме долго в Иране не продержится. Я, честно говоря, довольно скептически отнеслась на тот момент, потому что подумала, чтобы произошло такого рода изменение, должно произойти что-то колоссальное. И вот на дворе 2024 год, и профессор оказался прав, так как процесс секуляризации иранского общества идет семимильными шагами. И если еще в том же 2018 году средняя часть городского населения Ирана еще поддерживала исламские ценности, то сейчас их отношение выражается не просто снижением интереса к религии вообще, но и как открытому противостоянию с религией. На стороне ислама осталась только часть сельского населения Ирана и непосредственно сами семьи исламских охотников. В прошлый раз я рассказывала о волне женских протестов на фоне гибели 22-летней куртки Максиали, которую остановил на улице в Тегеране патруль полиции религиозной нравственности за неношение хиджаба. Девушку отразили часто, где с ней случился приступ, после которого она скончалась в больнице. Хотя на видео зафиксировано, что девушка была приведена полицией в общий участок, где находилось много девушек, и тоже видно, что она просто проходит по коридору и падает. То есть никто ее не избивал, никто там над ней не издевался, и это все было показано по иранскому телевидению. Как бы то ни было, весь 22 и 23 год на улицах Ирана проходили массовые протесты. Причем их участники лично мне рассказывали, что за участие в протестах им ежедневно выплачивались вознаграждения от неизвестных спонсоров. В результате в месяц выходила сумма, равная среднему иранскому заработку. Поэтому молодежь могла позволить себе месяц неофициально ходить по протестам в заранее указанные места. Итак, с тех событий прошел ровно год, и в октябре прошлого года я сама 2 недели пробыла в Иране. Когда я вышла из аэропорта Тегерана, то собственными глазами убедилась, что платки действительно носить практически перестали. Примерно 10 иранцев, максимум 2, имели на голове некие подобные шарфа. Даже халаты фронтов иранцы носить перестали, заменив их простыми джинсами и рубашками. Женщины среднего и пожилого возраста более-менее придерживаются ношения хиджаба, но также весьма условно. Школьницы подросткового возраста срывали с головы платочки и кричали нам: «Пойдемте с нами на протест». Интересно, что от других атрибутов шариатских прав
Иранки даже не думают отказываться, например, от большого себе брачного подарка или от обязанности мужа полностью содержать жену и семейство в комфортных условиях пожизненно. Эту часть исламских прав Ирана вполне устраивает. Не устраивает только держава. Молодежь уверена, что если у них ненавидят мусульмане и ислам, но придет Америка, то они будут процветать в благоденствии и американской свободе. Не понимая, что страну, как и другие страны региона, прекратят одну и другую, а к них будут относиться как к очередным туземцам. Наверное, вы все читали в новогодних новостях 3 января о страшном взрыве в Иране. На время траурной церемонии в 4-ю годовщину гибели иранского генерала Кассема Сулеймани. К слову сказать, генерал спас из плена много российских военных в Сирии и доставил массу проблем американцам, за что лично Дональд Трамп приказал его уничтожить ракетным ударом во время официального визита по приглашению иранского премьера. Враги знали, что в церемонии поминовения генерала Сулеймани обычно присутствует большое количество высокопоставленных военных, включая старших командиров корпуса стражей Исламской революции. Поэтому лучшего момента они найти не могли. Взрывы такого масштаба, сотни погибших и раненых, практически беспрецедентных заранее, подобное было только в начале Исламской революции, когда новая власть только устанавливалась. Итак, можно сказать, что на Ближнем Востоке полным ходом идет полномасштабная война, в которую вступили также еменские хуситы, шииты, и эта война на жизнь государства. Причем по отношению к России иранское общество разделилось на 2 части. Первая часть прозападная, включая в себя городское население и светскую ветвь управления страной. Соответственно, они категорически против сотрудничества с Россией, против какой-либо религии вообще, но за разворот политики в сторону Запада с целью принятия его образа жизни и ценностей. И только теократическая часть иранской властной элиты настроена на тесный контакт с Россией. У духовного лидера имама Хаманеи хорошие отношения с российским президентом. То есть можно сказать, что в шиитском духовном пространстве на Россию не только устремлены взгляды надежды, но и оказана истинная поддержка специальной военной операции. Стоит упомянуть, что в рамках сотрудничества России с Палестиной, Сирией и Ираном существует ассоциация сотрудничества православных и мусульман России, возглавляемая Эмилем Ашуровым, шиитом двухмесячным. Девиз ассоциации «Главная ценность в этом мире – человек и человечность». Подмена истинных ценностей Западом ведет к варварскому использованию ресурсов и эксплуатации несогласных народов и стран. И хотя организация довольно политизированная, но само сознание, опять же, шиитской частью уже российского общества необходимости сотрудничества с не просто христианами, а именно с православными, является еще одним косвенным доказательством в пользу мысли Давида Амира об особых общностях мировоззрений шиитской и православной духовности. На этом фоне все забыли про Афганистан, про талибов, что оказалось им весьма на пользу. Итак, что же происходит в Афганистане после 2 лет пребывания талибов у власти? Мой знакомый афганист, русский парень, провел в Афганистане 3 месяца в частной поездке совсем недавно. Он объездил много провинций Афганистана в компании знакомых афганцев. Ежедневно он выкладывал видео и фото своих передвижений в телеграм-канал, который можно посмотреть. И вот что он сказал по приезду. Большинство афганцев нормально относятся к правлению талибов. Главная проблема для народа не талибы, а безработица. Некоторые даже довольны привилегиями. Прошлый режим был настолько гневным, что о приходе талибов жалеет лишь часть горожан.
Что касается женского вопроса, то здесь больше рисков за границей, чем проблемы внутри. На настоящий момент девочки в Афганистане ходят в школу до 6 класса. Отдельные курсы гибели заходов не ограничены при посещении вообще. В парке женщины на данный момент не пускают, но раньше тоже было тяжело в этом отношении. Несмотря на нехватку средств, талибы за 2 года смогли отремонтировать стратегически важный для экономической жизни страны автодорожный тоннель Салам. Длина тоннеля 3,5 километра, ширина 6 метров, высота 3200 метров над уровнем моря. Этот тоннель в 60-х годах построили московские метростроители, и он находился в заброшенном состоянии. Причем предыдущие проамериканские правительства не смогли этого сделать в течение 20 лет пребывания у власти. При огромных иностранных вливаниях, которые они просто разворовывали. Талибы активно прокладывают дороги, заключают экономические и торговые договора с соседними странами. На улицах городов уже 2 года нет терактов. Люди успокоились и занимаются ежедневной бытовой жизнью. Что касается религиозной составляющей, то здесь можно сказать, что значительно увеличилось количество медресе, и получение религиозного образования для детей стало обязательным. Чем-то эта ситуация напоминает ранние послереволюционные Иран. Поэтому пока лучше воздержаться от прогнозов и просто наблюдать за происходящим. Наверное, все видели в интернете ролик под названием «Солдаты молятся перед боем». И наши солдаты стоят на коленях в белом тумане, а впереди священник читает православную молитву перед боем. Вы не поверите, но об этом ролике я узнала от иранцев и афганцев, которые прислали ему с восторженными комментариями. Я могу сказать, что этот ролик широко разошелся по ближневосточным странам. Особенно мне понравилось, что молитва солдат была коленопреклоненная, что напоминало им намаз. Восток уважает храбрых и честных воинов, и эта смиренная православная молитва перед смертельным боем за Родину потрясла их сознание, что бесспорно явило собой миссионерский акт колоссальной силы. Поэтому, если есть знакомые батюшки на передовой, имеет смысл попросить их создавать больше подобных видео. На Востоке отметили, какими беспринципными и жестокими средствами ведут войну Запад и их союзники в Газе. И сравнили, как воюют российские солдаты. Афганские и иранские военные и политические обозреватели отмечают благородство, спокойные силы и чистоту методов ведения классической войны наших военных. Особый восторг это вызывает у афганцев. Даже Саудиты и Эмираты забыли старое и взглянули на нас новыми глазами, как на людей верующих, кровью отстаивающих свою родину и веру. Восток верит не словам, он верит поступкам. Восточные народы понимают, что сейчас идет война и на земле, и на небе. И неизвестно, какая из этих войн более страшная. Причем мусульмане также участвуют в войне духовной, силами богоборчества. Что же касается наших воинов духа, то на каждой литургии и в личных молитвах вы непрерывно возносите молитвы за армию и отечество, призывая на помощь силы небесные, а воины фронтовые терпят все тяготы, зимы и стужи, отдавая свои жизни за будущее Родины. И эта общая борьба и является на данный момент великой миссией, прославляющей православие во всем мире. Итак, такова в 2 словах тяжелая обстановка в регионе. Мир активно поляризуется, и граница поляризации проходит по границам основ вероучительных ценностей как мусульман, так и христиан. Подменяются понятия семейного уклада, неизменности Богом установленной половой принадлежности человека. Искажаются принципы открытости и честности
в экономических отношениях педагогов, обезображиваются методы ведения военных действий. И в этих условиях совершенно неожиданно мы находим взаимопонимание со стороны тех, кого совсем недавно воспринимали как недругов. Если взглянуть на происходящее беспристрастно, то на фоне агрессивной секулярной политики западного мира, беспощадно попирающей базовые религиозные ценности всех авраамических религий, ислам, принимающий ислам Масиха как Рулла, Слово Божие, пророка и чудотворца, и исповедующий практически те же базовые этические ценности, что и православие, оказывается нам несравненно ближе, чем это могло бы показаться. И мы, как опытные миссионеры, на мой взгляд, должны оседлать эту волну, использовать этот уникальный шанс, посылаемый нам свыше Спасителем, в текущий исторический момент, когда весь исламский мир пристально следит за каждым действием в нашей стране и показать им свое сердце и свою веру в Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вопросы? Да. Пожалуйста. Юлия, когда вы начинали читать свой доклад, мне показалось, что вы чуть ли не сочувствуете этим протестующим девчонкам прозападным. Но я пока, к счастью, это не так лично, я считаю, шиитов нашим ближайшим союзникам. Хуситы вообще погибают свою кровь за Россию. То есть в этом смысле не приближается к православию, потому что Россия является катефоном, преемником равейской православной империи. То есть они бьют США за нас. И эсхатология шиитов, эсхатология режима Аятолл соприкасается с православной эсхатологией. У них есть свой аналог антихриста, ложный имам Даджаль, который у них ассоциируется с большим шайтаном, то есть США. И поэтому это наш эсхатологический союзник. И поэтому надо помогать режиму Аятоллу удержать Иран от всех этих организованных американских протестов и таким вот через десакрализацию России они могут в православие прийти, потому что эсхатологический союз – это очень сильный мотив. И именно поэтому Аятолла нам помогает на слово и своего вероучения. Вот такой вот эсхатологический союз, и я вот такую вот миссию провожу в наш институт, тесно сотрудничает с Советом безопасности Ирана, проводят совместные конференции, круглые столы, и я все время обращаю внимание наших иранских визави на то, что наш союз носит не прагматический, а эсхатологический характер, православные правоверные должны объединяться, и я везде продавливаю идеи на каждое выступление, что необходима встреча двух аятоллов, нашего патриарха Кирилла и аятоллы Хаменеи. Встреча двух аятоллов против большого шайтана, Соединенных Штатов Антихриста. Спасибо. Вопрос был или комментарий? Я совершенно с вами согласна. Все, что вы сказали, я согласна. Давид? Я просто хотел добавить, может быть, не все были на предыдущих конференциях. Юлия сама 10 лет прожила в Афганистане, очень непростых ситуаций. У нее есть книга замечательная, можно посмотреть ее, она в интернете имеется. И в этом смысле она просто большой набор культуры, языков и так далее. То есть это свидетельство не просто единственного человека. Спасибо. Давид, следующий доклад давайте предоставим вам. Представьтесь, кто-то вдруг вас не знает, хотя кто был на конференции сначала, уже, наверное, вас изучили по вашим вопросам, высказывали комментарии. Пожалуйста. Благодарю, дорогой владыка. Конечно, очень жалко, что дорогие отцы не смогут послушать, потому что здесь во многом обращение к ним, но надеюсь, что будет возможность прочесть, это будет выложено у нас на сайте. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преподобие, дорогие братья и сестры, Кадабед Услар, Имам Дашлар,
Мое сообщение называется «Принципы миссии мусульманам на примерах известных миссионеров 19-20 веков и святоотечественном наследии». Прежде чем приступить к изложению предмета своего доклада, предложу вашему вниманию две истории. Одна, как думается, известна большинству здесь присутствующих. Вторая касается того же миссионера, который в первой обращается к преподобному старцу Силуану, а именно выдающемуся миссионеру и исповеднику веры архимандриту Спиридону Кислякову. О преподобном Силуане Афонском, миссионер. Один архимандрит, который занимался миссионерской работой, это как раз отец Спиридон, среди инославных очень уважал старца Силуана и неоднократно приходил беседовать с ним во время своих посещений Святой горы. Старец спросил его, как он проповедует. Архимандрит, еще молодой и неопытный, жестикулируя, двигаясь всем телом, возбужденно отвечал: «Я не говорю, ваша вера в блуд, у вас все извращено, все неверно, и нет вам спасения, если не покаетесь». Старец выслушал это и спросил: «А скажите, отец архимандрит, веруют ли они в Господа Иисуса Христа, что Он истинный Бог?» «Это-то они веруют. А Божию Матерь чтут ли они?» «Чтут, но они неправильно учат о ней. И святых почитают». «Да, почитают, но с тех пор, как они отпали от церкви, какие же могут быть у них святые? Совершают ли они богослужения в храмах, читают ли Слово Божие? Да, есть в церкви службы, но посмотрели бы вы, что это за службы, если наши, какой холод и бездушие». Так вот, отец архимандрит, душа и знает, что они хорошо делают, что веруют в Иисуса Христа, что чтут Божью Матерь и святых, что призывают их к молитвам. Так, что когда вы говорите им, что их вера в блуд, то они вас не послушают. Но вот если вы будете говорить народу, что хорошо они делают, что веруют в Бога, хорошо делают, что читают Божью Матерь и святых, хорошо делают, что ходят в церковь на богослужение и дома молятся, что читают Слово Божье и прочее. Но в том-то у них есть ошибка, и ее надо исправить. Тогда все будет хорошо. И Господь будет радоваться о них. Так мы все спасемся милостью Божией. Бог есть любовь, а потому и проповедь всегда должна исходить от любви. Тогда польза будет тому, кто проповедует, и тому, кто слушает. А если порицать, то душа народа не послушает вас, и не будет пользы. Следующий рассказ. Архимандрит Спиридон и Мулла. Мулла, как он рассказывал ему, был сослан на каторгу за какой-то бунт в Ферганской области. Удивительно этот Мулла, сколько в нем доброты, духовности, необыкновенной кротости. Внутренней духовной добротой он как магнитом влек меня к себе. Это говорит архимандрит Спиридон. Я до глубины души был очарован. Я решил спросить его, почему он такой симпатичный, добрый. Он мне ответил: утро я молился Бог, обед молился Бог, вечер молился Бог, ночь молился Бог. Бог — это такой моя стала. 2 раза Аллах моя видит. Сказав этому, Мулла приложил руки к глазам и заплакал. Я понял, что его таким добрым сделала молитва, и он 2 раза в жизни сподобился, удостоился видеть святое видение. Его лицо настолько было одухотворено, что я впивался в него своими глазами, и мне хотелось и смотреть на него. Да не лишит его Господь Бог своей богатой милости. Этот Мулла был 2-й Корнилий Сотник, только тот был военный офицер, а этот священник, Мулла Магометанский. Что же общего между этими 2 историями? Одна учит нас рассуждением, тому уникальному дару, которым обладает православное старчество. Как часто не только в мусульманах, но и в своих единоверцах, за незначительными разногласиями мы забываем о том, что перед нами стоит наш брат по вере, общник и единых во всей церкви, церковных таинств. Что уж говорить об инославных, тем более о мусульманах. Святой же Силуан учит видеть то главное, что объединяет всех христиан, и лишь затем предлагать то, чего в них не достает. Архимандрит Спиридон видит сам и показывает другим то, что он разглядел в мусульманском мулле. Действие Божие, коснувшееся его. Также и любой христианин, дерзнувший взяться за дело свидетельства, в идеале должен распознать то, куда сам Господь ведет это свое чадо, и действовать в согласии с его святой волей. Далее предложенные мною принципы и подходы к миссии являются всего лишь моими рассуждениями и осмыслениями опыта церкви на этой стезе. Принципы, предложенные к обсуждению и не претендующие на всеобъемлющий характер. Принципы миссии. Любить или, по крайней мере, уважать взгляды собеседника. Знать основные положения мусульманской веры, хорошо знать положение православной веры. Не стремиться навязать свою точку зрения, но стараться открывать истину в диалоге. Не форсировать в скобках обращения оппонента, бережно помогать ему находить Христа.
Не оскорблять и не осуждать священные имена и предметы оппонента, постоянно приложить ситуацию к себе. Как бы вы отнеслись к тому, если бы оскорбили ваши святыни? Знать святоотеческие принципы катехизации, в частности, поучения огласительные и таинствоводственные, основной крупный источник святого Кирилла Иерусалимского, в котором он излагает последовательность миссии и катехизации. Очень важно ее соблюдать и не начинать проповедь с догматических вопросов, в которые и сами христиане порой не могут прийти к единому знаменателю. Последовательность же такая: миссионерская проповедь, далее беседы о Боге, вере и церкви, далее беседы огласительные, подробный разбор членов символа веры, и далее таинствоводство, крещение и веропомазание человека, ищущего Христа, введение его в таинственную жизнь церкви, покаяние, причащение, веропомазание, венчание, священство и таинство брака. Естественно, знакомство с этими таинствами. В данной последовательности нужно понимать, что миссия и катехизация мусульман, как правило, существенно отличается от миссии и катехизации других людей постсоветского пространства. В отличие от большинства наших сограждан, большинство мусульман, невзирая на атеистическую пропаганду советского времени, сохраняли веру и религиозные обычаи. Соответственно, если значительной части людей, входящих в церковь, в первую очередь нужно сказать о Боге Творце, о творении, мире, добре и зле, аде, как месте посмертного наказания за грехи, и рай, как посмертном воздаянии за праведную жизнь, то мусульманам всего этого можно не говорить, они с этим знакомы с детства. Нужно лишь помочь им перевести кораническую терминологию в библейскую. Что же касается разбора членов символа веры, тут беседа с мусульманами может оказаться значительно сложнее, чем беседа со среднестатистическим человеком постсоветского пространства. Если обычным нашим гражданам можно просто указать на их греховность, ссылая к голосу совести или обыкновенного разума, логики, в конце концов, то для мусульман это существенная проблема. Ислам не знает первородного греха. Адам и Ева вскоре после того, как ослушались Творца, вскоре прощены и практически восстановлены в своих правах. Коран, сура 2, 36-38. Соответственно, в исламе не востребован спаситель и искупитель. Коранический Иса Масих непорочно зачат, рожден от Девы Марии, он чудотворец, сура 3:49. И многие мусульмане ожидают его второго пришествия, сура 4, 157, 158. Но он не богочеловек, не спаситель и не искупитель, сура 5, 116. Однако же Коран и мусульманское предание содержат страницы, которые сами мусульмане либо умалчивают, либо истолковывают в пользу собственной доктрины спасения. А именно, то, что хоть Адам и Ева были прощены, они все же были изгнаны из рая. Несмотря на то, собственной доктрины спасения, что же мы видим в тексте Корана, что подтверждает и греховность человека, и необходимость спасения и искупления. Адам и Ева хоть и были прощены, они все же были изгнаны из рая. Несмотря на то, что человечество прощено, через несколько поколений после изгнания из рая случается великий потоп. Это согласно Корану, уничтоживший почти все человечество. Сура 17:3. Что это, как не следствие первородного греха? Иблис, сатана, получает некую власть над человеческими душами только после факта ослушания Адама и Евы и вкушения ими запретного плода. Сура 7, 14-18. Для этого он был в числе ангелов, позванных, чтобы поклониться Адаму. Первенец Адама и Евы, Каин, Хавиль, убивая другого сына Хавиля, Авеля, сура 5, 30-33. То есть мы видим на этих примерах из коранического текста, что вследствие проступка Адама и Евы мир кардинально изменился. И мы можем говорить с мусульманами о наличии в человеке как таковом первородного греха, от которого сам человек не в силах избавиться. Иисус, Иса, именуется Масих или помазанник. Он именуется Словом Бога и Духом Бога, Калиматуллах Барухуллах, сура 4, 171. Он непорочно зачат, сура 3, 37-40. Он творит чудеса, исцеляет больных, воскрешает умерших, сура 3, 43. И сам Масих способен творить. Он лепит из глины воробьев и оживляет, сура 3, 43. Иисус, в отличие от других мусульман, согласно Корану, взят на небо живым.
сура 4, 157, 158. Исходя из всего этого, мы можем на основании Корана говорить о том, что Иса не просто один из посланников Всевышнего, он тождествен Богу во многих его проявлениях. Возможно, не все мусульмане даже после такого рода проповеди смогут признать Ису Сыном Божьим. В качестве божественной экономии для начала важно, чтобы они поняли наличие первородного греха в каждом человеке, а Иисуса приняли как того, кто искупает этот грех в каждом, кто поверил в Него, даже если они не принимают Его как Бога человека. Также важно помнить о том, что в некоторых народах, в частности в моем родном татарском народе, слово «крещение» «шукандыру» имеет негативный оттенок в силу происходивших многолетних противостояний между татарами, мусульманами и христианами. В татарском языке есть прекрасная замена для этого слова «шундур» или «погружение», которое и подходит по созвучию, и даже отражает древнегреческое «баптицу» «погружение». Важно не цепляться за конкретные слова, а донести сакральный смысл таинства. Крещаемый, погружаясь в воду купели, получает прощение грехов или умирает для греха, а рождается для жизни вечной, Исе Масих, жизнь с которым разрывает узы с ветхим человеком и рождает нового человека. Теперь самое главное, что же может дать мусульманину Христовой веры? Ведь мусульмане верят в Бога, верят в большинство библейских пророков, почитают Таурат, Псалтирь, Забур, Инчиль, Евангелие, почитают как тексты Священного Писания. Мусульмане стремятся к правильной добродетельной жизни, стремятся бороться с грехами, с большинством которых борются и христиане. Я здесь не беру в счет те мусульманские секты, вроде ваххабизма и другие фундаменталистские секты, которые большинство самих мусульман не считают мусульманскими. Первое и главное, что мы можем дать мусульманам – общение с живым Богом. И не просто общение. Христиане, общество христиан, церковь, собрание верных является мистическим телом Христовым, Бога человечества. И второе, благодать Святого Духа, получаемая христианами в таинствах церкви и в личном мистическом опыте. Благодать, позволяющая христианам быть согражданами святым и своими Богом, по словам апостола Павла, Ефесянам 2:19. Эти дары кардинально отличают христианство от любой другой религии и несравненно обогащают тех, кто становится христианином. Считаю не лишним еще раз напомнить о том, что очевидное нам преимущество христианства перед любой другой религией совсем не очевидно непосвященным. Не случайно в литургической практике нашей церкви перед началом той части службы, где совершается присуществление святых даров, диакон возглашает «Верить вере, премудрости и икону». Прежде чем в древней церкви из храма просили выйти всех нехристиан или готовящихся к решению оглашаемых, и лишь после закрытия дверей храма совершалась таинственная часть божественной литургии. Я не призываю к тому, чтобы возрождать эту практику. Я лишь напоминаю о том, что древние христиане, даже несмотря на то, что их обвиняли в самых очевидных нелепостях, дескать, они пьют кровь младенцу, поклоняются ослиной голове, не пускали в свое собрание посторонних даже для того, чтобы развеять эти лжесвидетельства. Вместо этого они были готовы идти на смерть за свою веру. Поэтому и нам не следует рассказывать ищущим Христа мусульманам о таинствах церкви, прежде чем они воспримут словесное молоко, послание Петра 2:2, приготавливающее их к полноценному вхождению во врата церкви. Хочется также добавить, что катехетика, как церковная дисциплина, и мистагогия, как ее подраздел, еще ждут тех церковных ученых, которые бы изыскивали средства и подходы к миссии, как среди народов России и постсоветского пространства, так и за ее пределами. В качестве наглядного примера приведу наших российских чечен, ингушей и дагестанцев, преимущественно исповедующих суфизм. Это мистическая ветвь ислама. С одной стороны, мы видим среди них то, чего нет у подавляющего большинства суннитов. Если большинство суннитов не дерзают вступить в общение со Всевышним, а являются лишь исполнителями его заповедей, суфии главной своей целью ставят именно личное богообщение и используют для этого все доступные им средства. Наставничество старца, шейха, вирды, салаваты и зияраты – это практики суфии. Мы знаем, что суфии, в отличие от большинства других мусульман, имеют институт святости, обращаются и получают помощь от своих умерших авлия, то есть
своих святых, портреты изображения шейхов и авлия у них, в отличие от представителей других направлений ислама, являются предметом почитания, подобно тому, как мы, православные, почитаем святые иконы. Они имеют подобие таинственного общения с Богом. Казалось бы, вот им-то всего один шаг до православия. А нет. Здесь трудность миссии им совсем другого рода. Суфийские братства и родоплеменные тухумы настолько сильны, что человек, вышедший от них и принявший христианство, оказывается порой не только изгоем общества, но бывает преследуем вплоть до физической на них расправы. Те немногие, кто стал христианином, вынуждены верить тайно, подобные евангельскому негативу. И это лишь один такой пример. Если основная часть моего сообщения была обращена к мусульманам центральной части России, татарам, башкирам, казахам, отчасти киргизам, кумыкам, нагайцам, то если мы обратим свой взор на азербайджанцев, то увидим также отличный от представителей большинства этих народов образ ислама. Официально шиитское направление здесь смешано с османской в силу родственности языка, надменностью и образом веры. Так или иначе, сейчас, когда после десятилетий безбожной власти церковь может не только свободно исповедовать свою веру, но и просвещать другие, в частности мусульманские народы, нужно делать это с должным вниманием и усердием. В чем это усердие? В частности, я постарался показать в своем скромном сообщении, которое, в свою очередь, пытался опереть на фундаменте святых отцов и исповедников веры. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, ну теперь мы можем перейти к тем, что у нас пришел мальчик с рабочей группы. Отец Алексей, вы готовы делать это? Пожалуйста, Андрей Алексей Толчевин. Благословите ваше Высокопреосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры. У меня сообщение, доклад. Сознательно я его тезисно решил озвучить, потому что много докладчиков, очень много желающих выступить. И вообще, позвольте, прежде всего, поблагодарить вас, организаторов, за то, что эта конференция развивается. Сегодня мы видим, что гораздо больше слушателей, выступающих, что эта тема интересна. Надеюсь, что дальше так она будет продолжаться. Благодарю Владимира за слова такого мудрого примирения, потому что мы должны именно в созидательном русле работать, не разъединяясь, не ставить себе разные цели, а именно наша задача созидать. Да? Мы единое дело делаем, это дело и просвещения, и дело миссии. Поэтому будь то народы, которые традиционно православие исповедуют, будь то люди, принимающие православие, которые, может быть, ранее относились к исламу, например, да? То есть мы сегодня вместе работаем и трудимся, являясь частью единой русской православной церкви. Мое сообщение направлено на изучение истории вопроса самоназвания, но тут несколько глубже, да? Кто такие старокрещеные, кто такие новокрещеные, кто такие кряшеные вообще. Вот несколько моих результатов исследований на эту тематику. Еще будучи студентом и начиная читать дореволюционную литературу, обратил внимание, что авторы Минский, Жаровский, Знаменский, вот эти все дореволюционные авторы, они, как правило, описывая положение и положение миссии в Казанском крае, употребляют именно эти два слова: старокрещеный, новокрещеный. И делая разделение, официально, значит, считалось, что старокрещеные сохраняли православие и сохранили его, новокрещенные практически все вернулись в ислам. Вот такая формулировка больше всего меня, что называется, вот, задела. И если начать разбираться в этом вопросе, получается следующее. По источникам, по различным летописям, начиная с 16 века, с того момента, как Казанский край присоединяется к Московскому царству, это самое середина 16 столетия, появляется именование старокрещенных. Они идут и как служилые люди,
простите, недостаточно, новокрещенный. И документы очень часто не различают понятия, кто это. Потому что народов, проживающих на территории Среднего Поволжья, достаточно много. Это и татары, и чуваши, это и черемисы, марийцы, это и удмурты, татики. Вот, в принципе, практически все, кто принимали крещение, их называли новокрещенными, то есть новопокрестившимися. И даже документы, а именно грамоты, которые даровали служилым людям из их числа, земельные участки крестьян, они как раз их называют новокрещенными. И по документам, в том числе по либийским сказкам 17 и начала 18 веков, они проходят в таком наименовании. И наступает эпоха Елизаветы Петровны. Это середина века 18, когда активно происходит миссионерская работа в Среднем Поволжье, открывается вот это, может быть, хорошо известно для специалистов, контора новокрещенских дел на острове Свияжске, которая активно занимается миссией среди нерусских народов, а главным образом среди татар-мусульман. И вот у нас есть тоже замечательный исследователь, который очень много работает с религиозными сказками. И вот, значит, религиозные сказки 1743 года, они перечисляют населенные пункты, деревни, да, то есть имена, семьи, фамилии тех людей, которые проходили как новокрещенные. И это можно очень последовательно последить. А вот религиозные сказки, которые уже датируются 1763 годом, то есть через 20 лет, они будут такое разделение на старокрещенных и новокрещенных. Кто это? Старокрещенными теперь именуются именно те фамилии и те деревни, которые раньше назывались новокрещенными. То есть происходит такое изменение этого наименования. То есть раньше вот эти деревни, и фамилии, имена, то есть вот эти семьи, они теперь называются старокрещенными татарами, старокрещенные чуваши, я встречал наименование. То есть это вот в середине 18 века происходит это разделение. А те, которые мусульмане, например, которые вот тогда принимают ислам, принимают крещение, они становятся уже в сказках, называются новокрещенными. И, значит, основной тезис следующий, что старокрещенные, вот в книгах, в литературе вообще, историографии революционной, старокрещенные татары – это те, кто принимают православие, как правило, из язычества, без воздействия ислама. Вот это важный момент. То есть старокрещенные не имели в своей истории соприкосновения большого и значимого с исламом. Это доказывает, скажем, есть у Николая Ленинского его труда, есть такие вот исследования, даже современные труды института антропологии, Российской академии наук, они четко доказывают, что те, кого называют литературой старокрещенными татарами, не имели соприкосновения с исламом. То есть они вот именно из язычества переходят в христианство, принимают крещение. Когда это было? В первом тысячелетии, либо уже больше после присоединения Казанского края к Московскому царству, то есть со второй половины 16 столетия. И вот есть разные теории, которые трудно доказуемы. Однако четко понятно, что это люди, которые не были мусульманами. Как это доказывается? Есть такая теория, которая говорит о том, что если, скажем, народ или какая-то часть этого народа в течение, скажем, поколений, 2-3 поколений, скажем, принимал ислам и были мусульманами, то это не могло не отразиться в их языке, культуре, быту. А вот, например, тех же ряжен, которых я, в частности, здесь представляю, нет, по сути, воздействия и никаких следов, да, в их языке, в культуре, в быту, в каких-то народных традициях. Воздействие ислама не наблюдается. И делается вывод, что это, в принципе, вот, те старокрещенные татары в формулировке революционной, которые вот этот ислам принимают, минуя ислам, принимают христианство.
И в большей своей части они православие сохраняют. А именно новокрещенные, то есть те, кто были, как правило, мусульманами, принимают крещение, они постепенно возвращаются в ислам. Эти отпадения, так называемые, они были с конца XVIII века, с эпохи Екатерины II. Активно это было первая и вторая половина XIX, то есть самый апогей это после 1905 года, после введения свободы вероисповедания, все, кто хотел, они обратно в ислам вернулись. То есть вот такое наблюдение еще, как многие говорят о том, есть такие замечательные слова, что именно вот старокрещенные татары, они сохраняют старую татарскую старину. Язык, культуру, быт. То есть то, что татары-мусульмане постепенно утрачивают из-за сильного воздействия Востока, ислама и так далее. Дальше, что касается самого названия Пряшина, да, это появляется в 1860-е годы в различных трудах, Юрвицкого это есть. Вот есть именно наименование, что их называют крещеные или кряшины, но это само название очень редко, я не встречал его в историографии дореволюционной, но оно активно проявляется, как это ни странно, в революционные годы. То есть именно в 1917-18 году в Казани происходят так называемые съезды малых народностей Среднего Поволжья, и вот там уже кряшины точно называются кряшинами. То есть никаких уже старокрещенных татар, то есть уже официально, то есть самосоздание как-то проявляется, и были кряшинские театры, кряшинские газеты, кряшинские учебные заведения, то есть вот это уже совершенно точно. Вот такой водораздел. Ну и, наверное, последнее, о чем я бы хотел так тоже сказать, это современное использование такого татары кряшина. Оно используется в истории Академии наук Республики Татарстан. Есть уже большое количество литературы, книг, статей научных, которые вот, выходят с таким этнонимом, да, татары кряшин через дефис. И это, ну, несколько, во-первых, несуразно, да, потому что получается, если официально у нас кряшин является этносоциальной группой, да, татарского народа, причем тогда дефис татары кряшины, а сами кряшины признают это самоназвание обидным, то есть они себя представляют как кряшины, отдельный православный тюркский народ. И здесь вот, со всеми своими традициями, богослужебными, культурными. Поэтому вот тоже такое решение современной исторической науки в Татарстане, оно тоже представляется совсем несуразно, даже несколько нелогично. Да, называть народ, а так называется даже целый отдел в этом институте по изучению истории татар кряшин. Поэтому вот, дальнейшие планы такие, да, кряшины продолжают позиционировать себя как отдельный народ и будут об этом дальше заявлять, ни в коем случае не отделяясь и не выдвигает себя тем, кто хочет к ним примкнуть, да, например, принимающие крещение татары, если они готовы воспринять во всей полноте существующую уже больше 150 лет нашу традицию, богослужебную традицию, эти вот слова молитвы, то, конечно, все будут приняты с любовью, это будет единое общение, это будет развитие такое достаточно сильное, но именно дальше вот они остаются на своих традициях, на своих переводах, о чем вот говорил предыдущий докладчик, да, вот большое количество, скажем, арабизмов, которые очень могут быть, как казалось бы, полезны в миссионерском поле, да, среди исповедовавших мусульман, скажем, татар или представителей других народностей. Тем не менее, кряшины свою богослужебную традицию сохраняют и будут сохранять. Если кто-то готов к нам примкнуть, мы будем только рады, очень благодарны. Благодарю за внимание. Пожалуйста, Олег. Ну, понятно, что обидно кряшин, когда он называет татары, да? Ну, просто как татары, как
как народ, мы считаем просто, что как братья. То есть я понимаю, что там в 19 веке было просто разделение по вере. Одни мусульмане называли, другие христиане, крещеные. То есть я сам видел документы, в Женеве, дословно, писали там крещен из Чувашии, крещен из Чувашии, или крещен из татар. И вот по языку все равно вы называете язык там крещенский язык. Вот, например, у меня отец, он жил в соседней деревне, откуда Василий Тимофеев, который вместе с Ильинским занимался переводами, причем говорит 150 лет. То есть с Никифорова, 3 километра от мусульманской деревни, откуда мои предки по отцу, и откуда Василий Тимофеев. Они были служивые новокрещенным, они были служивые татары. Были в одной сотне, то есть, а Васильева, там еще тоже 3 километра, даже жили вместе в одной деревне с новокрещенными. Понятно, они говорили на одном языке. Мой отец в школе учился в 60-е годы, когда не было телевизора. Они говорили тоже на одном языке. То есть, когда вы говорите крещенский язык, церковный крещенский, я вас уважаю, что вы не хотите называться татарами. Но мне например, ухо режет, потому что это татарский язык, церковно-татарский там или как. Просто без обиды, я ничего там не хочу вас там татарами заставить. Позвольте меня перебить. Как я понимаю мнение отца Алексея, может быть, я тоже не прав. Дело в том, что если какой-то язык входит в богослужебную практику, он сохраняется без изменений. Разумеется, тот же самый язык, на котором говорили ваши предки и его там дедушки. Но если он входит как богослужебный в традицию кряжи, современный язык развивается и с теми или иными влияниями сталкивается, и с восточным, и с европейским, и еще с каким-то. А церковная часть сохраняется. Вот там как раз сохранился церковно-славянский язык. Да? Вот мне кажется, больше об этом говорит отец Алексей, что чистота, или, так сказать, древность. С этим я согласен, он все правильно говорит. Просто я имею в виду, что нас меня режет ухо, мне как-то. Хорошо. Нет, еще хочу дополнить, просто как в хорошем плане, без спора. Вот когда писали, мое мнение, я тоже изучаю же тему, вот когда писали там первые религиозные сказки, там писали новокрещенные, да, я как думаю, там же получается в языке есть там слово кач, например, там крест, кош, там, от армянских слов. То есть это не русское слово, обозначающее крест, это именно от армянского языка. И я считаю, что кряжные во времена Казанского ханства исповедовали монотеистскую веру. А так как русский язык плохо знали, не могли, например, объяснить тем же миссионерам, там он спрашивает, ты крещеный или нет, он объяснить, например, это не мог на русском языке. А так как священник, он видит, что человек хочет креститься, да, он уже не разбирался там, как он, монотеист там он был, как его там крестили, кто его там свистил, погружение там, или как, потому что он просто брал и крестил, и писали новокрещенный, я вот так думаю. И вот этот факт, доказывающий то, что монофизитство постоянно присутствовало, начиная с XIV века, со времен хана Узбека, и то пришествие русских в Татарстан, они есть эти факты. То есть находятся камни могильные, где там армянскими буквами пишутся тюркские имена, там, что христианин, и в Болгаре есть. Была постоянно в Казани церковь монофизитская, которая могла и окормляла предков современных вещах. И поэтому я считаю, что вот эта традиция христианская, она подтверждается уже не то, что там... Я там уже не смогу говорить, я поэтому, простите меня, я уже не отпугаю. У тебя тоже вопрос? Ну давайте коротко. Скажите, пожалуйста, та гуманитарская миссия, которая занималась Академией, это по сохранению новокрещенности или другой условие? Братья, вы мешаете, у нас будет кофе-брейк, который будет суметь переливать воду и терпеть. Пожалуйста, выключите. Одним из самых первых представителей миссии миссионерской школы Казанской Духовной Академии это был Николай Иванович Ильинский. Его позиция была очень четкой. Он занимался
миссией просвещением старокрещенных татар Кряшин, то есть те, кто традиционно себя относит к христианству. Но говорил, что посвящение мусульман, это пока к этому не готово. Нет, была бы другая позиция. Он говорит, что вы будете за красное для крещения. Хорошо. Но в тот момент, в 19 веке, это было невозможно. Он писал, что закон прочитал, что Кряшин... Олег Рудович, мы дадим вам слово. Благодарю, отец Алексей. А теперь, наконец, мы послушаем Евгения Евгеньевича Бухарова. Кадірлі тұлғаларым, хөрмәтле қонақтарыбыз, арумысыз, арауларымсыз, сәмісіз, рад вас всех приветствовать. Аллаха шекер насыпя шекер. И Аллах генехле мина рахим либу. И Аллах генехле мине тазар, а мине яруда. И Аллах именно яратнущий Худай, яратнущий Худай и черный. Хочу прежде всего сказать два слова в поддержку Кряшина. Дело в том, что вот эта конференция у нас 9-я православно-татарская конференция. Первая была проведена под впечатлением и под, скажем так, вдохновением от тех конференций, которые проводили Кряшины в Казахстане в то время. Нас они приглашали, мы участвовали. В частности, вот сегодня был показан фильм про иеромонаха Варлаама. На этой конференции я тоже присутствовал, даже делал доклад. И даже вот наша первая православно-татарская конференция, которая прошла на территории Уткинского подворья в Москве, она называлась Первая православная татарско-кряшинская конференция. То есть мы первую даже вот выделили особым образом, подчеркнули, что на ней принимает участие Кряшин. И действительно, часть членов нашей общины изначально это были этнические Кряшины. И у нас, в принципе, община, она состояла из таких четырех категорий. Трех основных, потом четвертых добавить. Первое – это этнические татары, которые из этнических мусульман, которые приняли православие. Вторая категория – это этнические кряшины. Третья категория – это русские татарского происхождения, которые исповедуют православие. И уже добавилась четвертая категория – это представители других народов, в основном тюркских, которые тоже приняли православие. Ну, например, православные узбеки, православные казахи. Куда им было идти? Православные киргизы. Они видели, что есть православно-татарская община. И шли православные татары. Поэтому у нас получилось, что вот такие группы нашей московской татарской православно-христианской общины, которая уже была зарегистрирована в 17 году как Союз православных татар, но уже другая организация. А та, которая изначально у нас организация, она остается, она была зарегистрирована, она появилась в 2003 году. Действительно, в этом году 20 лет. 20 лет есть традиция новая, это новая татарская традиция. При том, что мы еще умудряемся совмещать ее и с кряшинской традицией, потому что у нас первый мальвазон, который мы выпускали, он был как раз кряшинский вариант. Почему? Потому что мы брали, как уже было сказано, из библиотек те дореволюционные издания, те дореволюционные молитвы, а там они действительно были только в таком варианте. Вот. То есть там был еще только один вариант, это вот вариант Минска. И да, там я видел своими глазами, написано «служебник на татарском языке». Но под этим подразумевалось, что там кряшинский вариант. Не современная литература татарская, потому что современная литература татарская позже появилась. Но даже, возможно, под влиянием кряшинского варианта. Именно вот кириллицы. Были также издания Библии, которые издавали за рубежом, не полностью, там была только часть книг Библии. Это было репутное издание русского зарубежья, которое переиздавало дореволюционное издание.
а тут тоже там было написано на татарском языке, но это был именно кряшинский вариант. Кряшинская литературная форма, как мы ее называем, кряшинская литературная форма татарского языка, или кряшинская богослужебная форма татарского языка, или мы называем просто кряшинский язык. То есть не будем здесь какие-то делать противоречия из этого, из разных названий одного и того же явления. Главное, мы понимаем, о чем идет речь, и мы эти традиции старую и новую не противопоставляем. Вот. Это такое краткое вступительное слово перед докладом. А самый непосредственный доклад мой называется «Христианство татар в прошлом и будущем». С вашего позволения, христианам. Татары сформировались как средневековая военизированная общность из кочевого, полукочевого и оседлого населения Великого Монгольского улуса, и особенно его западной части Улай-Улуса, Великого улуса Улус-Джучи, ныне более известного как Золотая Орда. Его территория простиралась с запада на восток от бассейна реки Дунай до бассейна реки Иртыш. Великий улус делился на две части, предположительно по реке Идель, которая не полностью совпадала с нынешней Волгой. У татар считалось, что Идель идет по руслу реки Белой, Акидель, потом по руслу реки Камы, до ее впадения в Волгу, и далее по руслу Волги, до ее впадения в Каспийское море. Вопрос о соотношении этих двух частей становился объектом острых научных дискуссий. Западная часть улуса Джучи называлась Ак-Орда, Белая Орда, а восточная Кюк-Орда, то есть Синяя Орда. Первой столицей Золотой Орды стал крупный торговый портовый город Болгар, который имеет также второе название, более позднее, Спасск-Татарск. После присоединения татарами Волжско-Камской Булгарии и разрушения ее городов, татары при помощи среднеазиатских и армянских мастеров его заново отстроили. Тогда же на территории Волгарской крепости Хусан, что на Волге, татары построили город Казань. Волгарский вилает Золотой Орды и образованное позже Казанское ханство были разными административными единицами улуса Джучи и отличались территориально. Предполагается, что Болгар оказался на территории Кюк-Орды, а Казань на территории Ак-Орды. В конце XIII века столица улуса Джучи из Болгара была перенесена по реке Идель ближе к Каспийскому морю, в город Сарай-Бату. На территории Золотой Орды жили разные народы и племена, находившиеся на разном уровне развития. Современные татары, включая субэтнос кряшин и этнос крымских татар, нагайбаки, башкиры, нагайцы, казахи и некоторые другие народы происходят от военизированной средневековой татарской общности, сложившейся на территории Золотой Орды из двух основных элементов – татар и кыпчаков. Вот как об этом свидетельствует Аль-Умари. В древности это государство было страной кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом они, татары, смешались, породились с ними, с кыпчаками. И земля одержала верх над природными и расовыми качествами их, татар. И все они стали точно кыпчаки, как будто от одного с ними рода. От того, что монголы и татары поселились на земле кыпчаков, вступали в брак с ними и оставались жить на земле их, кыпчаков. Изначально кыпчаки происходили от тюркоязычных сиров и татар, делились на западных и восточных. Восточные назывались Кимаки и Емеки, а западные стали известны под именами Куманов и Полоцев. В свою орбиту существования и в свои союзы они вовлекали и кыпчакизировали тюркоязычных агузов, канглов, финно-угорские племена, адыгоязычных черкесов, зиков, балтославян, ираноязычные и даже германские племена. В итоге к началу XIII века кыпчаки уже сложились из соединения природных монголоидных тюрков и тюркизированных европеоидных, в основном ираноязычных племен, таких как эфталиты, скифы, сарматы, аланы. Их объединил язык и образ жизни. Восточные кыпчаки были более монголоидными, западные более европеоидными. Это отражено в лицах оставшихся целыми так называемых половецких баб. Надгробных памятников чаще всего это были кинотафы, памятники без захоронений.
Но не всегда встречались памятники и на курганных могильниках. Лица половецких баб похожи на современных малороссиян, великороссов, татар, башкир, нагайцев, казахов, кыргызов и других. Лица и корпусы статуй обращены на восток. В правых руках половецких баб сосуды, похожие на евхаристическую чашу, а в левых чаще всего некий свиток, напоминающий текст Евангелия на православных иконах. В условиях кочевой и полукочевой жизни не всегда можно было найти могилу умершего, но весть о его смерти приводила к появлению памятника для его поминовения. Иногда ставили памятник там, где он умер, а не там, где был захоронен. Как и сегодня, вдоль дорог стоят кинотафы и ставят ДТП со смертельным исходом. То, что предки кипчаков и сами кипчаки исповедовали христианство, это не догадка, а установленный исторический факт. Им активно проповедовали христианские миссионеры Ассирийской церкви Востока, Армянской апостольской церкви, 6 православных митрополий Константинопольского патриархата, а также римокатоликов, особенно францисканцев. Именно поэтому по-татарски слово «крест» звучит как «кросс» от немцев, «хач» от армян и «таре» от тюрко-монгольского слова «бог» «тангре». На востоке территория расселения кипчаков доходила до Алтая и монгольских степей. Часть племен восточных кипчаков именовалась татар еще до их подчинения Чингисхану, включение в Великий Монгольский Рус и подчинение старшему сыну Чингисхана Джучи. Часть татар вместе с сирами после ухода на запад создают кимакский каганат. Гордези рассказывает об этом так. Начальник татар умер и оставил 2 сыновей. Старший овладел царством, младший стал завидовать брату. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно, и убежал от брата, и прибыл в такое место, где была большая река. После этого к ним пришли 7 человек из родственников татар. Ими, Имам, Татар, Баяндер, Кыпчак, Ланикас и Аджлан. Согласно списку Гордези, татары занимали в иерархии племен 3-е место. Это и была часть татар, которые в 8 веке вместе с другими предками кыпчаков, сирами, направились на запад. Татары и кыпчаки кочевали рядом как родственники. Абу Хайям, названию сильнейшего кыпчакского племени Токсуба, дает толкование как племя, вышедшее из кыпчакских татар. Токсуба – это 9 племен, это те же Такус-татары, 9 татарских племен. В начале XI века мы видим таксовичей уже между Волгой и Доном, рядом с булгарами, и это еще лет за 150 до рождения Чингисхана. Ибн Халдун оставил следующее сообщение. Племя Дурут из кипчаков, а племя Токсуба из татар. Именно по этой причине кипчаки легко приняли в качестве самоназвания имя татары. Это отражало их родство. В 1222 году в битве на реке Калки восточные кипчаки в составе татарских войск урянхайцев, то есть тувинцев, Субидей Богатуров и Джибен Айона, сразились против объединенного войска западных кипчаков и русских. В этой битве кипчаки бились против кипчаков по обе стороны. Ан-Мулайри повествует о старинном соперничестве между кипчакскими племенами Токсуба и Дурут, которое завершилось переходом таксовичей на сторону татар и разгромом Дурут. Кипчаки таксовичи с помощью татар, пришедших в Батым, решили этот вопрос. Дуруты во главе с ханом Катяном были вытеснены в Венгрию. Великий монгольский улус расширился на запад до Адриатического моря как раз за счет увеличения территории Золотой Орды, основное население которой составляли многочисленные кипчаки, породившиеся с менее многочисленными, но более привилегированными татарами. Соединение кипчаков и татар стало опорой хана в Золотой Орде. Христианство среди кипчаков было сильно распространено. Ибн Батута пишет о том, что в Сарае, столице Золотой Орды, христиане были представлены следующими группами: кипчаки, русские, черкесы, адыги и византийцы. Помимо русской митрополии Константинопольского патриархата и сарайской епархии, входящей в нее, на территории Золотой Орды действовали еще 5 православных митрополий: Аланская, Готская, Херсонская, митрополия Зихи и Матрахи и митрополия Суддеи и Фу. Римокатоликами был образован Аквилонский викариат ордена Святого Франциска, Северная татарская викария. Он состоял из 2 кустодий округов. Назария с центром в городе Кафе. В нее входили территория прибрежного и горного Крыма, Подунавья и Приднепровья, и
вторая кустодия – Сарай, куда входили территории Поволжья, степной части Крыма, Северного Кавказа и Закавказья. Действовали 19 францисканских монастырей миссий, 14 кустодий Сарая, 4 из которых на территории Среднего и Нижнего Поволжья. Один монастырь в Укеке, это Саратов, второй в Сарае-Берке, это Волгоградская область, куда перенес столицу Ханузбек. Третий монастырь святого Иоанна, неподалеку от Сарая-Берке. И четвертый в Хаджи-Тархане, Астрахани. Римо-католиками были созданы епархии в Херсонесе и Боспора, Керчи, в Кафе и в Сарае-Берке. Последняя подчинялась римо-католическому патриарху митрополиту Хамбалы Капетина и всея Востока. Также была открыта кафедра Доминиканского ордена в городе Тане, Азов. Монахи миссии монастыря святого Иоанна близ Сарая обратили в 1321 году в римо-католичество и часть башкир. В этом монастыре была осуществлена переписка первой книги Кыпчак-Латинского словаря «Кодекс Куманикус», Половецкий кодекс, известного письменного памятника кыпчакского языка начала XIV века. Я постараюсь ускорить. Думаю, что тему хочется все рассказать, поэтому постараюсь побыстрее. Слова были включены отрывки из Евангелия, фрагменты из сочинения богословов, молитвы, гимны и оригинальные проповеди с кратким изложением истории церкви на кыпчакском языке. Иоанн Шильбергер сообщает: затем мы прошли через гористую страну Джула, населенную большим числом христиан, которые там имеют епископство. Их священники принадлежат к ордену кармелитов, которые не знают латыни, но молятся и поют по-татарски, для того, чтобы их прихожане были более тверды в своей вере. Причем многие язычники принимают святое крещение, так как они понимают то, что читают и поют священники. Римский папа Иоанн XXII в 1318 году сначала безуспешно предлагал принять римо-католичество Ханузбеку, а затем в 29 году попытался организовать против него крестовый поход. В результате по приказу Узбека в Золотой Орде было разрушено несколько римо-католических церквей. Но к концу своей жизни там все же позволил восстановить. Мало того, в 1349 году римо-католики основали новую митрополию в городе Митране, Тамань, с 2 епархиями. А в 1969 году в составе Хамбалыкской митрополии образована новая епархия Мончес-Каспий в Дагестане. Большую активность в проповеди средневековым татарам проявляли армяне. В проповеди татарам и кыпчакам они, как римо-католики, использовали тюркский язык. Армянский автор XII века Аванес в своем произведении приводит отрывок из более древнего стиха на тюркском языке, который содержит строки, восхваляющие Иисуса Христа. Согласно археологическим исследованиям, на территории булгарского вилоета Золотой Орды было значительным армянское и русское христианское присутствие. Кроме того, булгары, русские и кыпчаки-татары жили там не отдельными колониями, а практически совместно. Это может свидетельствовать о единстве христианской веры. Русское присутствие в XIV веке по сравнению с дордынским периодом увеличилось. С X века на западной окраине Болгара, за городским валом, существовала армянская колония, значительно увеличившаяся в первой половине XIII века, после покорения татарами Армении и Грузии. Наивысшего расцвета армянская колония достигла в конце XIII – начале XIV веков. Протяженность армянского поселения составляла около 3 километров. Ее центром являлась армянская церковь, так называемая греческая палата, вокруг которой располагалось кладбище. Часть погребений совершалась в усыпании из-под храма, часть рядом. Антропологические исследования показали, что большинство найденных черепов относятся к армяноидному типу. В Болгаре проживало много христиан, русских, армян, болгар, кыпчаков, татар и других. Часто были деловые контакты армянских и русских купцов. Неподалеку от греческой палаты в 2010 году при раскопках были обнаружены мощи святого Феодора Болгарского. Кроме того, в XIV и XVI веках на юго-восточной окраине Казани также была армянская колония, при которой действовала христианская церковь. В пределах Суконной Слободы сохранилась армянская улица. Было в городе армянское кладбище, расположенное на спуске Третьей горы. В конце XIX века найдены надгробные памятники с армянскими эпитафиями. Армянские надгробия были выявлены также в селах Красная Поляна и Кирельская, Татарстан. Второй основной компонент средневековой татарской области – это татары. Сложились из представителей таких тюркских племен, как Тукас-татар, 9 татар, Утес-татар, 30 татар, Такус-агузы, уйгуры, кераиты, найманы, монголы и другие.
Часть из них были тюркоязычные, часть монголоязычные. Возможно, некоторые относились к самотийской группе уральской языковой семьи. Ученые спорят о языковой принадлежности тех или иных племен. Одно известно точно, что все они назывались общим именем – татары. Наряду со своими языками и диалектами владели общетюркским языком, и мусульманами не были. Но они не были и многобожниками. Плана Карпини пишет: татары веруют в единого Бога, которого признают Творцом всего видимого и невидимого, а также признают его Творцом как блаженство в этом мире, так и мучение. Однако они не чтут его молитвами или похвалами, или какими-либо обрядами. Гайдер, армянский хранитель Средневековья, сообщает: татары знают единого вечного Бога и призывают его имя. Но это все. Они не молятся и не удерживаются от грехов ради страха Божьего. Вильгельм Рубрук писал: татары путем самостоятельных размышлений пришли к убеждению, что веруют в единого Бога. Рубрук о встрече с Мингуханом сообщает: затем он начал исповедовать свою веру. Мы верим, что существует только единый Бог, в котором мы живем и которому умрем. И мы имеем к нему открытое прямое сердце. Кроме того, союз племен Кераиты были полностью христианами, уйгуры и найманы наполовину. Представители этих союзов племен занимали ключевые должности в татарских государствах. Были в них и лиги. Абуль Фарадж бин Харун пишет, что кераитский хан обратился в 2007 году к митрополиту Ассирийской церкви Востока в городе Мерв с просьбой принять его христианскую веру вместе с народом. Хан при крещении получил имя Марк. Всего было крещено около 200 тысяч человек. С учетом детей и стариков, численность кераитов в начале XI века можно примерно определить 400 тысяч. В те времена это огромное количество людей. Один из внуков Маргуса, Тагарин, получил, по словам Рашида ад-Дина, титул Ван-хан. Название царского титула, возможно, происходит от имени Иоанна. На Западе даже была устойчивая легенда о царстве пресвитера Иоанна. В Золотой Орде, где татары соединились с кипчаками, христиане и тюркское христианство было серьезными основами ее бытия, до политики насильственной исламизации татар ханом Узбеком. Около 8 лет Узбек правил, не находясь в столице. Все знали, что к власти Мулши Джучи хана Узбека привела исламская партия из Хорезма, и Узбек был узурпатором. Именно поэтому начинается процесс учреждения христианскими церквами новых епархий и метрополий. Христиане стремились принять какие-то меры противодействия начавшейся в 1421 году насильственной исламизации. В этом году Узбек официально принял ислам от туркестанского суфийского шейха тариката Ясавия Саида Аты. Хан перенес столицу Великого Улуса из Сарая-Бату севернее по Волгу, Сарай-Берке. Берке брат Батыя, как и Узбек, был мусульманином, которому не удалось провести полноценную исламскую революцию. Берке стоял за смертями и казнями христиан и их сторонников, таких как хан Сартак, хан Улакчи и Баракчин Хатун. Но заменить Ису Чингисхана на шариат не решился. Узбек же казнил около 120 чингизидов после того, как получил отрицательный ответ от своего двоюродного брата Кудрум Тимура, наместника Хорезма, который ранее и привел Узбека к власти. Ты, ожидая от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдем в веру арабов? В Золотой Орде началась гражданская война на религиозной почве. Татар, поддерживающих исламизацию Узбека, называли узбеками. Тех, кто не подчинился, называли казаками или простыми татарами. Это была не просто исламизация, это была революция. Основной закон, по сути, первую конституцию того времени, Ису Чингисхана, заменили на шариат. Отменили выборный орган Курултай, Крум-собор. Вместо Курултая ввели совещательный исполнительный орган, диван, с визирями во главе. Улусов чингизидов отстранили от власти, вместо них управлять поставили наместников из рода Кият-Барджигин. Естественно, хан Узбек понимал, что не сможет исламизировать все население Золотой Орды, поэтому наставил территории, населенные подчиненными ему христианами, русский Улус, куда стали уезжать татары-христиане после поражения хана Узбека. В Великом Московском и Великом Рязанском княжествах татары-христиане составили основу русского дворянства и казачества. Именно с тех пор у татар-мусульман стал считаться, что если татарин принял православие, то стал русским. Естественно, узбек и его шейхи не смогли бы исламизировать татар, если бы не было на кого опереться среди самих татар. И тут очень важно, что истоки татарского ислама лежат вовсе не в Болгаре, который к тому времени уже стал почти полностью христианским городом. Они лежат в Хорезме и Маверанагре, в государстве Хорезмшаха, где несли военную службу кипчаки-мусульмане.
и были богатые купцы-мусульмане, тюрки по происхождению. Татарам-мусульманам еще предстоит открыть для себя настоящую историю распространения ислама среди татар и их предков. Судя же по археологическим раскопкам, данным лингвистики, найденным эпитафиям, историческим свидетельствам, данным генетики, прямыми потомками булгар являются чуваши. Они не только сохранили до наших дней память о булгарском прошлом и особое почитание хана Великой Булгарии, Кубрата, православного христианина и его сыновей, но и булгарский язык и культуру. Видимо, ислам у волжско-камских булгар носил поверхностный характер. Основное население было поверхностными мусульманами, какой-то непродолжительный период, а мусульманская торговая и военная элита булгар была уничтожена татарами. Конечно, часть булгар были ассимилированы татарами, но не сразу. Они еще жили вместе с татарами какое-то время под именем ясачных чувашей и окончательно растворились в татарах только после реформ Петра I. Татар лишили привилегий, и они сравнялись в правах с чувашами. Чувашей считали прямыми потомками булгар Василий Татищев, Николай Ильминский, Хусаин Файзханов, Николай Ашмарин и другие. Для нас важно отметить, что потомками тех средневековых татар являются современные народы. Татары, нагайбаки, нагайцы, казахи, каракалпаки, башкиры и другие. Из них не только нагайбаки, которые ранее учитывались в составе татар, исповедуют православное христианство, но и значительная часть татар, по нашим подсчетам около 30%, что впервые за 7 веков после правления хана Узбека было признано со стороны татар-мусульман и закреплено в официальном документе «Стратегия развития татар». Таким образом была восстановлена историческая справедливость. Символично, что из потомков средневековых татар именно современные татары, сохранившие свою фамилию, признали, что православие исторически традиционная религия татарского народа наряду с ханафитским исламом. Признали фактическую двухконфессиональность. Это серьезнейший положительный сдвиг, просто прорыв в межрелигиозных отношениях татар. Надеюсь, что этому примеру признания православия традиционной религии последуют и другие потомки средневековых татар. За этим их будущее. Промыслительно, что мощь святого мученика Феодора, убитого в 1322 году в городе Болгаре во время насильственной исламизации Узбека, обретены сейчас, также спустя 7 веков. Благодарю за внимание. Спасибо. Нас просили короткое слово 2 человека. Значит, Наталья Георгиевна Катбулова. Источник отцы, дорогие братья и сестры. Я рада приветствовать вас от имени Института перевода Библии в Москве. Наш институт – это российская научная организация, занимающаяся переводом, изданием и распространением Библии на языках неславянских народов, проживающих в России и в сопредельных странах. Цель нашего института – создавать точные, богословские выверенные переводы, чтобы донести содержание Библии до современного читателя на родном языке. Для нас, как сотрудников института, ценность нашей работы заключается именно в том, чтобы предоставить возможность представителям разных народов слышать Слово Божье на родном языке, который является языком сердца, и Слово Божье на нем особо острым и действенным. Как научная организация, Институт перевода Библии работает в сотрудничестве с Российской академией наук. Мы вместе организовывали ряд научных конференций по проблемам изучения Библии, как перевод Библии, как фактор развития языка. Мы издаем лингвистический журнал «Родной язык» совместно с Институтом языкознания РАН.
Деятельность института проводит на благословение святейших патриархов Алексея II и Кирилла по взаимодействию с епархией Русской Православной Церкви. Офис Института перевода Библии находится в Москве, в Андреевском монастыре на Воробьевых горах. Мы начали свою деятельность 30 лет назад. Организовали проекты по переводу Библии на языки народов России. Сейчас у нас активно работают около 60 проектов. Среди них около 20 проектов – это тюркские языки. Среди них такие, как алтайский, башкирский, в прошлом году вышла Библия на башкирском языке, дугаузский в Молдове, каракалпакский, позапрошлом году вышла полная Библия, карачаевский, крымско-татарский, тувинский, хакасский, якутский – это все наши проекты. Среди них, поскольку я пригласила Союз православных татар, я акцент сделала именно на татарском проекте. Он начал свою работу в начале 90-х. Главной целью этого проекта является представление татарскому народу возможности читать Библию на родном языке, что способствует более глубокому пониманию и принятию христианских ценностей и традиций. За прошедшие 30 лет вышло 22 издания. Первым изданием был повседневный репринт 4 Евангелия в 1908 году, который вышел в 1973 году. А за ним последовал ряд промежуточных пробных изданий отдельных Евангелий. В 2001 году вышел Новый Завет, затем в 2007 Пятикнижие, а в 2015 полная Библия, которая стоит здесь. Она была представлена в Казани в присутствии и с участием митрополита Казанского Феофана. На татарском языке также была издана после издания Библии, мы публиковали издание Библии Коран, то есть сначала у нас эта книга появилась на русском языке, а затем у нас мы перевели ее на татарский язык. Такое есть издание интересное. Сложно переоценить влияние Библии и ее переводов на культуру народа. Библия является неотъемлемым содержанием духовной и культурной жизни человечества на протяжении тысячелетий. На основе библейского текста и отраженных в нем сюжетов библейская символика десятками столетий закреплялась в сознании людей. Книги Священного Писания являются духовным источником, питающим культурную жизнь человечества вечными смыслами и нравственными идеалами. И понимая важность этой книги, мы очень ответственно относимся подходим к работе по переводу Библии. Для этой работы мы на каждом языке собираем коллектив высококвалифицированных специалистов, которые входят из знатоки языка перевода, в данном случае татарский, переводчики, филологические, стилистические редакторы, богословские редакторы, со знанием языков оригинала, древнееврейского и древнегреческого, а также консультанты по библистике. Мы привлекаем лучший международный опыт методологии перевода Библии, организуем многоступенчатую процедуру, включающую в себя не только перевод и редактирование, но обязательно апробацию будущих читателей, научное и законное лицензирование. Наши переводчики и филологические редакторы глубоко знают и тонко чувствуют язык и культуру своего народа. И переводя Библию на родной язык, они добиваются естественности перевода, чтобы он звучал как можно более ближе к тому, как сегодня звучат непереводные тексты на канадском языке. А богословы и консультанты следят за его точным соответствием тексту оригинала. Мы не только издаем печатные издания, но стараемся также делать аудиозаписи наших переводов, а также публикуем переводы в электронных форматах на сайте Института перевода Библии и в виде удобных библейских приложений на смартфонах. Мы также издаем иллюстрированные библейские издания для детей. И как раз вчера из типографии нам привезли Библию для детей на татарском языке. Очень многие люди в России знают эту голубую, раньше называлась детская Библия. И она появилась в конце 80-х на русском языке, а в 90-х для многих людей, не только для детей, но и для взрослых, это была первая возможность познакомиться с Библией и сделать за ней первый шаг. Для многих она осталась любимой.
благодаря доступности изложений и максимальной приверженности к тексту Священного Писания. Книга содержит 250 библейских рассказов, каждый из которых сопровождается цветной яркой иллюстрацией. Ее основное достоинство заключается в том, что все важные библейские события и понятия нашли свое отражение в этой книге в сокращенном, адаптированном варианте. За 30 лет она была переведена на 22 языка, в том числе и татарский. Сегодня вышло уже второе издание, которое было приведено в соответствие с текстом полной Библии 2015 года. Это наш сегодняшний подарок вам. Также в качестве подарка мы специально для нашей конференции печатали брошюру об истории перевода Библии на татарский язык. И мы также предлагаем вашему вниманию. Спасибо за внимание. Еще меня спросил человек, там интересно, к сожалению, не помню. Но сейчас я не вижу здесь. Хорошо. Раз так, мы перейдем к следующему докладу. Отец Елисей у нас готовил доклад. История христианства на территории Казахстана. Пукеев фамилия ваша, да, ваша? Да. Прошу вас, как вы бачите, перейти к такому. Вначале хотел своими словами рассказать суть моего доклада, а потом я постараюсь уже почитать основные факты, которые могут быть для нас интересны. Ваше Высокопресвященство, дорогие отцы, братья и сестры, участники 9-го конференции, всех приветствую. Сегодня я хотел тему посвятить именно на том, что именно в Казахстане в данный момент очень много умалчивает о христианском прошлом казахов и Казахстана. Больше доминирует исламская вера, исламская культура, традиция, а христианском прошлом умалчивает. И в истории школьной истории там также об этом ничего не говорят. Поэтому хотел бы сказать, что христианское прошлое казахского народа, Казахстана ясно свидетельствует археологические данные, культурные элементы определенные. Например, наверное, все знают, что казахи жили в юртах, они были кочевниками, и купол юрты, который называется шатра, вот знаете, он имеет вид крестообразный. Я, к сожалению, не успел показать, но я думаю, много из вас представляет, да, шатра, наверное, знаете. Также определенные орнаменты казахского народа имеют вид креста, который украшает ковры, которые вешают на стенах. Об этом осталось в истории, но сами казахи умалчивают. Я хотел вам сегодня определенные данные, исторические данные, которые нам может рассказать и свидетельствовать о христианском прошлом казахского народа. Позвольте следовать, пожалуйста. История христианского территории Казахстана уходит своими корнями далеко в прошлое, о чем говорят
археологические данные и исторические свидетельства. Развивая данную тему, мы можем предоставить ряд исторических доказательств, связанных с христианским прошлым казахского народа. Еще хотелось бы добавить о себе, что, я думаю, никому не секрет, что генеалогическое дело тюрьм восходит по траку Юркуда, внуку патриарха Ноя и сыну Яведа, с которого произошли все тюркские народы. Его христианское прошлое, прежде всего, связано с исторической и культурной историей народов Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Здесь важную роль играл Великий Желтый Путь, северное направление которого переместилось в VI-VII веках на территории Южного Казахстана и Семиречья, где находился центр Западной Тюркской империи, где происходило бурное формирование и развитие городов Акрар, Тарас, Навакен, Испиджан и других. Наиболее ранее читается сообщение о христианском Нерва. По свидетельству Ируни, христиане появились в Нерве уже через 200 лет после рождения Христа. А в 334 году относится первое упоминание о Мерском епископии, которое позднее было преобразовано в метрополию. Здесь имелся мужской монастырь и мастерские изготовления богослужебной утвари. Предполагается, что небольшой монастырь, раскопанный там же, построен в IV веке, принадлежал юркитам, то есть православным, покинувшим его в середине VI века, возможно, под напором несториан. Именно отсюда, то есть с Нерва в VII и VIII веках, несторианство распространяется по городам Южного Казахстана и Сибирича. Древнее святое христианство в Сибириче предшествует первому упоминанию о прибытии в этот район миссионеров несторианской церкви. Оформление же церковной организации Сибирича завершилось на рубеже VIII и IX веков. К этому времени относится также упоминание в одной из посланий несторианского патриарха Тимофея I об обращении христианских тюркских народов, вероятнее всего хорвоков. Это подтверждается и тем, что на рубеже IX-X веков упоминается особая хорвокская митрополия, о чем свидетельствует сводный список несторианских митрополий, составленный в середине XIV века Амром Матом. Хорвоков, очевидно, посетил на своем пути на восток один из самых прославленных несторианских миссионеров рубежа VIII-IX веков Шубханишу, проповедовавший во всех районах Центральной Азии, от Прискаспия до границ Китая. Ему приписывается обращение христианства не только язычников, но и манихеев, маркиенотов. Город Навакен был одной из столиц тюркского каганата. Навакенская митрополия окормляла общины Сибиричья. В XI веке влияние Навакенской митрополии распространилось уже на оккупированную территорию, позже убравшую в себе земли Казахстана, Восточный Туркестан и отдельные районы Сибири. Митрополит носил титул Навакенской и Кашгарской. Кроме того, в некоторых городах имелись епископы, викарии, о чем свидетельствует обнаруженные на кайраках надписи. Кстати, очень много находок, которые свидетельствуют кайраки, где очень много христианских остались надписи. В 1009 году принимает христианство самый культурный и сильный степных монгольских народов кирейты. Об этом уже упоминались. По преданию, кирейскому хану, заблудившемуся в пустыне, явился святой мученик Сергий и указал ему путь, что явилось причиной его крещения по имени Маркус Марк. Он пришел к вере весь он
привел весь свой народ, свою армию, а в 12 веке принимают крещение найманы, а также тюркские народы, ангуты, гузы и чили. Найманы и сейчас являются одним из крупных племени, да, урулов казахского народа, кирики и найманы. Среднеазиатские христиане продолжали совершать погребение асуария, украшенных вместе древнеязыческих изображений и символов изображений крестов. Такие асуарии найдены в Сомде, на Афросиабе и Хорезме, на некрополе древнего Минзахана. Погребение костей в сосудах наряду с обычными захоронениями по христианскому обряду практиковались также в христианском Семиречии. О христианах Сибирской долине, которые имели свою церковь в Кайловыке, из своего селения сообщает Вильгельм Грубл, посол Людвига IV, который посетил Дубеску в 1253 году. Я сейчас, да, чтобы... И хочу сразу перейти ко второй странице истории христианской миссии в Казахстане, который открывает более близкий нам время 19 век. Еще известный алтайский миссионер Архимандрит Макарий Лукарев начал интересоваться казахами во время своих кочевий. Есть данные, что уже в 20-х годах XIX века в Святейшем Синоде ставился вопрос о создании киргизской миссии. Казахов назвали тогда киргизами. Время считалось благоприятным. Целые аулы желали принять православную веру. В 1880 году руководитель алтайской миссии архимандрит Владимир Петров, объехав район Семипалатинска, и доложил Священному Синоду о необходимости миссионерства среди казахов. Он возглавил миссию с 1865 по 1880 год в сане архимандрита, а в 1882 году Синод позволил открыть киргизскую, то есть казахскую миссию. Как часть алтайской миссионером был назначен священник Филарет Тинковский. Он был начальником миссии с 1855 по 1880 год в сане архимандрита, с 1880 по 1883 год в сане епископа Бийского. С 1895 года киргизская миссия стала самостоятельной, подчинившись омскому епископу. В 1898 году миссия имела центр в Семипалатинске и несколько миссионерских станов в округе. Деятельность священников, миссионеров стояла прежде всего в непрестанных миссионерских путешествиях по аулам с проповедью Евангелия на казахском языке, строительстве храмов, устроении миссионерских школ для детей новокрещенных, преподавание, которое велось на казахском и на русском языках. Устраивались диспуты с мусульманскими проповедниками. В храмах миссии службы шли на казахском языке. На клиросах обычно пели по-казахски дети новокрещенных. Уже имелись переводы Нового Завета. У меня, кстати, есть книжный перевод Нового Завета, дореволюционное издание. На храмах миссии службы шли на казахском языке. На клиросах обычно пели на казахском дети новокрещенных. Уже имелись перевод Нового Завета и жития святых различных богослужебных песнопений. Переименовали опыт алтайских миссий по созданию мужских и женских монастырей, которые принимали новокрещенных, послушников и привечали их к христианской вере. Деятельность миссии прекратилась после революции 1917 года в России. Но, к сожалению, сейчас нигде в официальных источниках нет и намека о православных христианах, казаках конца 19 начала 20 веков.
Из вышесказанного мы видим, что история ясно говорит нам о христианском прошлом казахского народа, что подтверждается историческими фактами. Это также является прямым доказательством того, что христианство на протяжении истории не было чуждым духу казахской нации и народа, живших на ее территории. Спасибо. Вопросы есть? Опять давай. Небольшая реплика. Огромное спасибо вам за доклад. Я просто немножко занимался историей этой миссии. Она действительно называлась киргизская миссия. Киргизцы ценили, называли контакт у киргизов, но там вообще практически свой уровень. Да, есть огромное количество источников в российской большой библиотеке. Спасибо. Спасибо, отец. Можно вопрос, Владыка, вы стоите? Пожалуйста. А сейчас, отец Алексей, сколько священников казахов службу совершает, если хотя бы кратко расскажите нам в двух словах. Сейчас в самом Алмате 3 священника казаха, и именно эти сказали, один из них являюсь я. Ну, также я, как еще родившись в высшей Волге, там, знающий язык хороший казахский, то есть занимаюсь переводом. В общем, в Казахстане, там, ну, я не скажу точно цифры, но около 10, думаю, есть служители по всему Казахстану, именно казахов. Сейчас, я думаю, вот только мы начинаем исследовательскую деятельность. Сейчас мы как раз занимаемся переводами священных книг, перевели весь Новый Завет, сейчас уже начали переводить Ветхий. То есть у нас были до этого переводы казахского языка, но все переводы были деланы протестантами. Соответственно, они, конечно, делали все-таки то есть, переводы, так как они понимают там, о вере, христианстве. Там. А сейчас мы теперь имеем именно православные переводы Священного Писания. И уже в течение, можно сказать, 1,5 года, как мы занимаемся, перевели Новый Завет, сейчас вот переводим Ветхий. Относительно используемых мы там богослужений пока еще нет, но где-то в пасхальных песнопениях там, и других больших праздников, да, на казахском поют, там, песни «Христос воскресе», там, и некоторые даже тропари там, в некоторых храмах, но не везде. Спасибо. Представьте, с кем кто вас не знает, пожалуйста. Олег Петрович, православный католик, помощник руководителя миссионерского отдела Кузлукской епархии, тоже Оренбургской области. Вот. Ну, потому что всех приветствую, друзья, владыка, отцы, братья. Получается, промыслительным образом я выступаю просто отца Елисея. Он, получается, крещение был в его имя Елдос, что соответствует татарскому имени Иисус. Елдос, а я отец Иисус. Получается, вот таким как бы продолжением его рассказа. Я хочу рассказать, чем мы занимались на протяжении прошедшего года. В том году я выступал, и вот сейчас выступаю. Получается, также, как бы Динара рассказывала, мы организовывали, принимали участие, организовывали молебны в Татарстане. Получается,
вознаказывали. Вот. Потом мы служили с большим взаимодействием постоянно. Спасибо им огромное Отцу Павловичу Рашову, всей крещенской миссии Татарстана, отец Владимир Иванов. Вместе с ним тоже служили молебен вот на Пасху, на месте крещено-татарского монастыря женского, Покровского. Вот, получается, после революции было два монастыря, которые были насильники Кряшины. Это женский, вот и мужской. Вот нашли, где женский находился, там уже второй раз вот мы служили молебен тоже пасхальный. Вот, потом вернусь к Казмакаеву. Конечно, там получается православные татары и Кряшины вместе. То есть как на всей территории Татарстана, там нет такого разделения, там, что там православные татары отдельно, там Кряшины отдельно нет. Как и было на протяжении со времен, там, я не знаю, Ивана Грозного, то есть кто из татар мусульман принимал христианство, они вливались в состав кряшин. То есть вот, все получали со временем название крещен, там сейчас себя называют кряшами. Вот. И сейчас, в принципе, такая же ситуация происходит на территории Татарстана. То есть там именно вот, в кряшинских этих переходах, куда православные татары приходят, я сам по себе вот, тоже скажу, я был очень рад, во-первых, когда узнал, что есть такая служба вообще на нашем татарском языке, кряшинский называют, или татарский, там, в принципе, суть одна. Вот. Я вообще очень обрадовался, как и все православные татары, радуются, что, оказывается, 150 лет еще уже молятся на этом языке, потому что я не один, как бы, ну, и там это продолжается. То есть почти в каждом приходе Татарстана есть православные татары, это все, они вливаются в состав кряшин. Вот, ну, там сейчас назревает, конечно, что вот у Казмакаеву нужна литургия, именно на священно-татарском языке. Вот, они все хотят этого, все просят, что нужна литургия. Вот. Ну, дальше переходим к Башкирии. Вот. В Башкирию тоже ездили мы, у нас священник там Акарнет, который нашу, получается, общину православных тюрок, ну, то есть там не одни татары, башкиры у нас там присутствуют, казахи. Вот. Мы ездили в Камынь. Камынь — это место явления Табыцкой иконы Божьей Матери, ее очень почитают в Поволжье. Есть предание, что она еще со времен казахского каганата существовала, у православных тюрков казахского каганата. Вот, там было несколько ее явлений, то есть она являлась, потом теряли, потом опять являлась. Вот во время одного из явлений она явилась, получается, то ли башкирам, то ли татарам. Вот. И они начали там что-то с ним делать, там, пытаться их дружить или чего басли. После того, когда один из них покаялся, покаялся, он, во-первых, прозрел, после этого он принял монашество и стал своей иконе, там, читать ее, там, понять, молиться ей. То есть это одна из покровительниц, получается, икона покровительница нас, православных тюрков. Вот мы ездили на место ее явления, там по благословению там монастырь женский находится. Вот. По благословению настоятельницы стали там служить молебен на татарском языке, то есть на литературе татарском языке. Вот. Ну, что интересно, ну, у нас там несколько человек было, вот, ну, договорились, что вот здесь будем служить, начали молиться, когда молебен стал заканчиваться, ну, я привык, что у нас там очень много. Я повернулся и увидел целую толпу народа. То есть там человек, наверное, 50 пришло, в основном русские, понятно. И они вместе с нами молились на... У нас там, получается, молебен церковно-славянской говорит, вот они вместе с нами молились, так, батюшка, который с нами был, говорит, татары, молимся. Мы все понимаем, нам у вас поддерживают, мы вместе с вами молились, и рады за вас. Я хочу сказать, что в Башкирии там одно время молебны проводились, потом там из-за разных причин, я не буду их озвучивать,
они перестали. Там только сейчас отец Василий Кузнецов, он служит, получается, приходы, где гражданское население, он их охраняет. Вот я хотел бы попросить отца Василия, там, и понятно, по благословению митрополита, чтобы он тоже как бы уделил внимание и православным татарам и башкирам, чтобы тоже как бы взял под свое право там оформление. Потому что в этом необходимость есть, конечно, у людей молиться на своем родном языке, но так как я считаю гражданские переводы, тоже свои языков, я думаю, что там люди будут очень довольны, если служение отца Василия, оно распространится дальше хотя бы в пределах каких-то благословенных пропаганд. Вот. Ну и дальше самое, скажу, интересное. Короче, я в том году рассказывал, ездили в Бардино-Балкарию, там, во-первых, я хочу сказать, что кроме золотоордынцев, там, кипчаков, да, татарский народ имеет очень большую часть своей там, крови, это получивших от булгаров. Ну, язык, понятно, что это язык кипчакский, но кровь булгарская, она осталась в наших генах. Кстати, по ДНК, мы проводили исследования ДНК и нашли очень многих татар совпадает, подтвердилось, то, что предки были булгары. То есть они совпадают с чувашами, там, с балкарскими и прочее. Вот. Ну и на этом основании, как бы, булгар мы считаем в числе наших предков. А так как известный факт, у булгар было несколько православных епархий, вот. Они имели свои церкви православные, именно православные, они не славянские, не монофизические, не католические, а именно православные церкви. Вот. Ну и так как я считаю, что если Господь нас дал нам веру, православную веру, мы просто обязаны сохранять наследие наших предков, тюрков, христиан. А булгары, они, получается, относятся к нашим предкам. Вот. Мы должны хотя бы там упоминать их там, на местах захоронений, восстановить, может, там какие-то эти церкви. Вот. И с этой целью мы ездили в Бардино-Балкарию, получается. Вот. Если год назад мы там каким-то, я не знаю, там, как это назвать, проедем или что, заехали там, в село, там, нашли церковь, развалили, там, помолились, там, сразу уехали. Поэтому мы целенаправленно с отцом Павлом Елистяновым вместе по благословению местного архиепископа Феофилакта туда приехали, чтобы послужить панихиды, литии на могилах именно христиан, тюрков православных, до 14 века. То есть Тамерлан, когда пришел, там был такой, основная масса, перешла в ислам после прихода Тамерлана. Мы туда приехали, у нас, когда мы туда собирались, было такое двоякое чувство, то есть там, поехали туда, там, приходила такая информация, что там чуть ли там не кресты там спиливают в наглую, люди там, местным не нравится это. И мы как приехали туда, не то, что там сходите, просто как нас там примут. Но для меня был реально шок с хорошей стороны, потому что когда мы туда приехали, нас встретили, да, как родных, понимаете, то есть местные мусульмане встретили нас родными. То есть мы там сразу афишировали себя, что я православный татарин, да, там, я там крещеный, все, отец Павел, у него там вообще родственники там с этого района. Вот, у него отец был христианин, тоже исповедник, получается, своей веры. Вот. Но нас встретили как родных. То есть, во-первых, мы когда поднялись на эту церковь, там несколько церквей сохранилось, назвали церкви. Когда поднялись на одну из церквей, на которой мы молились год назад, мы увидели, что эту церковь начали восстанавливать. То есть, понимаете, это в горах, аул там, да, в горах, и тут начали христианскую церковь восстанавливать. То есть, там христианского населения там вообще нет. То есть русские там не живут, там, в горах. Вот. Для нас это был шок. Оказывается, что после предыдущего нашего там молебна отслужили, там, панихиды там год назад, оказывается, за это время приехали наследники тех людей,
которые строили там эту церковь в XIV веке, а на Кавказе там родословие, что вы знаете хорошо, и оказалось, что у них род называется архиерей Лав. То есть это переводится на русский язык архиерейский. То есть у них по легендам получается, что у них предок этого рода был хазарский епископ, православный епископ из Хазарии, который приехал туда, в это село, там, я не знаю, у Хазарии, получается, 8-9 век. Он приехал и окрестил все местное, короче, население. Вот. И вот они приехали, вот эта церковь наша, мы будем ее восстанавливать, там, приклеили табличку, что это вот наш род, там таблу свою на этой там таблице поставили. Вот. Ну, то есть местное население нам очень доброжелательно к нам отнеслось. После этого я еще раз приезжал из отца Павла, и там встречаю людей, которые там до этого с нами общались, там местное население. Они вот все вспоминали, что наш приезд отцу Павлу, говорили с батюшкой, там очень тепло вспоминали его, отца Павла, и вот это наш приезд. Вот. И поэтому я считаю, что вот эту традицию надо установить как-то, я не знаю, чтобы вот это поминовение именно наших усопших предков тюрков, надо этим заниматься. Местным священникам, понимаете, по идее это понятно, что местные священники как бы должны там это делать, да, но местным священникам именно в мусульманских регионах, особенно вот Северный Кавказ, там Средняя Азия, это не очень удобно, потому что, это задаст много вопросов, и это очень сильно усложнит жизнь. Им это очень сильно усложнит жизнь, если они там начнут там ходить, там выискивать эти древние церкви, там молиться, там, это проблема будет. А если мы будем приезжать в свою очередь, люди, которые приехали, помолились по благословению местного архиерея, уехали, там какой-то музей можно сделать, например, там христианство. Чтобы на музей для чего опять же нужно? Нужно, чтобы каждый школьник, например, там, кто достанет в Башкирии, именно из тюрков, он знал, что что мы были не только наши предки были мусульмане, но были христианами. О чем, например, там, в том же Татарстане там, это стараются не афишировать. То есть все ученые про это знают, но это, как бы считается, об этом не надо рассказывать. Вот. А так как нас Господь нам дал веру, я считаю, что это наша обязанность. Что мы должны именно читать своих предков, возможно, там восстановить, может, какую-то церковь, какие-то церкви. Потому что главное правитель, что он никуда не ушел в православную церковь, и не стериальный, не только православный. Вот. Потом дальше мы ездили, отец Георгий упоминал, приезжали к нему. То есть мы были в столице Золотой Орды, Сарай-Верхе, город, в Цареве. Он тоже очень хорошо к нам отнесся, там служили моменты, панихиды. Это, получается, был центр Сарайской епархии. Я думаю, тоже это наша обязанность, как бы столица была, все мы говорили про татарскую, Золотая Орда. Я думаю, что это наша обязанность тоже приезжать туда и почитать там наших предков, там, епископов. Там был святой Анфим Сарайский, который тоже пострадал за нас, тюрков, он пострадал. Его за веру убили, во времена Хармузии тоже. Он причислен к святым, в составе воронежских святых он есть, короче. Вот, святой Анфим Сарайский епископ. Вот. Потом мы были на татарском городище Ставрополе. Вот у меня такое ощущение, что мы вот отстаем, реально, вот время, что еще в 2018 году я видел интервью митрополита Кирилла, он как-то говорил, что мы нашли татарское городище, нашли церковь, там получается церковь 8-10 века. Опять же, подчеркиваю, православная церковь времен хазарского каганата. То есть стоял гарнизон там из Булгар, Арам, Хазар, короче. Они имели свою церковь, там внутри православных, то есть историки говорят, да, церковь раскопанная, она все. Он там установил крест, митрополит Кирилл приводит к благословению. Этот крест язычники сломали, они еще раз установили крест. И там вот по благословению священноначалия, местного благословения, есть такой известный священник, отец Илья Хилец, блогер. Вот он нам служил молебен там на татарском языке, панихиду. Вот. И прямо это городище там называется татарское городище. Ну там так, по сути, получается, не было, а вот были предки наши. Булгары были. Вот. Также
есть и в Крыму. В Крыму тоже очень много, я не знаю, включали, нет, когда в обед мы уходили. Встречались с Вадимом Манько, это доктор исторических наук, который раскопал очень много там булгарских церквей. И вообще он когда рассказывал, да, он оставил презентацию давал от него. Не включали? Вот, можно будет включить. Вот. Там получается, вот времена казахского каганата в 8 веке, очень, святой Стефан Северский, который есть святой, почитаемый, да, поставить крымских святых, он поместил очень много булгар. Вот я думаю, расскажет там более подробно об этом. И я считаю, что вот этот музей, который надо организовать в православии среди тюрок, самое оптимальное место для его организации, первое оптимальное место. Ну, конечно, должно быть там и в Татарстане, и на Кавказе, я думаю, Крым. Потому что там не будет противодействия никакого от местных властей. Вот. И там, ну, там есть, понимаете, там есть даже вот городище, чисто вот, жили булгары, да, городище есть. Там несколько церквей, да, там, именно христианская церковь, православная церковь 8 века. Вот. Недавно они там раскопали, получается, церковь возле Судака, она 13 век, это времена Золотой Орды, тоже христианская церковь. А если брать, например, есть такой документ, Судакский синодскат, это греческий документ, где там записывали, ну, какие там значимые события. Вот. В этом Судакском синодскаре пишут, что самое распространенное имя при крещении в 13 веке в Судаке было Кутлупей. То есть Кутлупей. Это, получается, татары, которые оседали там, ну, они передали уже, конечно, историяне там были, полностью, они принимали христианство там. И христианство принимало ислам. Вот. В Саратове также приезжали, тоже нашли там церковь, получается, 13 века, православную церковь, где нашли там посуду кашинную, то есть это очень дорогие сервизы были, которые, например, Ханша Тендуля арабы дарили, то есть такой уровень, что там не пленные рабы там молились, понимаете. Это была знать Золотой Орды, знать там могильник рядом, именно знать. Вот. И везде, интересно, вот, везде, куда вот, у отца, например, у отца Геворгия царей, да, они фестиваль там проводят, это уже 6-й там, или 5-й фестиваль, да, а мы здесь знать не знаем, что они там проводят фестиваль. Вот. Хотя мы должны, вот, там, как православные, да, тогда турки оказывать им помощь. Это столица была, Татар. Это была столица Татар, получается. Царев. Мы должны оказывать какую-то помощь. То есть у нас там нет, мы можем просто приехать туда, там, не знаю, помолиться там вместе. Потому что от молитвы все это, от Бога же все. Вот. Также и по Ставрополю, и по Северному Кавказу. Вот. Вот такие у нас основные были. Спасибо, Олег Игоревич. У нас сейчас полчаса должен быть. У нас сейчас полчаса будет у нас короткий брейк. И во время брейка пусть поставит презентацию, что вы хотите делать. Полчаса.
Итак, следующий, пожалуйста, занимайте места. Братья. Коротким сообщением выступит Мирмонад Павел Киберган. Хочу вам представить. Вот, включился. Отец Павел Киберган, наследник Новоспасского монастыря. Он тоже тюркоязычный. И вот Олег Ильич упоминал, что путешествовали вместе по Кавказу. Я хочу сказать, что кроме всего прочего, батюшка полярный, он смывал на практически научные станции цивилизации. Пожалуйста. После вас, благодарность всем собравшимся и благодарность переводчикам Священного Писания. Здесь много говорилось об этом, о важности труда. Я представитель Карачаево-Балкарского народа. Это такое... Этот народ распределен в двух республиках, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Но фактически он объединен одним языком. И вот на этот народ перевел Священное Писание мой отец. Я не понаслышке знаю и прочувствовал труд переводчика, потому что этот перевод, наверное, около 20 лет готовился, когда я еще ребенком был. И буквально мой отец вот проживал все это, буквально пережевывал, можно сказать, каждое сложное слово с нами, с детьми, с людьми, которые окружали. Вот, к сожалению, он уже усопший, но, наверное, благодаря тому, что он стал христианином, к сожалению, православным. Но я пришел в православие. И что еще хочется сказать, что вот перевод, он использован в институте перевода Библии, когда вот выпущен Евангелие на карачаево-балкарском языке, потом выпущен Новый Завет, Псалтирь, Пятикнижие, книги больших пророков. И вот он использует, у нас был разговор по поводу имен. Вот, например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, там, где говорится, что имя ему был Иоанн, используется вот балкарское слово «ахия». То есть «ахия» в переводе с балкарского это и есть Иоанн. То есть вот по поводу использования имен может быть вот такая вот форма. И очень важно, когда люди слышат Священное Писание и молитвы на родном языке, и владыка Калистрат, наверное, это подтвердит, когда он был в Антарктиде, и говорил об этом, когда на Пасху приходили на полярную станцию и чилийцы, и китайцы, и уругвайцы, и они могли слышать, там у нас в вашем ресторане, тексты на испанском языке, на английском языке, и по вашему примеру мы тоже это использовали. И совсем по-другому видишь, как загораются глаза у них, кто католики, кто протестанты, чилийцы, китайцы, когда они слышат, кто на английском, кто на испанском. И вот эту традицию по благословению святейшего патриарха еще Алексея и Кирилла уже подтвержденно, мы возобновили в Новоспасском монастыре, когда на Пасху читают Евангелие не просто священники, которые приходят, или диакона, а мы взяли благословение, читают носители языка именно. И у кого есть возможность, одевают национальные костюмы. И это приобретает очень торжественный такой праздничный вид. И специально, чтобы послушать свой родной язык, приходят там представители разных, самых разных народностей, которые проживают в Москве.
И вот в последний раз у нас где-то было 10-12 языков. Причем там где-то грузины, абхазы, осетины или там между собой какие-то междоусобицы, а здесь они стоят рядом, читают на своих языках, и это очень-очень такой вот момент единения и мира. И в конце уже тезисно, благодаря этому труду еврейского общества, которое мы, вот сейчас оно было перед нами, вот есть у них такая книга, называется «В начале было слово». И здесь первая глава Евангелия от Иоанна, его пасхальное зачало, оно представлено на 76 языках, в том числе сирийский, древнегреческий, древнееврейский и 76 языков всего. В том числе, конечно, тут представлены очень богато тюркские языки, и казахские, и башкирский, и татарский. И представлены, причем даже языки малочисленных народов, например, вот такие, как мордовский, я даже не знал, что есть горный, мордовский луговой, марийский, мокший Эрзя, ну и так далее. То есть эта книга очень-очень может помочь в миссионерском служении. Вот жалко, что ее не представил Институт перевода книги, но у него такая есть. Все. Следующим прошу выйти с докладом Валерия Николаевича Старова, заявленную тему укрепления срочности духовных связей между людьми в процессе прославления имени и жития святых на примере Авраама и Феодора Волковских. Нет, Валерий Николаевич? Я, ну, это, вот я его помню, там снимаю. Хорошо, потом тогда потом. Тогда сейчас давайте мы предложим тоже Валерию Николаевичу, как Голскутову, президенту Российского делового клуба. Есть у нас Валерий Николаевич? Пожалуйста. Можно у меня судокладчик? Мы вдвоем сразу. Пожалуйста. Ну, добрый день. На самом деле, с утра практически здесь. То есть очень тема актуальная, очень тема нужная, так скажем, да. И нам удалось в 2008 году согласовать службу. Вот, отец Георгий, не виделись 5 лет, встретились здесь. Согласовать православную службу в Турции. То есть мало кто сегодня, наверное, помнит, что Турция – это наши корни, это наше, так скажем, раннее христианство, это Византия, то есть и мир ликийский, это как раз родина Николая Чудотворца. И в этом храме, то есть, нам удалось согласовать службу, то есть и сейчас регулярно там эти службы происходят. Это город Темре, современный, то есть это префектура Анталии, а в древности это был город мира. Ну, то есть Николай Чудотворец, мир ликийский. Но мы сейчас хотели вам рассказать про конкретные дела. То есть мы люди скорее дела, то есть мы очень интересно было послушать вот эти вот доклады исторические. Но мы, когда начинали наш проект в 2008 году, мы как в этом уже, мне кажется, знаменитом фильме «Крест» взяли крест и пошли. То есть пошли вот по этим деревням, прошлым, по этим вот разрушенным храмам. Появился проект Семенова тропа. То есть сегодня это крестный ход, который объединяет 15 муниципалитетов, порядка 40 храмов, порядка 7 монастырей. То есть и это стало самым таким красиво структурированным проектом. То есть и из всего этого появился Православный общественный совет по координации крестных ходов при Русской Православной Церкви. Об этом вот Лена расскажет. И я буквально хотел показать несколько слайдов, чтобы не отнимать время, как это все получилось. То есть город Екатеринбург, можно следующий слайд? Это вот Свердловская область.
наверное, все знают, это город Екатеринбург, где случилась вся эта история, новейший, ну, то есть, где, ну, к сожалению, убили царскую семью. Вот как раз следующий слайд, храм на крови, вот где это все случилось, ну и в Верхотурье. И вот этот проект, он начал носить название Семенова тропа. Почему Семенова тропа? Потому что там есть великий святой уральский Семен Верхотурский. И по преданию он ходил из Тагильской слободы, это сегодня это село Махново, в Меркушино 37 километров пешком. То есть он утром выходил, приходил в вечерний и делал это каждую неделю, то есть воскресную службу. И мы этот проект, ну, возродили эту Семенову тропу, и этот проект стал называться Семенова тропа. То есть и можно следующий слайд. То есть мы возродили исторический крестный ход. В 914 году царская семья подарила Верхотурскому монастырю серебряную сень, то есть раки Семена Верхотурского. И вот эту сень встречал практически весь город, 5000 человек шло до Верхотурья крестным ходом 370 километров, 2,5 недели. И мы в 2014 году этот крестный ход возродили. Можно следующий? То есть сейчас это называется Семенова тропа, то есть можно пройдемся по слайдам, показывать. То есть вот это Государева дорога, мы ее возродили тоже. Следующий, да. Вот это как раз Тагильская слобода, где был храм, который разрушили. Ну и сейчас мы покажем, как нам удалось восстановить там много храмов. Это презентация 2018 года, то есть на тот момент, вот, можно дальше, это вот Верхушино, следующий слайд, это вот Свято-Николаевская обитель, Верхотурский монастырь, да, следующий, это вот как раз движение в Сибири, это Ермак, вот, как его покорял. Сейчас можно еще дальше, да. Сидоровские быки, которые были разрушены, да, следующий. Это вот как раз Семенова тропа, которую мы восстановили. То есть это были непроходимые болота, нам даже пришлось 5 километров положить гаки, то есть можно следующий. Мы установили вот кресты, дальше. Вот это как раз это гать, то есть 5 километров по непроходимым болотам мы вот положили вот бревна, дальше. Да, вот сейчас это обзорная карта всего маршрута. Ну и следующий. Вот как раз храм на крови, вот так это все выглядит. Следующий слайд. Это Ганина яма. Ну и можно дальше вот пройдемся побыстрее, да. Дальше. Ну вот, так это выглядело до того, как мы начинали крестный ход. Сейчас потихонечку начинает все возрождаться. Вот здесь купол отреставрировали. Следующий, да. Здесь установили купола вот в 17 году. Следующий. Это вот был гараж, это МТС, сделали его при Советском Союзе. Тоже это начинаем возрождать все. Леса установили. Дальше, да. Ну, следующий слайд. Вот, хотел вот этот кадр вам показать. То есть, когда мы начинали вот этот проект, вот храм выглядел вот так вот. Это село Аромашево, храм Казанской иконы Божьей Матери. И вот буквально за 5 лет удалось его полностью восстановить. То есть, когда мы зашли туда первый раз зимой, вообще даже не было мысли, что его можно как-то восстановить. И вот сейчас это самое красивое такое архитектурное, ну, как бы памятник во всем районе. То есть и вот он находится на скале. Ну, давайте пройдем. Я, в принципе, хотел бы, наверное, слово предоставить Лене. То есть это простая инициатива простых людей, простых бизнесменов. Мы организовали потом Свято-Николаевское
Уральское православно-патриотическое общество. И вот Семенова тропа сейчас это уже федеральный крестный ход, на который съезжаются люди со всей страны. И вот это конкретный пример конкретных дел. И на самом деле наша задача здесь найти единомышленников, мы уже вот их нашли, и чтобы вот эта вот конференция стала таким шагом нашего общего объединения. То есть я президент еще Евразийского делового клуба, живу сейчас в Москве уже 7 лет, ну и плюс еще представляю здесь клуб православных меценатов, зампредседателя правления. Мы будем владыка 14 марта проводить съезд благотворительных меценатов в храме Христа Спасителя. Вас приглашаем, и всех, кто здесь присутствует, тоже приглашаем. 14 марта? Да. Вам отдельно мы направили приглашение письмо. Владыки Сергию тоже Махмонтов, ну, отправить обязательно. Ну и вот хочу представить, это легендарный человек, это Елена Ярославовна Андреева. Ну, вот эта вот скромная девушка прошла всю нашу страну вдоль и поперек с Еденовским крестным крестом. Сейчас она о себе два слова скажет, ну и покажет ту презентацию, которую мы сегодня реализуем. То есть и общественный совет по координации крестных ходов он сейчас у нас выбирает обороты. И спасибо за внимание и помощь. Наши крестные хода проходят с 2017 года по всей стране. Инициаторами были и магаданцы, и уфимцы, то есть практически вся страна. И вот с 2017 года по всей стране вот такие автомобильные крестные хода, они идут. Даже вот, если говорить про Турцию, вот мы недавно говорили, по Турции проходил крестный ход с крестов. То есть ходим по всей стране, видим, что происходит. И хочу представить проект, который, надеюсь, найдет какой-то отклик в наших сердцах, и мы сможем реализовать максимально совместными усилиями. Речь идет о чем? О том, что если каким образом нам воссоздать наши регионы. Вот на базе того опыта, который мы имеем, то есть когда мы проходили с крестным ходом где-то, а потом возвращались, мы видели, что происходили какие-то невероятные изменения, причем очень быстро. То есть если мы поставим его на первое место, то все остальное станет свое. То есть с чего нужно начинать? С того, чтобы какие-то делать акценты, наслаждать имеющиеся маршруты крестных ходов, популяризировать те святых, которые были, молиться их совместно, проводить молитвы, восстанавливать храмы. И тогда начинает расцветать целый край. И вот мы на примере таких проектов, как Семенова тропа и многие другие, которые сейчас я вам покажу, решили составить дорожную карту развития региона. То есть сначала проводится историческое исследование того, какие существовали когда-то исторически духовные доминанты, и, может быть, они перевести на, например, есть такое почитание, например, Матронушки или почитание Серафима Саровского, то есть сначала происходит народное почитание, а потом уже возникает прославление. То есть проводится историческое исследование того, что здесь было. Восстанавливаются крестные хода, маршруты крестных ходов. Или вот, как мы замечательно сегодня рассказывали о том, что исторически наши земли, где сейчас Татарстан, Казахстан, на самом деле имеют другой христианский корень. То есть это все нужно систематизировать и создать что-то на базе региона, что-то православной энциклопедии, который объединит всю эту информацию. А далее
создать обучающие программы, которые затем будут сначала будут обучены преподаватели, то есть они узнают о своем крае, все самое важное с духовной точки зрения, что там происходило. И после этого будут проведены программы с учащимися, будут проведены выставки, будут проведены созданы музеи, поставлены. Дальше что происходит? Мы определили объекты духовного наследия, и дальше мы проходим молитвы, местные хода, ставим устанавливаем кресты, там знаки. То есть, чтобы люди туда приходили, и начиналась уже молитва. Вот, то есть, после этого, то есть, например, мы поставили правильный знак. Дальше затем уже следует восстановление этого объекта и создание нового объекта паломничества. Запуская паломнические маршруты туда. Что за собой сразу же влечет развитие инфраструктуры и запуск потом уже производственных даже хозяйственных и бизнес-проектов, поскольку мы представляем Евразийский первый клуб, в том числе и православных меценатов, то есть достаточно есть большие связи и с общественностью, и с государственными органами, и с епархиями, и с теми активными людьми, которые готовы все это продвигать. Вот уже сейчас только что Владимир Николаевич рассказал о местном входе Семенова трамвая, и я хочу просто еще раз уточнить, что началось это с инициативы людей, то есть прошел местный вход, и что к чему это привело? Восстановился ряд храмов, производится обустройство туристического маршрута, инфраструктура параллельно развивается, то есть состояние дорог тоже очень сильно изменилось. Запущены дополнительные проекты по строительству, строительства и так далее. Или вот, например, тоже после нашего местного года пришли, вот сейчас вы видите храм, который был, а полностью были развалены. И не было никакой константет, не было малейших движений. Когда прошел крестный ход, а потом мы через 3 года вернулись туда же. Мы с удивлением увидели, что уже храм полностью воссоздан, уже вся территория полностью обустроена, давно идут службы. И даже вот один прихожанин этого храма написал вот такой вопрос. И это не единичный случай, это постоянно когда идет, начинается молитва, идет крестный ход, идут моменты, приходят молиться люди, то сразу все оживает. Или вот, например, тоже интересный пример, город Олеся, может быть, все знают, есть там такая важная, как назвали Троицкий монастырь, то, по-моему, это не называют на самом деле, монастырь колокольню, как для самолетов, как для моя. Вот. И здесь тоже как раз прекрасный пример, когда именно покровительство Макария Колязинского, то есть произошел перенос мощей, произошел корректный небесный ход на распитие, обретение мощей Макария Колязинского. И после этого каким-то удивительным образом сразу нашлись деньги для того, чтобы отреставрировать эту колокольню, восстанавливаться монастырь, то есть сразу жизнь дальше. Вот, или, например, митрополит Тихоновский крестный ход, он стал уже, очевидно, доминантой, паломнической доминантой, да, то есть Тихону Затоцкому идут из Воронежа, крестный ход из Липецка, очень много людей тоже принимают участие. Вот. Поэтому приглашаем всех к сотрудничеству. Если вас заинтересует возможность, желание, скажем так, стать пилотом в этом плане, потому что сейчас уже есть несколько телевизионов, с которыми мы начинаем активно работать, по созданию православной энциклопедии, по проведению такого исторического исследования. Мы приглашаем всех, будем рады видеть вас в своих передачах. Есть вопросы?
Присаживайтесь. Тогда Валерий Николаевич пока еще занят, да? Если у нас еще какие-либо докладчики, то они могут быть готовы. Выходите, пожалуйста. Вы представьте сами, Семенов Павел Геннадьевич, то есть Республика Татарстан, активист Керченских организаций. То есть у меня доклад бесполезный подпись священного служителя, прямо священного служителя, старца Алексея Марина, то есть про Алексея у меня несколько слов. То есть у нас упряжен современный метод, современный сейчас варианте, то есть канонизирован цветы, именно из этнических грешен, только один у нас канонизирован. Братья, хотите поговорить, вы поговорите, да, не надо, то же самое. Спасибо. Единственный канонизированный святой, это у нас отец Петр Гаврилов, священномученик, который погиб на мощном расстреле в Алтайском крае. То есть именно на территории как раз таки Республики Татарстан у нас именно этнических граждан канонизировать нету. То есть до заслуги Николая Ивановича Хмельницкого по просвещению граждан, конечно, давал своей воды. Очень много священников гражданских получили такие дары, то есть стали святыми, но канонизировать, к сожалению, пока не было. Но хочу как раз таки выступить про почитаемого у нас упряженского священника отца Алексея Маринина. То есть отец Алексей – это священнослужитель, являющийся положительным делом просителя Николая Ивановича и священника Василия Макеева. Он поддерживал и выполнял первый грешен, был предложен гонение на церковь, благодаря его деятельности, доказательно сохранялось верующий община грешен, который смогла принести благовестие наших дней. Отец Алексей, миру Афанасия Мария, родился 1 июля 1892 году в деревне Алапана, Рыбинского района, в семье основного солдата Сергея Гунатовича и Агриппина Антоновна. По сохранившейся воспоминанию духовного отца Алексея, его мать Агриппина Антоновна обещала, если Господь дарует сына, то она понесет его в церковь Петра и Павла, села в Марбаш пешком. После этого, когда она стирала белье в реку, вдруг услышала звон колоколов, и ребенок вышел в церковь. То есть это записи. К сожалению, сведения о жизни отца Алексея до 1916 года не сохранилось, то есть из протокола опроса года репрессий известно, что он имел низшее образование и прекратил в армию, занимался сельским хозяйством и извозом. В 1916 году во время Первой мировой войны отец Алексей был призван в царскую армию, согласно протоколу опроса, в возрасте 24 лет он был призван в Берсутский полк рядовым. Был при нем, и это произошло в Русской области в 1917 году. Герман Наполеон провел два года с 1917 года по 1915 год. После возвращения из Крыма отец Алексей стал наследником Кряжского Петровского монастыря в деревне Красного Русского района. С 1920 по 1923 год он находился в монастыре послушником. В 1923 году был рукоположен в Водянина. С 1928 года отец Алексей был рукоположен во священники, и с этого времени во время ареста служил священником в селе Снаруши, Новодержского кантона и в селе Чаксет, Курского района Татарской ССР. В 1920-1939 году Вернадон Галина Церковь, в 1931 году Германов Алексей. Его арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности, и по неподтвержденным данным в общей сложности советского лагеря Алексей провел 18 лет. Его глубокая жертва было понять памяти, его рассказал, следователи пытались вытащить его признание, вешали его за ноги, били, пытали и тому подобное. После освобождения из-под заключения Алексей жил в селе Перетеки, когда закрыли там, он перебрался в Казань, и жил по даянием милости возле храма Ярославских чудотворцев, расположенных на Ашском кладбище. Вскоре отца Алексея склонился сажать в тюрьму, где он просидел год. Арест произошел за нарушение паспортного режима активно случилось в 1939 году. После его выпуска он живет в селе Сухная река Юдинского района города Казани. По воспоминаниям духовной дочери отца Алексея,
Он жил на квартире одной старушки, напротив дома был краб, который хотел Алексей. Жилищные условия были ужасные, приехали животные, то есть животные получили в доме. Жили в конец страшной бедноте, даже варежек не было у него. В 1944 году во время войны его арестовали еще один раз, то есть его приговорили к Новому году лишения свободы, и, получается, его сажают в психбольницу. То есть один год он проводит там. Согласно сведениям, собранным священником Дмитрием, после освобождения в 1945 году Герман Алексей живет у старушки Анны на улице Баумана. В 1946 году был совершен Никольский собор, единственный храм, который открылся в Казани, и он начинает посещать его, и как раз таки живет милостью, которая подает ему как раз около этой церкви. До конца своих дней отец Алексей не имел своего угла, скитаясь по Грешинским деревням, квартира духовный час Грешин, в городе Казани, он не имел права регистрации, так как был осужден, а значит не права служить в церкви не имел. Не имея средств пропитания, вынужден был просить милости на памятный храм, часть собрана отдавал нищим, часть приносил домой. Позже бывают все родственники сестра отца Алексея Ефимия, который вышел замуж за Илью Григорьевну. То есть они начинают жить уже вместе в Александровском районе. Его духовный начало вспоминает, что отец Алексей был очень осторожен, так как за ним была постоянная слежка. Запомнилось, что этот человек вел себя с осторожностью, смотрел на обязательные слежки, которые задумался, доглядывался. И вот это духовное начало спрашивал родителей, чего он боится. Они отвечали, что его в любой момент могут арестовать правоохранительные органы за чуждую пропаганду. По воспоминаниям Антонины Сумерыловой, отец Алексей ходил в советское детство, под надеждой носил священный крест, был аскетом, Бог принимал в первом курсе, вместо кадушки под полом балбарина, в больницу никогда не обращался, жил только молитвой, за всех переживал, тернистый, трудный путь, был час. Ему Бог открывал будущее, то есть есть пророчество, то есть прозорливый. Он подвижничество свое скрывал, только ответственный знал то, что он вот этой подвижничеством занимался, здоровья у него не было. За 4 месяца до своей смерти отец Алексей тяжело заболел и умер 18 марта 1961 года. Отбивали его в храме Святой Ярославской Божественного кладбища. Самое интересное то, что он похоронен недалеко от могилы Николая Ивановича Минского. Еще при жизни Кряшкин он почитался как святой. То есть это очень интересное воспоминание, то есть родственник, то есть я уже упоминал, воспоминание духовный чат. Дядя Илья, когда был живой, ходил в церковь около Архова кладбища, как раз это было все на Пасху, и когда он пришел и сказал отцу Алексею Христос воскресе, и с могилы донеслось воистину воскрес. То есть это было на кряжском языке, то есть вот такое воспоминание у них осталось. У отца Алексея было много духовных чат, в советское время они собирались в одном кругом в Никольском соборе. В 1989 году возродилось богослужение церковь на кряжском языке, и он совершил протоиерей Павел вопрос в соборе. И по его воспоминаниям, когда была объявлена литургия, некоторые верующие приносили книги и ноты. Это были представители общины иеромонаха Алексея Марина, который в советское время сплачивал Армянская Кряшина. То есть отец Павел вспоминал то, что возрождение церковной жизни Кряшина есть огромная заслуга его предшественников, это заслуги отца Алексея Марина в том числе. Они старались, чтобы его духовный чат, чтобы Кряшина оставались православными, несмотря на безможное время, Кряшина венчались и крестили детей. В 2009 году по благословению архиепископа Казанского государственного главы настоятельства начался сбор материалов для канонизации 30 новомощных исповедников российской кряжской подвижника исповедника Вера, старца иеромонаха Алексея Маринина. Но, к сожалению, работа где-то остановилась немножко, поэтому будем надеяться, то, что эта работа будет продолжена, и у нас появится свой кряжский святой, то есть который будет молиться за наш кряжский народ. Спасибо. Благодарю вас, Павел Владимирович. Ну и хочу сказать, что я тоже подготовил небольшой докладик. Нарочно не стал делать его большим объемом, потому что казалось, что мы все 2
сам не закончил, даже думал сократить его, но раз мы все уложились, то небольшой свой доклад я с вашего разрешения себе позволю. Напомню, тема нашей конференции – православие и культура русских народов. И моя тема – это алтайская духовная миссия и то, какое влияние алтайская духовная миссия оказала на формирование культуры народа алтайцев. Прежде всего, хочу вам сказать, что слово «алтаец» как принадлежность народности появилась во второй половине 20 века. До этого на территории Горного Алтая находилось 9 различных полуродных племен, которые сейчас там находятся, просто объединены одной общей записью в паспорте национальность Алтая. Хотя каждый из них знает, кто он, кумыльдинец, Кельмбит, Тубала, Алтай-Кижи или какой другой народности он принадлежит. Итак, деятельность Алтайской духовной миссии оказала свое влияние весьма значительное для жизни народов Горного Алтая. Благодаря трудам миссионеров в Горном Алтае появилось образование и медицина. И большая часть населения, которое было ключевым полностью 100% на начало 19 века, сменило кочевой образ жизни на оселок. Преподобный Макарий Глухарь, основатель Алтайской духовной миссии, прибыл в Горный Алтай в 1830 году. Первой же задачей, которую отец Макарий поставил перед собой и своими спутниками, это было изучение алтайского языка и проповедь на родном алтайском языке. Отец Макарий со своими помощниками составил небольшую азбуку алтайскую, что способствовало со временем появлению алтайской грамматики на основе кириллицы и консолидации алтайских народностей в один народ. Изучение алтайского языка стало фундаментом успеха миссионерской деятельности среди русских племен. Разъяснение основ православного выручения на родном языке сделали проповедь понятной и доступной для местного населения, а крещение осознанным поступком. Изучение языка также способствовало накоплению знаний миссионеров, которые впоследствии легли в основу создания алтайского алфавита и грамматики алтайского языка. Первое знакомство с наречием алтайского языка попытки перевода осуществили с отцом Макарием во время его пребывания в Бийске и в Саибирском форпосте. Татарин Иван Еремеев, отставной казак Федот Меньшиков, помогли перевести на местное наречие молитву «Отче наш» и 10 заповедей Моисея. Всего за все время своего пребывания на Алтае отец Макарий перевел почти все Евангелие, избранные места из книги «Деяния святых апостолов», послания апостольских, первое послание апостола Иоанна Богослова, некоторые псалмы, историю праведного Иосифа и другие некоторые места из книг Ветхого Завета. Перевел он также собрание текстов о церковных таинствах, краткую священную историю, катехизис, огласительные поучения, вопросы, которые следует задавать на исповеди. Именно отец Макарий составил книжицу, лексикон, которая содержала около 3000 слов. В 1841 году он подготовил к печати азбуку на русском алтайском языках, которая также включала в себя краткий молитвослов и краткий катехизис. К сожалению, в те времена эти труды отца Макария не были изданы. В 1864 году преемник отца Макария, начальник алтайской миссии протерей Степан Ландышев, писал, что для назидания начинающих, не знающих русского языка алтайцев, миссионеры перевели на их язык внушительный объем богослужебной и назидательной литературы, а также указывал, что миссия составляет сравнительный лексикон алтайских, татаро-калмыцких наречий с языком тобольских татар-косово-диганов и грамматикой наречий.
В 1868 году в Санкт-Петербургской национальной типографии был издан первый алтайско-русский букварь «Азбука для обучения грамоте детей алтайцев». В 1882 году в Казани вышло второе издание алтайско-русского букваря. В 1860 году в Казани была издана первая научная работа «Грамматика алтайского языка» под редакцией профессора Николая Ивановича Ильинского. В книге указано, что составлена на членах алтайской миссии текст упоминаний автора. По мнению историка алтайской духовной миссии Харлаповича, работа над грамматикой была начата отцом Степаном Ивановичем, продолжена протереем Василием Ивановичем Вербийским, участвовал в этой работе и иеромонах Макарий Невский, будущий московский святитель. Завершал эту работу в своей редакции Николай Иванович Ильинский. Эта работа явилась примером совместного плодотворного труда Николая Ивановича Ильинского и алтайских миссионеров. Я сегодня уже упоминал в комментариях к какому-то из докладов, что Николай Иванович Ильинский составил первую службу на кряжинском языке, которую впервые отслужил иеромонах Макарий Невский в Казани, в храме Ярославский Святош, да. И по этому образцу отец Макарий впоследствии составил и богослужение на алтайском языке. С помощью трудов алтайских миссионеров сформировался алтайский язык, что стало и сформировалась алтайская письменность на основе кириллицы, что стало ключевым фактором консолидации различных тюркоязычных этносов Алтая. Материал грамматики включал наречия илюков, шорцев, черновых татар, кумандинцев и других. В 1875 году на основании высочайшего решения Святейшего Синода Алтайской духовной миссии было разрешено иметь свою собственную цензуру и типографию для издания сочинений и переводов религиозно-нравственного содержания на алтайском языке. Однако собственная типография миссии так и не была открыта. Литература, переведенная миссионерами на алтайский язык, издавалась в типографии Санкт-Петербурга, Казани и Томска и активно использовалась в храмах и школах миссии. Важной заслугой алтайской миссии явилась созданная ею система школьного образования. Первую школу основал сам преподобный Макарий Глухарев, как его называют на Алтае незабвенный. Кандидат исторических наук Надежда Васильевна Расова говорит, что при преемниках отца Макария, Петре Степане Ландыше и архимандрите Владимире Петрове было открыто еще 24 школы. В 1889-90 учебном году в миссии действовало 31 учебное заведение. В 1897 году 35, в 1902 году 53, в 1915 году 82 школы. Вливаясь в общую систему православного образования в России, школы алтайской миссии подразделялись на церковно-приходские и школы грамоты. Для подготовки учительских кадров и церковных служителей в 1867 году было открыто Центральное миссионерское училище в Улале, а в 1883 году Бийское катехизаторское училище, которое стало кузницей кадров для алтайской миссии. Бийское катехизаторское училище проводило подготовку не только священнослужителей, но и учителей и переводчиков. Впоследствии, благодаря эффективной системе школьного образования, а также подготовке миссионерских кадров в Улалинском миссионерском училище, а затем и Бийском катехизаторском училище, количество сотрудников миссии алтайской национальности неуклонно возрастало. И к 1913 году почти в 2 раза превышало количество русских сотрудников. В 1913 году было 147 сотрудников миссии, из них 97
были алтайцы. Хочется остановиться отдельно на одном персонаже, человеке, который был учеником Макария, Глухарева, много лет сотрудничал с ним и стал первым священнослужителем из Алтая. Крестник, ученик и помощник отца Макария Глухарева, протоиерей Михаил Васильевич Волков, первый священник из числа этнических алтайцев, первый алтайский писатель, дипломат. Был крещен в 1836 году, обучался грамоте отца Макария. С 1844 года работал толмачом и переводчиком в Алтайской духовной миссии. В те годы практически вся переводческая работа проходила при участии Михаила Васильевича Волкова. В 1850 году он познакомился с приехавшим в Луну кузнецким краеведом Николаем Ивановичем Ананьевым и по его просьбе перевел на русский язык собранные этим ученым фольклорные материалы, а также описал верования и обычаи алтайцев. В 1860 году началось его сотрудничество с ученым-этнографом Василием Васильевичем Радовым, который также обратился с просьбой помочь сборе материалов по устному народному творчеству алтайцев. Фольклорные материалы, собранные Чулаковым, были включены в первый том трудов Радова, образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири, изданные в 1866 году. Среди этих материалов был представлен на алтайском и немецком языках автобиографический очерк Михаила Чулакова «Черныков Тюн-Тюньми. Жизнь Чулакова». Эта книга стала первым произведением, написанным на алтайском языке. Вот первый же перевод был на немецкий, а на русский язык перевели уже впоследствии. В 1870 году по поводу еще книги вот этой «Черныков Тюн-Тюньми», благодаря одному художнику из Валерия Владимировича, к сожалению, уже покойный, наш прихожанин, задался целью найти, где есть первая книга, которая написана на алтайском языке. И он проводил исследование, нашел, что это вот эта книга отца Михаила Чулакова, и выступил инициатором сделать памятник для этой книги. Ее выковечили сейчас из мрамора на одном из кордонов Алтайского биосферного заповедника. И он выступил с инициативой сделать День алтайской письменности. У нас был День алтайского языка, который мы всегда празднуем 20 октября, в день памяти Лазаря Васильевича Кокушева, известного алтайского писателя. Вот. И Валерий Владимирович Кудачин обратился, сказал, вот смотрите, есть День русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И есть День алтайского языка, день рождения Лазаря Васильевича Кокушева. Но есть День славянской письменности и культуры, это День памяти святых апостолов Мефодия Кирилла, учителя славянских. Но нет дня алтайской письменности, которую дали нам отцы Алтайской духовной миссии. И мы на рождественских своих местных чтениях, региональном этапе, поддержали 2 года назад это предложение. Местная дума Белгородской республики Алтай поддержали нас. Единственное, что не захотели сделать день памяти отца Макария, а приурочили к другому дню, когда алтайский язык получил статус государственного. Но мы уже спорить не стали, но в Республике Алтай появился новый праздник, День алтайской письменности, который мы будем праздновать всего лишь 2-й раз в году, 3 марта. В 1870 году в жизни Михаила Чулакова произошло важное событие. Он, отчисленный от инородного сословия, был причислен к духовному званию, получив сан диакона. При этом он оставался вместе с старшим толмачом. В 1877 году диакон Чулаков был положен священником. Михаил Васильевич Чулаков имел возможность узнать русскую литературу, попробовать свои силы в художественном переводе. Значительное место среди переводов его занимает, как ни странно, басни Ивана Андреевича Крылова, который он переводил на алтайский язык для чтения народного. Подражая басням Крылова, Михаил Чулаков сам писал стихи на тему жизни алтайцев.
Его творчество дало значительный импульс становлению и развитию современной алтайской литературы. Можно говорить, что во многом благодаря деятельности Алтайской духовной миссии в конце XIX века в горном Алтае сформировались династии алтайской интеллигенции, получившие образование в учебном заведении Алтайской миссии, состоящие из священников, учителей, переводчиков, представителей других профессий. Здесь можно указать и династию Чувалковых, потому что в этой династии потом отца Михаила было только 4 священников и учителя, художники. Мы должны отметить учительскую династию Куманина, Казаяковых, династию Никифоровых. Мы можем говорить о многих других. Таким образом, мы можем сказать, что труды сотрудников Алтайской миссии по переводу православных богослужений назидательных литературы на алтайский язык, организация школьной системы образования оказали свое значительное влияние на формирование современной алтайской культуры, литературы, гуманитарных наук и изобразительного искусства. Если коротко, у меня все. Спасибо. Вопросы есть? Пожалуйста. На самом деле, мне кажется, очень мы сегодня так продуктивно пообщались. Может быть, сделаем какую-то, по итогам мы познакомились уже с ребятами, какую-то резолюцию и будем периодически встречаться. Встречаться можно. Насчет резолюции мне сейчас сложно вам сказать, пока не представляю какую. Вот, периодически мы встречаемся ежегодно на подобной конференции, что мы хотим продолжать встреч. Завтра будет богослужение на разных тюркских языках, по сайте приглашаем. Поэтому, если у кого-то есть идеи, вот Евгений Ильич, разделяют. Хочу напомнить, что еще завтра будет продолжение конференции в национальном конгрессе татар тюркских народов на Тайване. Будет с Машей Каменщиной, много. Поэтому поскольку сейчас купить. Так что, пожалуйста, все... Возьми, пожалуйста, микрофон. Повтори микрофон, чтобы вы все услышали. Повторю, значит, у нас завтра божественная литургия на тюркских языках. И потом, с часу до 5, в Национальном конгрессе татаро-тюркских народов будет продолжение конференции. Это по улице Большие Каменщики, дом 2. Прямо рядом от выхода станции метро Таганского. Радиально. Это вот как организовано обществом православных татар. Это организовано совместно, ну, нам предоставляет эту возможность Национальный конгресс татаро-тюркских народов, есть такая организация зарегистрированная, и наш союз православных татар. Очень хорошо. Да. Это после божественной литургии, то есть будет время после литургии немножко отдохнуть, и потом к часу подъехать. И с часу до 5 там будет такое более неформальное общение с угощениями татарскими, национальными. Соответственно, все, кто смогут, просят туда подъехать. Как это было в прошлом году. В прошлом году туда Владимир Саватий приезжал и ряд священников. Очень хорошо. Теперь, если у кого-то еще какие-то замечания, дополнения к нашей конференции. Замечательно. В таком случае, дорогие братья, сестры, отцы, я вас всех поздравляю. Как говорил такой есть Николай Ломакин, когда нам возглавлял небольшую общинку, кормявшихся в храме Христа Спасителя. Они делали еженедельные крестные ходы на машине по МКАДу с пением вокруг Москвы. И раз в неделю ездили под Сергиев Посад в источник купаться. И пели о качестве. Здоровенные такие вот из джипов вылетают такие крупные мужчины, берут самые простые качества и поют. Мое было когда-то послушание организовывать пение. Вот этот руководитель Николай Ломакин всегда произносил после молебна проповедь. И всегда эту проповедь он начинал словами: «Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с очередной победой русского духовного оружия».
Вот я хочу сейчас эти слова вам адресовать, потому что наша конференция – это очередная победа русского духовного оружия. Говоря русского, я не говорю, имею в виду национальность русский, да? Я имею в виду тот русский мир, который, по слову святейшего патриарха Кирилла, включает в себя все традиционные конфессии России, влияющие на зарубежье, и все национальности, народности, проживающие на территории России, влияющие на зарубежье. Слава Богу, мы с вами вместе, мы славим Бога, мы ищем пути к тому, чтобы донести Слово Божие на родном языке до татар, до галунов, других национальностей. Работу нам представляли сегодня по переводу Писания, вот, по организации, консолидации православных этих народностей. И это все дело Божие. Потому да благословит всех нас великий Бог своей милостью, дарует нам силы, крепость, разум, чтобы не лезть нам в открытую дверь, не ломиться, шишки не набивать. Но в союзе мира, да, единстве Духа, как говорит апостол Павел, делает общее Божье дело. Ура! Сейчас мы попросим Евгения Евгеньевича почитать нам достойный весть на татарском языке. Нет? Вот. И после этого прошу не расходиться, прошу сделать общую фотографию. Чуть не забыл, дорогие братья и сестры, входные молитвы в 7:50. Пожалуйста, 7:45 служащие, будьте в храме, в рясе, да, с крестами, кто там с камелавкой, с камелавой, потому что в 7:50 уже будут входные. В 7:50 входные, затем часы и божественная литургия. На литургии третий час будет читать Кряшин. Значит, символ веры после пения на славянском прочтут Евгений Евгеньевич. Будет петь два хора, один местный монастырский, один кряжинский. Там дуэтик или трио, но тем не менее споют. Отче наш, после как споют по-славянски, споют по-кряжински. Ну, а все священники, кто находится в алтаре, будут давать возгласы на том языке, на котором национальном они эти возгласы дать могут. Ну, кто не может, будет давать возгласы на церковном славянском. Еще вопросы? Вот буквально маленькое объявление. Для тех, кто не знает, у нас икона, которая называется «Кровная», татарский святых. Вот. Прошу всех, кто желает подойти, приложиться к иконе. И можно будет потом обсудить и семинары. Другие наши члены общения могут рассказать, что за святой изображен на этой иконе. Да, и теперь можно почитать, да? Şunlar biraz değişmeye bir kavramı tuturdan kız, sinek kıdırlarga, sin mengeler kıdırlı, şiksef tezra, sin bizden, Allah bizden anası, kirvinlerden da kıdırlı, serafimlerden da damlı, biz Kristus Allah'ın kıdırdan, şil Allah anası sinen olanlarız. Şükür Allah'ın olayken özgür olmak elinde gerçeklerle gönülden kudurgen, amin. İyi Kudaya yanında, iyi Kudaya yanında, iyi Kudaya yanında. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божьем, помилуй нас.